Они ушли в арабский публичный дом Аллаха, где большие грудые путанессы нас ждут постоянно в слезах и плаче. Надо делать Аллах и публичный дом шлахбель. Ночью зудра шаш садирду, ой дел дадойду иншаллах. Аллах и закон дахуату аш массана ночью лирбу, арбу аш ночью зудра дабу гербушей наложнич. Машаллах балет. Дахуа ой 500 миллион арбу ешен айхкиез ночью ара боль джихад дадиез, постоянно джихада. Бото и Фархати, Маргаш квадратные стали, Селхан, если бы эти не пришли туда. Сюах царахсан макури. Сулалха азвагинает, ажим сулаар куясер сулалха. Аз хайтантун шемет. Эрхайтан. Типа это что исламофоб бар, это плохо бар. Ислам цадиш. صديت ولا لا راه نرويجي خير عشان سوا خو خبو خاونا تصدق الشيء شو اللي تسوي تشابو غير خدي اشور نوختي ايران تخيت بيش كرتين دي اشور جكت دايلهم شو ايران 400 مليون شيء شبات هو خير نانيات عايشه ببرستوت كتبو شول تان تخيت بيش بوينت نوختي خيتو نوختي مثلا بدل بوخ بوقا هر تيبا وين خاصهم شتوش فرخه ده شنير تيبا короче غاز كدايلهم شو غاز شندو عدو باش يدوش по факту ويسين على يغو غاز كلش مدي وإيران تدلا وغاز يادرني программе يلغنيلو غاز كوق إيران ركية شلاتو شغميلو جبتشن شديت غاز كوق это إيران تان союзник منو غاز كوق представим я лёг шныри нака нохч шагини любой нохч чно шныри нака. Вот Фархати, Нохчишин, Бал, Бацар, Багдадаш, Нисбаха, вот просто используют все. Маршал Дума Сергей. Маршал, дele маршал, шайк маршал. Зондер асобо асайн массохом након хуатена цер наш дуязо хоза масана да Халдусун, асхурдам да, все, короче, труд для того, что проблем шуса и проблем что не ящик шар мусульман шубо шар проститутки что, Аллах кахнеш да, но сон что ходаду, уж мел дух дала, сюга бадек ду, что нир ихчи, что цубак должен дагумадат, это собак должен тебя дауру. Societation in which who so arbo publiczny dom in which what's величал ja so ba all dele tie shu it ba all dele societation to otro tie shambus dag sitze so ta alga kwart e ante uruk homichero shwel dela u sadeh khoy saqom yahyu wan khoy sho dagdoshn 729 года бахкан Allah يتعالى شيش شو короче я жизнь лезешь я то наложнич короче что он данный лезешь что 50 лет не даёт ты бац бара цель из дни полный не дату это ну что это кварт анти уруксата это пусер хам даёшь вот о днина куза душ долгомна вообще пусер хам цеопас цан дни рицкан цан дни бахман он дальше из-за того бадек дети еще стало лесом то бадал что ты его шай свек дуть тердат богу а связи уал просто шатак буэршайла ших либо резгой видео обращение охаца совет лил швы за политик о лицо ол политик дерце ол матол гайшон шатак буэршаек ших либо резгой ты шифа мел шития кажу ания сохару صعودية وشو عقلوك بقى حطك يا عاية صبورشة تجوات صنص استعني بوليتيك تو صعود فيديو اشتاق لاتين او شو مثلا داغويج حيد سوترني وانا ماستا دويتشرني وانا ماستا حيش صح شاب بورشة تجيل شو عقوديش شيء تشير نوختشم تشير بعض تجي تشي بين سقيقي شو تعبير يا تشخطي بس يعني
قان عورن سوخو خلجي سون جوات بانجر دي خت دي خمت بتش احتجايا هكذا الاحسوية اس حخانات حيوشو خان اكز خليت اسنت لوتو احسو موخ ويا يتو حقو دي شبور شتجك ايش تاقستانجي نو شو هايوش دو س دوزل جو عاشو مت كشتما اتياش prostitutka nekto vecajās, hājovas, iš adres razglašēties, do одноразовый будулайзер шата шталхинил. Итинг я это забитили, то я шел трюкш. Конечно, я это буду пресекать полицией, спецслужбами. А что садок дижду? Это, а что, блядь, диж даяти трюшек. Макало, а проститутка ды, чадель, да, это мадари, кахнаш. Солчо лелаш ды, а проститутки, да, не шарен, це телефон штя. И проститут ще чуади иш еще, чуд лилшу. Жиш, це телефон, дай, це телефон, ще теттен, це метуел, чи це тядек, айдан, хордон, це аккаунт, дай лон, це шейк, дай лон, уж мичер юха он. Это, а проститутка, це да, это чахер дон, це я. Это, а проститутка, связи дилер хердон. А итальянский спецслужб, я дахдел, я блядь. ديو صورت اي ديو ايت ديتا قوت الدين تصق دوي ساعه تصقن هدو عاشقو هاي خطي عجان بلا نوختي يقعد جنيد بلا انت هي تأتي يقبلش بلا تأتق ما ياتشو ديل دا تشو ويش شنو تسويش تأتق حقيقية شي بورشة تقيل شو اتكريت شي خلبا ريسكو شو موجات اسئلة اسويها ليش كيلو شيت كيلو شو جيتريات حال سيازي يو as hanir datsa yata so ta gyats khon as primo efiri agnir datsa tuota so yazi el ta sha borja tagig tie pagal shkola ta tag mayachu shu poe marca la tag buisam bisham bol nakhmo se zudri nasi ut peshlelo tie pagal shu poe marhala Ashta duizon din zie, ashta tserchan din zie, ashta qoman din zie, ashta nochtje beitan kenti, ashta nochtje parukan pustit bo merkri, ashta meldo humat sawalal chilvet rupa, ashta pek chu ya chu o dünyada tsadetsevi şoldu oturup şu sen çok asam yaldo şu nahyoti şu nohçuyoti buh bayloş az derje şu busal bioti buh baylo şu diye ya buerje yoti şu şey qoman peyda yoti şu şey değişen tixit nahyoti haya kan takhala açıyor ta prostitut kşat sergi камилж tinçi если он чеченец то ему скажи если ингуш то ему скажи хайденек халат вош и prostitut kşat арбой sergi камилж ашул етие ячу я буерша ячу я нах ячу Думсу бог шныригла дуешь ашул наркоманч алкоголик из дня бог а це я тагётум голубой шал це я цунши да кто угодно даёлхум шубош нохче бат зикр дешбо ламайбо мудак да нохче приветствие яц зикр дечара шацави Сулейману нохче дейш шейчирго шенти качу чулял стенано нутфал вабяч це нахуй душлела бош и камил шеч лилчо нах ячу я буержа ячу я tie ячу где-то ишик бог штаце вода со я шул даело мишунса شاش بورش نخيل عند مالتيش هو شون نوختشن هو قميل شيء مكش شون دعلو ها دايري حسويات زي لبوينك تونسو هو حواشا يوروبيا $1,000,000 احجا دو شو بدراسيغا سيازي اليس شوشن دايات بوتك شوشيات بوتك شو امتيات بوز تحتك شو بوصل الدنيا يبوشو از نوختش تبوشو نوختش بوصل كل شوات يا خليشات Ето нохчен шаш бумуак бусел. Но то чохчо хавен. As meldo as meldo hadis шегдалдек. Иша обл шене мечто бохе. As и бох шиол бидарас. Делда о нохчи я то так я то. Ето ушта нохчар обл деш дат войтен бух бален шварт тысячами нахбат нохчи. Сагих муслим бугари hadis дал шия де хунядин далин цу муслимина цу бугарин бош. Нохчи вообще хокш дат. Нохчен дин цадоиз. Но войтан дам доузитерду. هور چو هور دویزان هورن چو و با دیگه دقیقه چوردو
Del was хочу, дух. Чего бы нам этого не стоило? Такой хаусер бы ночью мульш бусол мульшу, ой, дагой ту. Ночью аж аехина, просто аехина. И аж аех даровой ночью было бух голышна бу вежершин. 24 на 7 ой связаду любой хатер хадули хунд богош. Пухилла стян рездать. Хаялиел юрт мол бош, нырять любой юртер, любой глава имам, любой Арсюлията проститут. Любой не хаяле шочу. Фатхи алие войхуар. Дарш шо ариат фувлежник, фуледжи али арбо юхи исюли проститут. Вахаде период и хавали. Арсюли межи хавали салах. Тул алга варсюли. Султан Мирзаев. Я вернулся к себе домой, я дагестанец, ночен ичера, бля. Арбо дир мой, ши цаён. Миллионы меши ахчаят. Джемиси выполнить. Энт арите актуя аршнир ю ая подросток канал ты ваха энче гетер грязный ты. Это ю ваха я цалич худу типа короче что безбожник шбу цар дин харцо кулшу хар проститут дом мадар итвахин хаду шаш $30 голшо то шариат. Аллах закон дать шенкай ёлчки используют диршаш бош. Представляешь? الله شريعة دوي تيعاها واقوى سنوقع بوتين الحلقة عجات تو إيش ديش ونقو شريعته بوتين كخدع تو إناخشي سيو جيز بوي شدو نجدك شو بارك سلطان مرزاس когда нужно мы мулы когда нужно мы вам мойны мы их всех уничтожим Ольга запишу мы никогда не помогали чеченцам мы их уничтожим на их же земле Боже Ой, достоверный факт, что и сюли Бог гнидно шет без рода, без племени, те пагалш. Всю жизнь под арабской, под русской империей, они кахтно штуешь. Хабехкан чан келею, шей ме'ри далуш, васигри далуш. 800 лет долж, мечеть Аллах, базушен с дербентя. Цигар построек шаусиш в арабском стиле, шеек. Хаялин 20 тысяч голов и говно ят из брод и палестинчсан, из брод дюцик вахаин. Шамхалш, мамхалш, мамлюкш, бля, наложничи, швацарги, бершты, танцыги, уж вахолшин, бу на постоянной основе, ше хабахканче, ше данавич. Нохчи белла шунцан, дуа лет, 150 лет, вообще 1,5 века, уайлюш, цаша ю ата дошт, дуалуй на шунцан. Это, со и нохчи уксо таун. So it's daisha, so terlo, so galanjwa jeru, ناخش محكات وين بو أشخبو شو مولشتو بو بس حدولش أشخبو شو هانتي خيتشتو شو مولش ناخش شو مولو ناخشدو شو شايدايش قلبو شو دعيلهم شو بو دينتي خيتش ناخش يشو خلا ولك تقوات بو ناخش شو مولشو حيلش ديتش عطايبا للو ديت كان عيرند أتهدو تونشتر قوة أينهم شو تايبا نبوش شو تايبا تنيخ شو ولا اللي هو حي تايبنك أبوستيتي أتهدو تون أو تعيطن نيا أنت كيكش أو تايبنك دقل هر تيب عقل بلا أش ستيو أش أوخ ستيو قن خدي أش دوال شيك ستيوش ولا نوخش تاع بوليتي تول تاع سوديش تول نوخش نيسوند يا لوش شلو مؤمت روش كده صوت أتلي الله نير سيت إقيج نير زدرشن شوية جواش نير نانو بويتش نير دين تقيج أتلي إنه سي هم تقيج شو هالسوق تاع لسديش سديش هم بيخلص دول دين تاع ليرم بيال سوق تديتن شيء جديد تاع حبال دي بوخ نو وش تنوخش ملوش دينيس ليرم بيش إتون تيشم تيتقيج شيء نيو ملوش ديني عوج يتاوج تيلوج إتون حنال ديش شاش يوشك تون يا أيش يلبش بنوخشي Это что? Шарновчи кам полностью шерельшти, да, кам национальная идентичность, полный сарватин, аж обрывдут что один кам дать на краю пропасть, тахуат наш. Те хокон цахты цахуя чуал, мутанни шеди خرцахиет шун цахиете, кан عير عدوز الباقي في الحكومة تيحكيش، دلا تودات تكسغليك شيء حكومة تتوه ترجع إتزوج معبيات شايز ناخ إتزوج شو وقت دوشة تكتغلق صدا يستخلق غنا وصل شيء قوم دوشة لا شو دعلت عن يوروب يا يوشة شنير خل دعلت عن عيق صدا اللي حيدوزن دكتور دات مو تشواتو دلو تعبوا جاك وهم تبوه زارن دال صبر لول يتو إيش تعبوا أحشبوا بنبت جنيوتم هوك يوروب يا يول شو خديشوا تك بورشة ياتشني وعتيسن تيسني
يقول لي اخي ليش طب ايش واخي تقول لي شو ها شو غدي اشاشي هر pas let mami aye let 100 200 قومهم تعال مت حقور دولش داتشو это что 2-3 века это все там это забудет про его проблему когда-то был такой народ который сопротивлялся всем империям но он превратился в шныри это религия ислам сделал из него рабов اسمولتر دات سي قومن دل وزلور ولتر دات او ganch خلات شيخ паранжаша зудри чубахкан шуба диз урмеол шуба буэр шубол шул tie пагал шахат халача нохчу юшаш бош асам лилитариат ето делилитариат нохчу юбошам лилариат шушай ла бусол биэл шаш шуг там да сумер да нохчу цим биахориат и кона бо дуашли арше tie пагал шат арбо он умар бин хатаб он خلي бош и камел да шаш чи аз даир душун шай муджахид الله أخي لو أمشي إيش على الشجومة إردات نو أشي عربو تاقونا يو شون خزي أس بولني نيرداتو يترشون أشوي شو تكشون على واحد عجل هاد تيه باقل قونا يو نلوجنيش باش نه زودري نسيلوت باش شولي أش بويسن نخبو إيش ليالو ها قونو هار قونا يو هار تجا يات نخش قونا دوش عدني تيزر دوشو يترشش ديستانسلاتو يزروش نخشان نوشت شوتو أش إثنية دويت شيء شاش بوسلبش شو كم علق تقطعيت سو أس ليش نصوتك وات بو أش بطول تعهم على نخش تي عتايتن تديزك بشوي بوسل بوتك نخش وات بوش أميال دياش خزي طولنا عن نيريو قريو عايدين تان قطع أي تان حديشتان حتى جيوتي بوسل بيوتي نخش يوتي بوبالو بو خيتري شو نخش ذكر عديت نخش خل خرش عديت نخش نتسألني تعهم ديتشو تعتقيات Это все вялышем. Як марш долмасу. Бусулна Цабирск и до Пшадег. Бама батюш, достоин, марш. Бама батюш. Безер, барыш, бала. Мы дворянины. Да, дворянин, Дутхо, да, это, вендетта. Мы дворянины, мы голубых кровей. Мы, понимаешь? И докон дон, и голубой цахаваш, сам да це дверсте. Мачо, байлбутяг. Это вы не поймете, да? Эчкери марш волас, пост, аутик даху ячтета анерону. Вист лишята. Марш волас. Делер маршал ойл вестхел еще просто ок аккаунт мухаш. Мурат, Марш вон, эчкери. Делер маршал. Хокинс дик хазинс. Я халгу. Хазон. Телефон يتيا يا أكاونت شدوتيا بعدك ديش أتاك شوي نقارسو نصو أغور تقو دي شو خان ما يهر أكاونت دولار شواح Mora da se Jakubovićem sa Trkača se finger ozen aja čo bel ta yok mikrofon yoksun ilur yer on شي دامو ما ديك مچو غيل خزو بالك ديك يقول ما دي شو بالك ديك با ميكروفون no čo bel yotsek kara gaita mecdat skondalchi buso dina čo bel wochen ulla lata apasna du chech yaиш борщ буя دلا تاسون تليفوني بيخ خير بويتي يمبو قيتا شيك ون شيات ساقن سون تاقو اوق وبعدك دي شوا يوتيوب شوا قشوا مسنا مسيت شرا وقال لقلت بلاكيرو تياش يو كلا كاون دياش شوي الفيديو يات انت اش تشقوش الفيديو اش تشيلش سразу заблокировать ё комментарий сразу заблокировать я شو اشتغلشين بورسن بعدك دي صديق خنيوق شوا وقال مسيت اكاونت مسيت ازير شو подписчикش болш аккаунтш заблоки هرزدش ده تغاسقش حلادر ليلش دول اوتار يتات نو قلون شياش جاوت ديش بلغش بنقر هرش تاع زبرو سيدي اللهش درسر اكاونت
Консервно قارو أتوقع يازي заблокировать يو. إيش بقى قاروين يا حنيس دق ديت ليلو ولش لقوت قارة. Эфире тема ой. Разоблачение подберезовых веков. Так, я сделал. Я видел. أبو كريم. Gerion. Da sret officer, officer, туда, он Мичелха информацию до оператор, вас было заudi. Интиза защищать вашу кринги милуар. Арважи. Аршнери ащац, короче. Он Мичелха бах, даст информацию. То есть, короче, видео шоу, трактористы, расстрельщик. Он Todelла мы очдаршил, тодел мацеделла. Инца фашист лет беда цахинца. صبر دي أبو كريم إسيالغان إتع случайно تقوات ليرسو أتو داش دو قمل حوت تراكتريست حق أعزمش نوي خينا بوت وخاء بور كروشي تعديش موري إهودو تراكتريست دوات ورا يا حبا Милуйок чулой шельтех кан лилшуг. Джалари на био. What? إيه سلاسون أهران تمشي أبو كريل تا بجنو تل قدات دوش توش ده تا مالغات إغلور سلوي يقلوي لا تشغل أغجعتني سلوي كجي شوق يدي حاج آريوش تندل يحيدا تلاش تياق تلا أرسون تن عقيات خيروق أسود ملو تودوت إيش تحط تراكتريستي دوات تخيلا بوش إدوش عشورق Там качки просто, да? Там качки просто. Дело her ya вообще-то. Шинуцу, ну ладно. Темишевый, 0,3, защитники. شلونك مخيكر موات О. Ну, я волка все, да, ты тунда защищать твич, мотоволе, да, кигергово, хлива, да, или нут хливешу, или колюбовник хливешу, да, это гата, вариант, я. Это кант генеон, ряд подростки, шнырятер, ёкстак. Это канал, что я за шумшки, не. Представляете, уже чего, руэльше решенин. Чего, руэльше решенин, выстыл, وهو يزعل رشانين شن هوش جيدو توا شنريشم كيتشم بيشبوك نيابو دمست نديل это ну поговорить нужно за бит гуч балихи чин типа цун метл что уру ацерциг это кантуин со адвоката лилше томсо брат мою шнир томсо смелке гошбо бит да правда адвокат он адвокат соном за тема адвокат шхет дахит нокош видео что кистанал الشريعة شدوح شلو شنريشات ورشايش دعجيت يولج بانيك يلبوغ ده صبردش جخر витишвай جخر вообще модерн вот ошо чудо Со вопросу дугаю, а у меня один вот ислам дерлу да вени му защищать его и Муса, что вообще тяжко шваться с положения. أعوذ بالله هادين دياتوا هادين تسخيتا نوخشي هادين بونس نيريول شوشون وزاقود وقت زتبتات دي دوشون باش ويد زاقود عباكم بوش شابش قيد يد مت قيات قي عربو شوش تيتسلاتي عقات عقا يا أفغانستاني تيغنر شنريش يدين دولتشي يد هو كافر زاقود إيمن عباكم полный условия штихойшен больнич, жал медицина, жал представить демократия, права, свободы человека, чьей аякан, удохчика шар защищать, где Бог,
شيء دي دقتي يقدويلش أجدي تشرق تان هودين واشكا إذيني بو صلاف والشنيري إيميليو تن از شادق شو تصردوشون دات هنا تن شيء دق شادق полностью تن إذا إبادويدم ليش والستان دات يقواسنا شنيريشون زير again دات إيش هارون بياخده هارون بياخده يقواسن شنيريشون دات تن از شادولهم يقوس شدوشون دات полностью دوي غير شو إيميليو دقائق Кирилл, цо лишь сан квасин вати. Не, خاصو أسبوع يويدهم بيخدي شارع экономишуни, да? Я да, чада подёхар создатин шайнаши аз цанницу чуо швари. Чуас масито задон цабагату ар кваснавар. وقار عدويت бош иш دعات عين يرسو سوينا دون das وقت شوي полностью بيخدي إذا هروم دوي هر دعدولين دول هما بيغديش بالديش وإتاق أسيماسيتوز إلشي تيرغل تديناي بيغ تينا دوش وابشي حيرولش وابشي تدي تشيك أدو تمش دوش أزنا دكتور دين ويشتنا تي أزدو على وابشي تغتر أزما دات ويشتم دات إشت بابي نتر تعني دات نو هينز بايو تن هينز تسلي تاني تو وابشي بيوخ دقيس ديش در تيميشون دير حيرزل حيرزل هوقي بوش دات حوخي لقر شاد دلبير ونچا لدون دحروم نوخشش نويزات ديش خينات بولا بيش خلق حيوق الحير والويش وري بايدي وبشي قيج أورهن متولق وبشي الحير والق защитник وقار защитник إسلام إسون كران إسون Биахет вот, осиное гнездо разоблачит майна, уже дальше уже по карточным пойдет. يعني ديت لدقهم شتون ديت مدلي مراد ده دقدو شتات ما تشاشوهر ده هر ما يريد وايل لنا كده ما هنرويو ده هو تدور شيء جي هوش بروستا هوش Так что вообще раз. وقوها دوش لا чай ويقى Мируар нохчо уэ памятник аватархит асур тош. Цунга бо ас кевол цунга бо ас севешига эла аси. Речь толкнуть его швацо. И джохарин люш был нахбац. Иш охчо абалах, и саварида валах, и милла валах. Иша мо эрдерас. Оскорбление отча есть хумшхейрсон уж сакетамц. И так хауалина один мыслящий мог устроиться в любой точке мира и пользоваться всеми благами, но я не могу отделить себя от своего народа. Я его частица, а этот народ ущемлен и был ущемлен. Цундеш не ждуешь. И так хауалин шидемери дa'ва гитан хин цун люш бух тахсбол нохчи бубохш бешбат. 62 шодуса юша адрес захку серду цанас. Дюха суни гергарват чахар, сагергарват ни с какой стороны. Хави ан дюха цубарк шуоли هر ور هر دينير واش دينير نوخشي هردو واش دو نوخشي عيغنا بوختو خمش تسون يعدو على الله تاق استقوق سؤال عنك سنة أس إدي تحسو خما ياتقتوني أش ميشر حيويل سواء سو تاخيلا واتس بينا حالقيا كازاخستان عو أشي بشري هر دينيري جيخات قيقنيري والله تقيقنير تعال جيخات он хотел объединить народ вокруг себя. Инжахар мичаву, и цунлюш беш мичаву. Простой пример можно привести. Вообще мичер хабюла.
إيش ملش ما أشوال نوتشي نديك أخيوة إيش هو كازاخستان عقي إربعان هو كازاخستان عقي إربعان هو عايز أحتغل إربعان هر شايلر إمبيرس كدير مويات هر ويقام شو سدا دوتش دوتشل تانا وري عرب شي دير موتوتيش هو كان وقدي أشغاسشن وقا ورا هر شي إمبيريات هر أوغر بويخ ناغلي بوتش ديل ويتشاش بوش إتا مداكيش تا ترونت أخين عشو ناح يوناح بويتش أوشي هر شي إمبيري полный شي цоган уахауе ши жоухор смайлер вопрос только во времени мир поставит Россию стоило Процесс упорядочить начался. это. Процесс уже начался. Да, это неизбежно. Это неизбежно. Он дальше, это дальше так продолжаться не может. И мир это уже понял. Так, кицаум душун. Ент хочуа дүйч дек дио нохч. Ашоны. Хогдир ма не амасу пачака шей قوم нах арабош. Айдал улли хути ислам шариат шайзе бош. Хето ислам шариат это говно бош. Немцой бушун. Сейчас больше тагела хочую, что петушица дешел. Нохч муат пучешиш сюли. И церк алца галок бок корбуаль просто телеончо язие я ал и чё видео шишун цар выкладывают. Я полностью динти далуш. Сейчас больше тагек немецкий мотач. Язие чё. Галок бок корбуаль. Не, они смотрят, кто радикал, они выявляют, они галочки ставят. Цундер шабуэрша тагек, яло чувствует, цун галок бокер буал там. Яло цун зуд ценан ли яло юал шаш. Цер зудри ли яло буал, цер юари по евро бухкер буал шаш. Тие пагалш. Яло ца истху. خير شوسيان هريا تايشون цер тах бус не то это куб я чмира больше эра я кан цахаж ворю. цар цадиандек дайта цагаш атия أبيتاي ناقت بيقرش برش تعيق الوحيز واشليلش أبيتا مت بوربو دال مولا جهرن از دال گشت دولا اول دال غزوت اوبل دولا اول قوم دو عبلو نوت شي قوم دو شي مارك دو شي دوزل دو شي نوختل دو شي نوختي ناتشنال انتريس دو عبلو والهور كانت دال گشت دول اش دو هو دينچو ايغه بين بي تشبه تسرنا الي شو دال گشت دول شي نوختي بو تا اش دال دي او بول ديل تاع انتي روليو اش ايغه بر اكنتي توقومن ايش برش تقوم دو عبل ميتشان كيتشر بول ازرشكاك انتي بيد حجيو يحكي العربو تيرن شول باي اتيش اي خابي تي زودري حبا نخ تي زودرشن تخي تتغسخلشو تعلق تاع تي باغلش تي زودرش تو دوش زكاي هو يات تگ بورش شرق ديشات بوصل بتشا دقوش زودري ما تصاحبو هو دونا تشي سوليل دوتي موسى زشيشا تقو هدوياشو رزويت كي نوق رزويت كي نو دونا موسى زشيشا تقو منو بجدي احد واتس هو ديك بلان شو هنك ادنا كومنتني كوتير حياقيتنا ايما وي دات سوچو دين مدي شريعات مريات تو إجغار تيرتاني از أسترانيا كونفرنس возглавитيش ومتغلتيا يدق вопрос تيجا خلويش ما وري ده حلو استاينا والينير باخن استاينا والينير باخ استاينا نو فيرسي خايو ايش ميتر قاريس كاسكنيش ار خزري ونشكيري تاينا والينا باخ خزري ون ديلا مدوق خزخسون царцун алецум шдыч мел цардичи бесполезно дукай Самое интересное. esa primer realio saka ya do nemsa godi velchkhna daulsh procedur da yoqon do ala istkuro balga yaqna jariya swishtakor evatne jaruat shariat qeqino kewen formаю akar кожный плащ честлух истро бал чакро честлил короче джихадист вендетта представляет ну я картин да بيلقوا تاخون خاصونا إيراكي وغان يميشوانيري إيراكي وغان حتسويان فون جارجرستا гудица доксюги. Я не думаю, что он будет мне лгать. От Ираки ваган, по-моему, Ирак он летал. И вернулся, когда чуви лашабо, не юхидага, тана директуэла авоша лашабо. Таминоти лабо, шиминоти, коминоти, виссагуш, хавизан лаши вохту, жагарс. Цалакум не ацакит. И бусал бы дин цигар хадел дуйтиш, ел шекуша баркту.
قيت خير دخشو يخبو وقدو. Он был удивлен. Да, Абу Кирилл, ты стревожил осиное гнездо сейчас. Ne giriyorsun? Агентура Giriyorsun tayinli valini al. Giriyorsun. Сорти авек милуа Абу Кирилл, идица. Teni şu Musa uksagon. ايش بتلاقى غازي دوناشي بو غاز. Сон гаца гой жемол экран те. Murat, dvarinin, Liçki dvarinin. üç daya eto. Zurt daya eto. Mel terwa. Bin Laden, вош уйну. Я не могу утверждать на все 100%. Москва, Ленинграде, МГИМО, Ломоносов, Киол институт, университет, Диш, Набам была, ногтях летовой, ногти был. Еще мельчо и вундеркинд валаха, шаю экзамен сюда ели лах, сакетом сокия, может быть я ошибаюсь. Хаюч сахилак царь, пока он не будет ихний человек. Кюгязда, давай. Вот агент Хиру, вот Белло Хиру, подписывайся. Одна страна, надо защищать туда-сюда будешь. И резали, привязали к себе. Дух был ногти бац. А когда момент подошел, момент имакечный, используют армия лукаш. دعوا دلا يشنوخش بوي باتسي цара ин сапонимание царе. باца ногче, باца. Орум ногче. Изам даялла мёцун, изам даялла ара Казахстане, Россия, ариантичный ёшама. Геннер, ещё по походке ты уже определял. Дела ногче вона, вала ваца ногче хило, регалга воля. Видим, махтугы сосовой ты види. مشهور مرقيتي غوشخ خز ديستخيل هما ايشون غوشخ خز غيل قلوتي يخنق حخيريات الخيط قصون السنة وخنق خز عملية سوني تويعو ستيس تويعو يخوم شداتر ملك أقيدة مقيدة إذا داتر غوشخ تسير ميشارو خدو ميلدو موكش برضو غاتي إما دعشو ريستوران شو يا خوش دقيقة خزامني شريش خزامني شقي ويوريات ناخشي تانا واستويلر زام حال خلا غير زام ديك خز الج زام ميلو يرديك كيسنا شوارت اخش خلجاني تسونا دين وانا ألسم خلجاني زام لبويني يرديكم وانا غلا برضو إذا تتعصون خزقصون غوشنا ويتعرس أمبا ويتعرس عديز الدوشون يلا بقى جخارس غاس خشبا تعرس أمبا اشتلاعوي должны будут жить по соседству я алхирдукцу. جارم ساكنت ور دلا ورق كوارت اي ان بيم قميل متدور تغاسقش كوارت اي بني بيم كانت ور 16 лет Санек Ахилват с 15-16 лет. Алла молодцу, мне нужно было пробить эту брешь. Считал цель по этой цели двигаться Ленахцу. Он загрузился, этот груз вывез, надо было его поддерживать. Поддержать во весь школ. Из-за эхту мюшпу. Хана долурдошу, молодцы. قيقش قامش حواسش любой о джокер макунахвар это нам привилегия мы с поднятой Он головой был честный, он был порядочный человек. И, может, где-то и блефовал, но эта война, надо было ему блефовать. Они боялись его, сакитамс. Он был умен и честен был еще. Самое страшное для них было честный вор и вольский царь, Волчик.
паспорт дашь, он обеспечение елю, короче, паспорт дон, давал виску зарячена, Элик Вольский, что он ему ответил, пусть кто тебе этот паспорт дал, засунет в одно место, Элик Туцонг, Элхердук. Я не могу произнести эти слова, сейчас Эл. Откуда он знал, Шарк Худоиз, откуда мы даже этого не сейчас только узнали? Он откуда знал это? Если бы он узнал бы, он послал бы это на 3 буквы. Когда агенты начали его давить, агент Шбац, Бакинах Бубош, Санюкер, когда его начали давить, шариат ватавиз, и текст, Халхил телефон Чаисанса, как он им ответил. Я запомнил последние слова его. Давайте жить по закону, а в душах по Корану и Алиркцу. Кок-бокш. Мы должны к этому идти. Коммунисты сильно подорвали ислам. Цуна хушсахила коргет и ислам динс дошло. Хумдац. Он их не знал, наверное, так как сейчас узнается это об этом. Джахар по сей день волшудон, на мой взгляд. Его дело давно, это конституция, которую он ни дня, ни ночи давно не кушал, не ел, не пил. Дал вышвоч, и его создательный и конституцию. Ночи крам кардел мах бэхкан мосо хумадина, таган и конституции давно вахцата алуш со всех сторон. Иш дискредитировать, разные дон и иш койлна дон хинтит посейдена тут абал беш бокш дона и хукдина и переделывает что. Вот он что-то себе и карцелуш и вот отцел докумду тут наследие Джахара по сей день среди нас живет он. Просто и дон сахалгини он сат эмях дон сависан чего байрак дон и хуш ويتشوي وحوش تحر ويسن شو حلقة بيشتلستيق إدان حلقة بين دان ورجع دعوتين دان утвердить его низк пока данный момент его наследие живет по сей день и они не могут никак его перебороть. Джавар дünyen olor ona уважатуяш ona иду церк целалушдик ül Кремляш дешдуй церк и целало уж бат саму хаваш бат лорш бат потому что шейнир ир дабл бар уж на религиозные рельсы стали, поэтому никто вообще не дичь бат уж. Но Джавар Nis niet jouwer. Zonder dan Украина вообще самый на первом месте Мегардолш. Герой уи, она уи лорш. Кьеч пачал шкалорш уи цунцарх. Улич проспект. Памятник даже. Валейкум ассалам. Маршвол антитеррор. И целая лотерь, поэтому ешь напад кшуш, цун именно цун ешь. Йойчаю. لا تحت درس ما شو وعليكم السلام ورحمة الله. فزيو تحت دوخش شو جوهري كانت مسخادو كانت هو بلبوش. ها أصلا جوهري كانت مهرشوا ده حر وجوات شيء ده وقت يويتن كلا يقوسن يد يوروبي هياك موجة شات أبوشن تان قول لي خوش يبدروسكي بامويك شات تطول يقول الليل شو ده فايز بامويك شتول انتريو شلوش أصلا ملوه هو نتاعهم لي تاع حسيت قيدي دوينل قيدي سبو أنظر هو تجهل دجعواتو اتحايدين ين خارتو جرئيته حايديت بين يامرتلو حيقوم تن يامرتلو هو لرتو هذا جواتو هو ما سيت خبر مداعتنا أدم سيانسولو تج سيانسولو كوارت سدينون يحتقيتون برستادش سليمانو فيلي نوchtje شيء دايش باتش تيبا نوchtje دايش أنا خم سينت أول يا شو غير عايشة تيات وغير من هو شيء برستيت دبوش بوزوش نيان
إذا كروتشي تدناق بار حقي حد يشتغلنا دو تعيل مجي وسالح يولي وآخين تعقلوا فتفايات وقنق وقوي البوش يو تولتي حر سوليات يوروبيا نوخشي شابوش وعطوه إتندغيات شو نوخشي دايش تسلي لنقدات إيدوش بيحتد نوخشي چیر هو تقاچی چول یلش ستنان و نوت الوابوش ستنان و شناق و بينبوش خمشي شول تجن أولي خين عشو مسهادو يكان ده شوخ نخت متخريو شو خو ألج دون يا أحمد خير شوخ تاني تج هون تهول أشخولي له شو خو الله يتيحدو على شتشياتي شو خمن أولي واحد مو جوي تروشه إيقامي على شغل تاعتون أولي عشاف ورشتهم سليمانو صحت حيو أمت كليل وشيك تجيات بو مسخدو دواق أربل جيرشتان أربل شاريخ تصع مو إجنبوله هر просто недалекий هر ишт аягину цар через будулачество сломать вину это балдегдич даукшина но нормально был человек гладианый ари может он смог бы выйти оттуда но цундик даукшина потому что президент канта утак от ният яу и обгалва ля мух милохш авар валат ният ля чуис но сломать вина цари все равно не должен dir давехкину نورا بيح مويلا أسدي هون سيني ضحيق ماش Marshall Thomas Erkidikos. ديلي ماش هو بس هو قوش هوش Marshall Domasek. ديلي ماش هو شادك سأرد سيرجي هو إن شريعة ديت وش سأقول سيرجي запрос принял, но куда-то исчез. Сейчас Сергей Русский нам подскажет, как нужно чеченцам жить по шариату. Masgado da degalol zum kantuch madar chwa zagazars. صور أصبار شيء ده بيتنا قوات بيتنا شبات جهاد شريبات بوش يقام يلشن يود يوروبي عياك دشات سو مسخادوس политически убежище مقرداتشنا زكايا بوش نير سليمانو بوش نير قيول شنري شات تانا بوصل دين شريعات دوچو تان أولي خي إن شاء جيت إحتاجيتي بارسون كانتن اشتاق سيان سهولة راح حدا بيتنش مبوح تان أولي خي اشتاق غاس شي صابويا كنال شتول يزدت يا شو يو إزدير مويج حطنا خون تقية تنسي بارقص إحتاجيتي مسخادو كانتن وبشيت يح تعم تيسنتي بارس اتاقيت من جوهري كانتو سنة يهودي شو ينسون هو شيء دعوات ويجا هوا هو شو سيانريز ده شو سدا سوني سوم هوتر وري يدير هوتر ور خودنا سدا سودال سداجر شو سيانريز ده درقص تيمبولي جوهر انت هوات это نو دوكسون مش بوش شيء دايش نابوش باش نوخش Dela manis poka vendet. نه شيء ليتشني دين تخواتو تغنوخش قومن هروي это يحدلش مسخادون تخواتا إعداد شو إتون تخواتا إعداد جوهرنا ما جوهر تاعك أي اختبار جوهر تاع ليكويدير وتير это أي خالين wir nur أي تعبير بيرجورش يا وحوش يلتنت عوش كده بوتشيت إتلونيتن دو هرياتت لما كيزدنا جات برو يات دو أوكرانيا بيرقت يادات ويخ يغايون إتواخين الأمريكي
إذا غاز قشنير ما Татарин нуйте, татарин нуйте. Да, татари ломая муса. И баровой был кахпаду, баса жаухор ликвидации, участник, непосредственно. Это непосредственно соучастник ликвидации нашего президента. Нуйте. Вон. И телефон разговор, и тю хаишхал проститут, и баровой. Это он на гомш саха мат وينخا نويش يخين شواتسرز دك لوستر دو هاد يوروبيان هوش يد دالو شرخو يوتر يول شاتر لكن مسخاده وي تنكن توات اذا تغنا وشتكي ناخ شابشتات شو صدا ويتا يد هايا كان شو قد خو يوش اشو ال دي شوري ترك اشكروچ وي شريعت دو بوسل دين دو بخص دا ات لينت اي واقن يكلا قوس شو يد حمايا كان جهادن بو تو هاج الله خو شاتا جاشتي دات مال اج حديش دالو شو تاتا كونديات يتو هارو تان اولي خوش تان لو اقدو تشول الليل شو وكوارتن ديك وات دي بارس دي ذات دير الله هو مبوي تامتير ودك вообще. Aslan Maskados прямо дяш камел дук интервью шаек юк, интервью гост, обращение юк шаек юк. Лично Закаевик, аул, цигуага, табаку цайлаун, тамуэл. مزاكا وي كوتا بو قاح دات شي قاح نش دو بوش قامل دو قوغا تو تان نسيان ال تو انت يحتقي ورسو نو هينز بولنس دو حق سون تو تاغ سيان قاح نش شيت نش دو شو يتو هوش بو تيالا مسخادو تا دو چوقنگ اسلامسكي государство ال Америки تاغ و غوتو يوش ال يلزنس وين چالور دو ال 165 مليار دولار بوش خارجي يوچ هورش دا يخش برستادي Березовский был шнырять, то он совет, короче, Совет Безопасности, секретарь Совета Безопасности, шайл спецслужб Сункара, хартун связи юль, шара удугал был шнырь, на весь мир шариат объявительный, ахчнаш хаъюч сагар, представьте, Дагестан чуборда, то что годуях кяпуатана, багодин был шнырь до мартанти, магуа был шадайо, он то басайос, магуа, короче, сяца кило юри был шай, вукар хакаякч. سيباشنز حقيقة وجهات ديش دو إردوال هنا خير مخي تشبهن شجرة مخي تشبهن تشبهن مخي هوش بولنس تكلا قيسن إبا ساويك أنتي توست نوخش عاش باتش يتوقن ده بس شم مسخادوس ما هو مجر دات ليرون بس قاتي ما هو مجر دات شابق وطلع يتو شادول هم كلا قيسن شين صار شوق شيل اللي شوق نوخش بس هم شيء دات يد هايكن أصلا مسخادوك أنتن سون خوش تكسيان تخاتون Я цагу кепшей твашуй, шлангсан, шприкидус дяшуй. Слабо уй, гилуис. Таасан. Юм тоог шамуатсона. И удуго бол, и кодал инумят, и мечаю дешитя. Турция يبقى قشنير أبو حمزة كارينو زوبك خات ديز جيل 10 وقت شي بايا نو أسبوع قزيون إيوان представьте международный розыск Интерполя ахлиш террористионы на весь мир шех лебаринска гоич жихад объявить шабу кафир бай без первые будут нападать на кафира бош нырша майорок это ублюдок Американ, Европан, Россиян, жихад объявить день едё. Представьте, Интерпол, вот международный розыск, проститутка. Это раз кшашки ёрчда, ладно, это моду юкап. Кто-то тихий сайт юкохон, представьте, зарегистрирован, мечаю, Швеция, Кавказ центр, сайта юкохон. Дальше же пудрит мозги чеченской молодежи. Просто уайлеш, жихач, михач, дин, ардир мою, чулели, шукеда яхцарич. إزرشكا نوخشك أنت وعباك تنكلا قيسن قيادة شو إيه أخش الله Эльбиош, да, лалак. деньги зарабатывали, твари, сука. Венде. Семрил биез на. Тай уду. Зиене ауду ладушал биез. Инцар
Нахбуйокар бюч был. Исламский государство ши шариат ши дагайтош был. Нахбуй вайн дагайту был хил был. ويدحر ويسويت عيدل ديان شخينا ويش اشتقام دول ديل ويش وما دولش تقام خير دوي تقبا تشال خيرو يال اشتمارش ويستخون يال إداقيقين يسويت عيدل دياخش تسار شيش شاين لوچو شاين مارش ودقائق يالش اشت دينهم مدريس إداقيقي چي هرين شون كيل فيديو جين غير يقشون مثلا تجين شانا تشوايو شوني الدين يبوسو بدين او تشو داش يوين نويزات داش يبوالا بينرش ملش بو يوخبيزم ايردو قويتونا شتوب تاتسوك تا نيس تقيتش برش بو يشقيتت يبوسو بدين ويت وما تبا اسم تبا شي ملوق ليل دي نوين يبيرقين ويجي اي ديت بين بول بين بول ناخا اوت فيديو تاع بوشون تيمي شوي هول خليم واسلامي بقى وديني وجملو اس يول فيرق اذا ديني يوي يندر بي يوي دني يوي سام يارينش بوي سам яри гибнюкиш бушуниш 90-й год душуни как раз и положение керч и власть юхш камниш дакастраш и бюч и пал бушуни сам и ханюшуни астран я воушах кат бохш буинах и وين حاچو دينا هم اي ادين ويش национально humant ирададиан расстрелши и палки ягбеш и هم мяллилин набой конституции шариатский конституции шьяш لحد ودلل زكايوي конституции я قومية واч يقر поправкш статьяш даю шейни заршу язош и гуртки ягин бол иди гови Ишт мы 21 веке нападем на кефиру бянул уду гови и асуичвал хали моицу уду гови юхир на уастхилвал таган Турциявал изи яндер био зелеми шун аспице танумант эвайарш перечислят беш бушуныш Харжамбулат Сулейманови герш цани эравел масхайдо давах герш хилвал инах бой هر شلو غاسقي وين شو مغوارتني شابرش بود بوشون اوتمخكر باقالونا يندر بيوت عن شابرش بودشون يناخ اوتمخكر قيتي شو بود بوش تعت بو وجلخ اوتمسخادوس حتسأيول كوت مش فيديو قار سبيتالنا دعيه قنوشون اوت انترنت اوت سايت شور فيديو تاع ناخيلي يشو تو اشت قميل ديش حيو عتسأيول كوت مش بوش قميل ديش اوتياندر بيوغا تانديش دوشون تو قميل اوتياندر بيوغا تو اكيخت يازين دادايتين دو ويرني زابيس دايايتين يو عتسأيول كوتم كاتريخ انا تعاشاو تو ياندر بيوس ليتشنا شاش يكيوغا تو مسخادو اصلا يازين كيخت سيوغا دوشون تو ياندر بيوس يازين دغلوچون اس قصور دوشوني كيات دهر دادولوش خينا أصلاً يالله دادولوش دوتوي أصلاً أسيول دوبوغ دوتوني المتن أو دلش أصلاً يال تون حغاس قشن وحكول حغاس قبلو ويخوش دو باش قيتشو يندر بيوس يندر بيو ودشون إيديغو ودشون إزكاي ودشون إودوغو ودشون إزكاي ودشون إسوليمانو ودشون إتقدالي شريعتسكي بوصل بچال خواتو أشخلنا بوشون الشابر شوين إمسخادو وعوانت عيرج بيرقتوانت إيا عيرج هوي بلشت باغوني إيا عيرج بيرقتو وعاقوين إدويش خزدا يوت بدل ولن يودر شورشوشون أسيرش يغشو شايرش هايخين تورتسيا يوروبيا عشل
أصلا تان كلا قواسين دكان تا شقويلر يتعبوسوا الباتشال غير شواتر يتعا شريعة قوات غير شواتر حقلت ميرش تسويش ليل شوريدات إشايل حيوشل فينانسيروني شيء كريرزين موسو أغورتن لقلة تعاوي خديوش يواخدين هنز حيحكين هوقا يوغا إيهم بدلجات ديشيورش دات تنديلا تعجيم ويلي همان دات شيش حنگ لديوش دو شيش حنخ تيش دو شاد دلهم دوي إتا ويليش سبستاويت ديش تا ويوج شما يزيو تمنش قزا خوت رياني خزخيت شي تا لوش ليلش مدات قزا الشلوغا مداي توقير تا يوغا تا شانس يالمك شو مدو قزا глобальный цаум маду куза дюйч юга маду ахкитой халацеш кутаю халхало цуруй всю жизнь гас жалах ил хади эндушун кутаю всю жизнь цер белолох илюшун иом по сегодняшний цер белоло юшун кутаю Руслан аусеш таняян хит Украине от Омбул были шибу талваги мы россияне хул Путиник واخين سكورو تيرتا يوق تيرتا انت هويرتا سونتا ريجيسور от سكورو سبوتينيك инохчичу дагиет езой ويت алу штагелч от наган инах нützur лату цабезой иш мерш бит безой бошк амелдин ол сакурон дюхал дешушун хар проститут дуер кутайл бошдол хар проститут цун резоч цук амелан резоч цун амелдеш ашушуни Украинаш твамбел шибутал мы из России никуда не уйдем, мы россияне бош. Амел динюшун иом. Хинт ед сияял қиях цагиеч. Қиетишу. Пасиечу қияч. Герой ичкерихил. В личный враг Путина бош. Рекламировать яшин згаскш. От имени нохчик амел диашушуни зинза. Қиетишун. Малоуз дайти вой бауой. Қида малоуз تعجين حقيقة وشدولي وهو هرويو تاو شلوق برستيتوت شويش لوزة تدويتش خلقة تدويتش إشكالية إديقة بيت حاليا وإلى راحت صون خوش الإنفورماتيو ЛГБТшник, кого бы ахмило шар, бусол ЛГБТ, юар, чечена, лязя, свили, ЛГБТшник. إشكالية بچه بازیست شای پای مرسن آقای پای مر محلی کروچی جالی با بایچین سن سنت عمایر أسي هون بو خايون نوخشو от масхадо шад деш камел дон запись يولشون خزصون запись قي запись يتغيرشو سو حاوين إيديغوي شيطرخ تعدل شيطرخ خمتيا около 2 дагардинок подшотич где-то под 150 тысяч евро дует 2 дук дует и ахчниш гула деш цаас вам югаца дойч и ахч якисиндурш айнта гукон иза идиго Хадуч дони 40 тысяч, 20 тысяч евро, 50 тысяч евро, 10 тысяч евро. Хагулдеш и цакапек шин хацаюй шия кисиндул штапел айнта губош. So ша лично авуч онар идиго. Маю мусометло, маю шо. Без разницы дуэн дат. Хау ичхена, цаноман хавена и все цулте, а давайну и так. Все он потерялся дон. От имени чеченских защитников и воинов дон, ши ахчниш гулдеш, ушки синдохш, айнта гукайс. Басвор истях, лазурный берег яхдат, и штрадный меткшка, шевил нишьяц, аш буктап латин, да, цинс гучма бахошака, да, цхетел.
Guç boğur bu, guça boğur bu, melğuş deg. Düğütürdü, satvar dat düğütçir. تغنى قار حقويش ما دوشين تحقرم نوخشي قومخ قصغيتري يحصغيتري نوخشي قومخ قغيتشول تغنى دوتور ما داس بوسول باتشال قيري شريعت قيردوي بوش قميال دير داس نوخشي قومخ قغيتشول تغي نوخشي قوم دو عليل شول تغي قيتو تيم بولي يوروبي عاوين زابدي عاوين وعاخين دات ideal ma boch in nochchi chu tsala sunar shwetsi megshon bor das nochchi qoma sagatlush wolstag qiyet yo nochchi qoma sagatlush boqola itabusal bkhilush woltagui I arb mach kachiru tsana popuri tsienu chwa shiril ritsdush ya tsana nochchi chwa hun chwa khiru is qiyet yo shi действуешь tsani goich khiru is ibusul din ibusul pachalq shariat Но Европе и Западе عاوين غير жизни гулять деш ши нохчиш бусол пачалк уешя цуя уешяци нохчи бусол бала бегша бусол бу шай бусол дин лилуашу ша лилуашу цалилуашу лилуашуат нохчиш нан маршу иез син паргату иез نوخشي شي حلقي ان دوزل تان اي غبن تأمقني دا مقردات سروي دائم وي ببيش بويت وام دائم وي دو دل ديش بوش اقام اي غدين اسبول زواتين تان تير دوزل شوقش بوتين انتريش بانيا هلك دويتش دو اوكراينيا ايوم شوين قيدات سليل ديت سام دولي وي باوي تان شانس خيلمك شحال دوين ميرش دو قيت اي تعينش تا وما تعينش خز داخل خيلمكش دوين قويو تاو شلو برستيتوت قيدا لوز مدايتي وي بوخشك نوخشي قيوما ما تبوخشك حديث رياح أبي دينين نام نسويت بوق دوك إدوي إشادو الحلخي دول خمش خوش أرجعتين إن إردول دول تعطوب رزدين توب سعوش أخيات تعتسفين تعنخيش قولي عبدر تقبل لورر در وين ماني خير سو نوخشي as ida ima eladu as ihinsa boh sun shi qoma Douglas shi qomans diknik khilalush itag wala marshu yesh bersh bötsonas marshu yesh bersh ишцаеш берш Ты про идейных людей говоришь, Савош. да цаеш чан даун дат но хажла ويا برت بيوت ويدا إما برتي أبيدينين يوت مسار أسحوق تبون أبرزنا بوخشونس إدوش دولا هر تخيخ شوخانيو برت خلبيز أبيدينين خليز я встречный вопрос задаю. Хант я хилбиеш бу и барт. И объединение хант я хилиеш. 92 год, 12 марта, Конституция принятая. Национальный интерес прежде всего, потом уже буддизм, ваххабизм, что хочешь. Собордия ценохчо, собордия от стеваярчма, уйса собордия с дюцурдон и 92 юцурион, кер نظامش دویتردون شای گویتریونس. هجلا از قوانینات دیونس تروی گودیا ای کنستیتوسی ای پچالق از تامو قیقینایات دا مارشو وی مارش خیلیز وی پچالق خیلیز قیچ قیامنیشیسن یال از قوانینات ای اعینایات یا نیکرغو ابراهیم سینایات یا انتی ترور سینایات یا زکاو سینایات یا جنبولات سینایات. Нохчик амдуй, господин чеченский народ дуй, от народу 90% народу динду и гум. Қиетио, и пачал қайқина, и маршуа қайқина, и конституцийна нохчик омо диндарис.
إيقي أوتست إحك أمخيل باتشالخيل وي دادخ تدوش حق ديني حدالي نوي إي بروكاتيش لي الواش إتوامشو باش قلي الواش إشت حق ديني حديخ نوي نو أوتيوق إحتات بولناخ تات ريليجيوز نومشت إح قلبولي بيغت ديني تا نظام شقولشي تا عومش ليلي نناخ أوتست إح عير بين تيل بين دو قناغ بوسوق خلاتو إح عيروين سو دال مولاتان قيهتا سو دوخ كووالا أوتسومنا سو ساموالا سو سام دوخ كووالي أوتوي مسارة قوالين خيل بول بوغ بوي أوتست إوا يغدوغي شادرش أتست إع برت بوي أوتست إع أبيدينيني يوي سو أسينا ياتي يتوينا ياتي تعم وي مسارة أبشي بين بوغ ما بويس تندل تا سدوحي حدوحي تا وخ شيدوح شاوك أوتست يغورزي وي أوتست بوخته Конституция 92 года. Вей барт бон объединение. Вей мох мерш болок я бакак я кихулк вей цадверск я цахулк цуна. Этя уже ца шие процесс шхульцига. Ор партии шхуль, ор ца организации шхуль. Вот пускай после этого каждая партия предлагает свое народу. И тогда народ выберет, хочет он исламское государство, хочет он шариат, хочет он демократию, хочет он просто нохчалла и так далее. Вот эти... Мурат, сам ты здесь для того, чтобы хотите вы исламское государство или нет, перед этим нужно будет полностью разъяснить людям, полностью, что будет при исламском правлении власти. Да, что может делать халиф с людьми, что будет делать шариат, какие будут, наказания. Пускай все расскажут, тогда посмотрим, чеченский народ это примет или нет. Про рабство тоже расскажут. И бала соотстева герт барти объединение юч болнах буй. أتستأش يخت بيخش قي خيريات أبيدينيني خيريات قي برت خير بات شو دقداك شو أتمنا قيتش داتا شو ديستويتلنا глупый ناخدو شون الشيء تانا تا придумать دين دولم شدوي تانا كلش قاعدين نظام شي اش تانا عول تانا سيريا اش أبيويتينيو تا باتشا خليفات شي شولا أمشي أتستيع برت خلش بات ناخ أتستيع ريز تغل أتقوم ودين دولهم دوي أبشي قوم أبشي لاتش بول بوغ بوي أتستيع بيام إي أبي دينيني برتي خلش باتي شو قيتش داتا أش دل نيشم أش كأد دير دات ظلم بيام قيوم دير دات أش ظلم دير دو أش يوغا إقام Цана чуку сурду, цила карч дой турду, аш дамадайтна, иц дамадайтна аш игум. И исламский государство, и шариачи, и имарат кавкази, обивитин, и расстрелши, америкни, англини, израильни, и айрш байрк что вагошин. Туам кайқаши аш цил карч мадайтнар адам. شلو مديت باغو يا روم شلو مديت قضية قومة Да все, давай, вау, свесок, это вот я вот чую русу дом. Иди слушай. عادي كيل давай احكي باي. Хорошо. Дальше буган Мурат. План هو يديت الشويد. Horşa hinsa ijahad şeriat tüdenek jawhar oral. Suntetettin. Horş demokrat mahalli وين ما المستو demokrat دشاش مباي. Horş demokrat хлыяч бутан. Это что? Кыма дат что накарена. Абсолютно. И هم тюденек и oral. Sunteqwasen jihad şeriat sudindir Allah. Şaş mellelin bul pur sunteqwasen هقار خشون ما أركاج ده واحد نجند زاني شولي الله شكروج ضخواتوتين ملوار جنبولا سليمانو تعندات سين ديمقراط ما وين بسيجوا هيش
أي حلو يرشيس ليج تان إقواسي شو إشتات إيتشو تنديلا يرش شقا دغيرش برش شقا تان $1 صورت يصورت دو كروش سنت إقواسن تو دقنيد إشادك شو سنت إقواسن هورش تان ديمقراط خلبو إدوها قاديلو أشتك إيتشو قطعهم داتشون ده تشير ما يوخشي تعا وخلا يغو شيء هم بدنات ده شيء ده قادوي تنديلا تعاوى شقالتين مبر وعبيت نقاسان جوغز دقني ذكذات رسلو كبتاعين قدك دين تعمت هر شريات كذا كون برينات دين صح بروبليمات حال داق نو تغن سون قوش دقا هدو جوغز قوم خاتن قوم أدوبتين كنستوسيو بريناتين يندر بيوسا ديونوس شستو قودي حندق خوش دوش وبشي يخابل دخبل ناوشنا خوش دوش подмена конституцийна суданский уголовный кодекс шунцага шаял и шун подлог инаш ишбушун эметта хаус шаде гуштушун цега нах эмиш бяш больше раз хачурар была больше буквально через месяц-два короче говор винчул да и баба сандек хат нума до чатара конституция хесин шун карансунна да зугемна и суданский уголовный кодекс шун и суданский уголовный кодекс шун хуюцага и хайали хаус да из йогот эдовой هروين هم чуден был на 88 89 86 год что ж наш Астраханский съезд 90 год и гучак на вишен цулалга 88 год ага орша темишовара бутбокша халимов темишов яндербиев Дагестан это Каспийский море истеха أترجع شيء كورس شقيوش كجبه هودا ديز بوتخانة يختنشون نقاري وإذا هنزا بكا هالدا قنداتشون إذا هالدا قدوشون زيليشنز لا تارو أدوتك أبو كيريل هو أدوت بريتش كيري وين دقدوش مدويتر تغينا مودويتر تغينا يبوسو وات بوش ويقدنا مدريتر سون سين جين مبوي ناختاري قميلش ديش تغينا بريتش كيري جغارين دينا مسلامز دا ديزا قولامز دا ديزي بوش يومش دويتشو تيزي توخش دوعدا تغوش ديسيتانت دقردوي باتع اول جوغرس بوش يومش распространять ديش ليلش برقرش اهينزا بوسال بور ال ويقد ندو تندل هينز اي пропагандию يارجوش اشت ليلش يقرش موسو زام ناشين ويقد ندق ديتا دوش تغنت يا تغينا حديث عوش ويستخوا شقوا تغينا الشيخ ابن أسيمين خاطرش داش مجاج بات Дудая он не совершает намаз, как нам с ним делать джихад, Усаймин Нуатан, Жуаплуш, обучайте его намазу и делайте с ним джихад Бош. Цухайна хушдари ламаз дяш очи. То есть буса обден цадой зарктун. Да, от Астрагания и конференции возглавить яш, и он цалла цалуш, цяцуэл ашук соинц уайлешцун. ده شاش يدوش مدوزر يغاد признаться ден сабеш дабар бошен садик шаша хадуцер يومش كيجيش ناهن دوش دوي это что в основном бакчан вообще دوش да кигина бу ехва что суман да полностью хуч дуй истории يومش دوش да цакардо саудовский аравия вот саунаден са хуюцо са حنينات او شو عندهم خيطة خواتشتات يوم كم يلدو يوم это شو يدوش دات هاي خواش دات سودس كيرا يول تاهم غاسكي وتشوبك ودوش تو يغازو دوي داتي ويجيخ دوي داتي تشنغ هودا خواتش دو عليش وكي دات это شو تاو يوتو حنينات او ديل شو عندهم بس ولا ايش تبلها
شو غازو دات أجراس جهة دات أجراس قشكل ديش درق ودري إيش تديس قيتي تنو مراد ده إبراهيم مشهور ما هيك تتشاهد شو ديك عشمة دوكوزا مشهور غير دوك مشهور إبراهيم تعالنا دين إيبان هنا دين شيخي خاتش دات إشتراس قشكل ديش درق ودري سوينا خاتن بار Независимость Бога, они превратили это как основа была, за основу взяли как война за религию, не как за независимость, а как за религию, они основу взяли, религию. Ах, я шую. دوك Це признати десь, да? Ти боїшся, да? Лакой. Милолизо, ямада ват старший тель, вахкавик, це уертину нах. И варх дыч интервью, Яндарбею хотел там войну между исламом и христианством развязать. Короче, фанатик бог, короче, на интервью, YouTube чувак. Marş doğması Yamadağ var şabeş sen bu abeş bu ses vakık deputat Moskva. Им хаон, и вахка вегватер, вахка лошуи, Ямадаю. Ruslan. И Ордуч, Руслан, да, Руслан Ордуч, и нах Галболь, короче, сумасшедшие люди. Яндарбеев вообще хотел войну между исламом и христианством, не один бог, короче, интервью. И Жаугар дагдошен интервью. Никакой религиозной тут подоплеки нет. Тут война не между исламом и христианством. Да, сдукан мой, аж религиозный, религиозный, да, гайр тихуш, ихахуш, авдал муатир, я гайр айху. Hoş ya hinza çıkıtırka çuahış da tkamilş de şu yuh ha yok kaçına vahış şu nereden Facebook bana beşdu nereden bu işte aşık oldu kuanış evet pozniş dayovliş da atıyor Вендетта хазяон, هرش Ямадаю var, هرش تحن رسل حسيا بولر تخيط رعجو خرويل چولتح هر يندربي وي روم شحت ودوغا وي هرش تويا دوك فناتك شيخو تخيط رع اشت ديابول خربوش بوي ya daimna bu sera 90 годичка дün savaşı Moskva u Erun типа машин işletiyor yük bu da Не с 90-х годов, это еще بدل حاجة группы ثلاثين связаны Ona hors orden içkeri atuaga hunaden boş olçeri Sulim Yamadаю وير زوانش لوش ونو ماير ديك حبوش ما برش برش توقش سيجام اس حنشوا نتوشتو ايش بيتر باتسون حنشوا مسيت تقوق غازخش بومبش تومبش لوجوقا ويسبرت ديني يوقع دات ابستيرش بوها اكروجيني شغل ارابيش ويويت بين مسيت تقوق هيتيو تومش بيلوش لاتشا وجوقا خير Ser bel in странным датсон. Даже арбой бухон, да, вы. بيخم شي ما ده ما عندوش ايه تسعشو ده كان بيخبوش بس انا محمد شوية ساعة توارش وقوش Инца чва бог пожизненный хрень, что агав духбон. بوخاسون
أبو توش لا تخبرنا بون دقو ذات بيان شون ينقو بايو تعمجوش تعتعد كلبوك شداس короче ليري نقوشو حاوي أنا Европе шариатские права юайниш ногти чуабот хамел дяш гениш А сколько его отец, блядь, пацанов отправил в лагеря на длительные сроки? إيش توش مبوش Европе ахен وين شريعة خط шариатские права Üç Bahker, Abu Kiril, üç nohçi nohçi hal dozeri terbiyahkin ma bu üç Bahker iditser Янгуль Байвар, Кутайвар, Карлил вашдом, что и? Потому что нету яхюл ногти, аярза, чмо аярза, федеральный судья Путин лично подписадин, удостоверение должен шныры, кут, хо шариати, хуючо, каноши, да ай русский мире, да вот, элбат ногти нету. ثاني يقع قواد متعود الشيشان يقع به قبي واغيت ما شاء الله ان شاء الله يلش поклониться да кич бо буду легче. Цундейл, они это понимают, этими пользуются. تمش السن دعوة против ислама بوشون حلوت لشيء دودويد مرة بالعاري شي نوخشلت يا بالعاري قميلش يوتورياتر ينقل بيا وغيرجا يوتورياتر كوتا وغيرجا يوتورياتر قيتيو دايلو شي روسكي ميريولش داغو قان لمتا تزام ياغا içkeri paçalk südyak dirduy qamel erdir bat işni şayek maşala tünmaj ахи бош лилш бу нету мозгов чтобы об этом думать. يا يقول ما بو عاشي أو شو تأخذ سرادو علاقتنا سو هذا الله مستوشنا وعلاقة تنتو ده حقا نوشي اشتتيش بيربوشنا كذي يسوع تيتو وبوسر بوسو دندعلوشنا أقول راس العنكر هتين ينقل بيان راس كوارتاتو أقوز راس بريكريستيتسا دينا تأخ نوشي جنت لتربوش راس تيتو إيش تالدوه قاعد تريني قشطات تنهو خلشي تنتهي حيوق تو بيركيات دو دجل السندات بيركي لحظات سوى شريعة دي خلشاني يمك شو بيان كيشور أروش ولاتي أبقون شو جنرال يمك شو إيش تالدوه قارواتين زميل خيل تумнах о дог ич мелдук нервничает динаган асан иш та қиета қиет шоқумнах шиет ажимма шиет я юлш бол нохчи хил гайр бойга асуни дог ич дат и задж гучел шхена цер вахахуш нохчи қом цердат всю жизнь Россия ай цу Россия та галдел цершен цогонте квагбекш хай сия юли дат يقينت $1 دات يا تخقل دولير تخنيس قيتش تغلير وقوم نغا تاني تشكاك نيشو نيبلا ما تردوني سبير ودني دون دا شي مارشوت يقعيوك شليلش تاقو رسولو بيريبو تصدو واخوش دات حون تابريديو شيش قميلش دوق تار دات всю жизнь ласки жалах лялюлум я цуаху хуна придевшеш камелдеш хак амич дагдиес и архив шат جخروا الما ياليريت архив شي КГБ يو يخويو تاخيلوات تاخيل دوش ندخو اردو архив حقوچي ачнема حقوچي ачнема цуцаюш حقوچи с чистого листа начнем эл что камелдина бар джахарс он питан цахелит ждохку беербумяч ждохку бала цера возможность ять шанс ять унда джахарс цейлер со времен царской России потом к шабошму
جغاس يدري أرسانا وقبيش إيش عربول بقنا بوي حجيش بوي بقي إيش إسلامسكي إيش برق عربول ديغردش وошел тербуц и он ордой. Они за свою шкуру шкатились там, потому что там их фамилии оказались бы, я думаю, Сакетом. И что, может, я ошибаюсь? Кто-то смолодушничал, кто-то хтырвел. Не, просто бақана больше, хагубил площадь духом бариш. ديغردش ما يتصيعون أردوي تدا وين يقع تصيعون أردوي تدا ما جيت على يو بابا اتس جلس خانو تا прямо تقع داقير قشكيرش داقم ودي نبغدك ديش لا лучше времен عدت ديش اللي خلا خيجا Копиш в любом случае. Копиш, елшечек маланачкери. Ах вынуждены, что уже багметка боч, бабешхер бокуш. Шабиш дуал биш баш, бац. Ванохчи коман, ванохчи отдельный, нормальный, а государство хелит целуш биш, шайбол хабеш буш, шайбол отрабатывать деш бокуш. Сер багметка бат. Сакитам. Маршал Мосул. هذا كيف Отечество, има дуйас бошдиг, от хуманц дюстич хуш мадуиз, и уже таган хатябы, уайле хум мадуи, хордина хагуч долшя, сероно цакиет кдукнах. Инцорш астране хош воушкят, и бусуб дин войн чудагаш, чох, сагот букуштига, уггур юбохшил, шаял гибнюк, воушкят юкцу чуах. Астраханя, 90-е годы. Хинцок Муса и логик цаны хинц. 90-е, ничего, конец 80-х. Вообще, иншалла, Бог, шух темишев, сайдахаря. 2000 годах, иншалла, улштах изохсун. Хар бок ула даггар бусул дин далуш, та бусул нохчи бусул тяхиллуш, та иш даггар дуаглош, шарлиелш хиллях. طبعا تندوزل مينيموم حيغمش بيش ناخل بيش برق شيخش تغلا مينيموم بوسو بدين عيوخش ناخل بيش برق تندوزل هو شو عليه مديك 10 موسكو بار مديك 10 وتسمنو قويش مدو يتار وين هون 10 شيش полный рост гулять деш شيء Европа, Запад, Москва, Москва, شيء لوقاديش شيء بيتيوك شيء قومل شيء حبيحكين ما بو موسى ارتون دوزلار شيء ديكنا شو دستر ناش دوش كيسنا ميتشنا ساتسا هشتاو دويتش ما دو اتار وين هوند دا كياتش ديش در для чего это надо было отцун цажим ойле маези отцуман مراد انت رشادك خي انشوت يا حقان انت بيقم بس يتثبت اشتع نستويت ان دايلهم مخول ويخولي ويقام درجادن ويقام اراتس ويقام اوكنتي بايتن ويقوم قيتم قلب حقان ماكسيمال стараться да диешук хора хохай хош привлечь к ответственности. Демократически почака болчара хоршешуе бол почар нах хорш газ кишнириш агент террорист шайгу накай хоешум шмойош хогнах токам дуч дастагна чеченцы мы должны защищать ислам бог алло хушияде дочу идин диатер гнохчунда этендати мечаду нохчунда этен аят дукчу я прислал эту камасутру на ясном арабском языке как арабский законник, судебник.
يتو شاقيت متى دايتني شيدين الله وبو قيمر ستوق شو يقتي حقر دايترش شاقيت متى دايتني هينت أسات عق نوقش متى دوتس دير سبق ويقه الله وسبق وهند خاد وشدا أسبق إز ديرمو أستعق سيمتى إلى رسعدي درس دال دايتن دو ديلي دو بو ديل تان آيتا ديلا واتشوج تانا آيتا غيلق داتشو غلق داتشو يح ياتشو سي داتشو أوزدن قل ياتشو تعم ياتشو تانا آيتا تانا عديس يات ياتو دير يات نوخشو ميالدول همان دوال دوخشدوك شو يدين شو تون واخو شن تقول لك جاشو ماجد جوا جو غيل مسك ديك انت اللي قيمة خوش أخي دو دينو دالا ديك كان بيتشو قات وديت دين وبوق دين حدا انجلي دا يغيز ويا مسيتو راس مسيتو رات يكون اولو ده دو هاي خلات توخي هاي تي فاقل خلي دا يلا يلو هاي كو الجي مكشخيتو يلو شنير خلي دا يلا عربو شنير خلي شنير ياكداش подруски شنير خلش عربو شنير خلش يولي ليش هذا عمل ينش Шалом, каферы. Шалом всем, маршал. Ассаламу алейкум. Ассалам. Короче, я исправил там ошибки. Яхуд многобожник. Слышишь? Я исправил там ошибки. Сейчас готовится новая презентация с видеороликами, с историей. В общем, я приготовил даже ДНК, даже, да, что вообще к вам не подходит эта исламская вот эта порнография. Там будет сначала 3 рассказа, потом будут даже дебаты между собой. Но мне надо будет компьютер, чтобы кто-то включил компьютер, потому что я там еще видеоролики сделал. Это будет интересно, как урок, да. Презентация, это на высшем уровне, чтобы вы поняли, да. И картинки. Но мне надо, чтобы я когда говорил, что включать, то с ним договориться. Может, радио с ним договоримся. Это будет интересно. Это, ребята, это будет. Не, вот видишь, вот ты еврей хочешь нас за шекели сейчас 50 баксов от ислама. 50, ты хочешь нас от ислама отвернуть. Яхуд. Ну, а что делать? Кому сейчас легко? Нет, там будет... Ты сам еврей, как он может Там, тебе туда... там будет, короче, слушайте, мусульмане, чеченцы мусульмане. Там будут идти исторические факты. Неправильно. Не, чеченец никогда не может быть мусульманом. Чеченцы, которые думают, что они мусульмане, вот так правильно. Оставь, мы сейчас это оставим на вечер, оставь. Все. Мы вам все покажем. Там будут исторические факты, там будут ваши историки, там будут говорить, кто, откуда взято. Нет, тебе какая-то выгода есть, чтобы чеченцам их культуру? Я думаю, что ты просто масадовец. Я тоже думаю. Ислам. Я тоже так думаю. Во-первых, я тебе объясню почему. Народ, я вижу вашу боль, что ваша нация исчезает. Что такое ислам? Ислам это уничтожает все традиции, все ваши обычаи, всю нацию. В исламе нет такого понятия нация. Это мусульмане. Я больше скажу, ислам срет на честь и славу наших предков. Полностью отсирает все. Я обращаюсь и к казахам, узбекам, дагестанцам и чеченцам. Вы не рабы. Ваши предки воевали против них, а теперь вам засрали голову. В исламе нет такого понятия нация. Ты мусульманин. Если ты гордишься своей нацией, иди укуси своего отца. Все. Теперь, это арабам не относится. Арабы это этнос. Да, Ума. Арабам можно возвышать себя. Теперь, что я еще скажу, еще другое. Что арабы вас кинули, это будет второй урок. Арабы как вас кинули конкретно. Почему? Мы сейчас это все покажем на втором. Сначала про чеченцев. Сначала нам скажи, какая тебе выгода будет от этого. Тогда я поговорю. Подожди, Вендетта, ты хозяин чата, ты молчи. Этот еврей, Яхуд, он просто без выгоды чеченцам бы не помогал. Я хочу знать, какая ему выгода. 100%. Ну, во-первых, ты мне заплатил $10 000.
во-первых, я должен отработать эти деньги. Вендетта. Я 10 их тысяч копил евро. на хадж, я их копил на хадж всю жизнь, потом передумал. Да, ты мне их заплатил, так что я, извини, я должен что-то делать. Я же должен, я же совестный еврей. Теперь, давай не перебивайте, ребят. Потом... Не, подожди, То, что просто представьте, Яхуд пришел помогать чеченцам, еврей, который весь Ну мир как? Ты же мне держит в заплатил руках. 10 тысяч евро, что ты мне... Что Ну, скажи у вас правду, и что так все банки евреи контролируют. Ну еще Моссадовцы, денежку я вот на это. сигареты, на жвачки ты мне дал. Ну, вы же везде. Смотри, Украины президент Шалом еврей, алейкум. России президент еврей, везде еврей. Что такое 10 тысяч евро? На жвачки, на сигареты. Ты мне дал, я тебе помогаю. Все, в чем проблема? Винде, дай ему говорить. Он что-то хочет. Я скинул вчера ночью. Ну, по исламу мы даже не имели права его тут, он с нами не имел права сидеть. Смотри, я... Сейчас, секундочку, ребят, дайте. Я вчера ночью сидел 6 часов, бля, и мне помогал. Я его имя озвучил, он согласился, ну, под его псевдонимом. Чеченец, который знает очень хорошо историю, очень хорошо знает даже историю. И он мне помогал во всем этом. Я благодарен ему опять, очень сильно благодарен. Он не поднимается почему-то на эфиры, ну, у него есть своя причина. Ну, в истории, я вам скажу, ребята, он хорошо помогал. Шекели чуть-чуть больше кинь, поднимется, Да. шекели добавь. Теперь, то, что вечером я вам скинул презентацию, картинки, видео, это можно стереть. Нашли там пару ошибок. Теперь, сегодня, я надеюсь, я сейчас все закончу это. Сделаем красивую презентацию про историю чеченского народа. Я вам это скину, это у вас должно быть. У вас будет все картинки, все видео, все документы, все файлы, все откуда историки, чтобы никто не пришел, сказал, ты придумал, вот, смотри, заходишь сюда, тыкаешь ему носом, мордой прямо, да, вот он так и так и так. Были даже историки, которые в пользу, но это недостоверно, кстати, тоже. Были славянские историки, я не знаю почему, опять я на них нарвался, они забраковали. То есть та программа, в которой я работаю, это не чат GPT. Она начала сверять, она берет 50 документов, сверивает и говорит, что достоверно, недостоверно. А некоторые достоверные, что сверила, слушайте внимательно сейчас, что она сверила, из 30 документов были 22 правильных, ну, как бы правдивых, но когда нашла копаться, кто-то изменил еще даже эту историю. Но вообще все начинается от того, что это шло от ваших предков, от отца, от деда к сыну и так далее. Но были историки, были еще Хасский Каганат, были грузинские историки, кстати, другие историки, которые зафиксировали и показывали, рассказывали, что было. И даже ваши историки у вас были, вы даже об этом не знаете. И есть одна книга, которую антитеррор показывал ее, через нее я тоже очень много чего взял. Там тоже без правда, неправда, но вся эта история будет идти чеченского народа. 2. Потом я приготовлю, скоро она готовится, информация, как пришел ислам, как он создался ислам, почему не сожгли эту книгу, да, потому что у них была огромная путаница. Это тоже будет идти. Они на коленках написали, при Мухаммаде не было Корана. Это я уже могу четко показать. То, что рисовали на костях, на камнях, писали, это все рассказы, болтовня. Это все чушь. Это на костях писать, священно писать, на листочке тоже, знаешь, такой бред. Ну, короче, я к всему это приду потом, это будет второй. И под какой соус создался это политические это движение, это не религия. И оттуда уже исходит, опять обращаюсь к тем, кто взял ислам, уничтожить идентичность этого народа, уничтожить историю. То есть запомните одну вещь, задумайтесь, ваши деды, да, ваши предки воевали против этого движения, а теперь вы предали их. Но мы к этому подойдем как бы поэтапно. Я соберу полностью, мы соберем всех, да, мы это включим, мы включим всех историков,
мы включим лекцию, мы включим даже дебаты, мы включим видео, мы включим исторические факты, которые против них никак ты уже не можешь попресть, ну вот просто не идешь. И к этому мы будем приходить. Все. Он дал мне Вендетта, он мне дал 10 тысяч долларов. Маршал. Почему я это делаю? И Вендетта заплатил мне 10 тысяч евро. Я решил как бы помочь, ну что, не хочу его кинуть его. Как же так кинуть просто так? Евреи бесплатно никогда не помогают, я знаю вас. Да, я сказал, смотри, дай мне это, на сигареты, жвачки, что-то такое. Он мне дал, ну, говорит, на тебе 100 евро. Я говорю, нет, 100 евро я даже не двинусь. Я знаю, я что предполагаю. Вы сейчас хотите, короче, вы же знаете, что чеченцы вам помогут во всем, что чеченцы отблагодарят 10 раз. Сейчас вы хотите нас перевести на свой джихад яхудский, чтобы мы против... сами... воевали против, короче, вот этого обезьян. Давайте объясню одну вещь, и это очень важная вещь. Евреи сами могут разобраться со всеми, мы это показали, вот, мы никого не боимся. Если нас сейчас Биби вышел, Натаньяху сказал Трампу, ты вообще отодвинься, да? А вы нам танки F-35 тоже дадите? Мы вам... Все дадим, все дадим. Ребята, это все будет... Я сейчас готовлю эти материалы. Они уже готовы, эти материалы. Готовятся сейчас. И может быть, я сейчас договорюсь с радио или с кем-то. То, что у Локи, это будет тоже происходить однозначно на эфире. Это будет несколько раз прогоняться. И еще будет где-то у радио, точно. Я даже с ним договорюсь. Вот. Я говорю большое спасибо тому человеку, который мне помог. Он чеченец. На моем канале евреи 1 час эфира мне платят 7 тысяч шекелей. Час евреи. Ты мне уже заплатил, оставь, ну ты уже спалил хату, все. Вот. Но мне надо будет компьютер. Мне надо будет компьютер, потому что я буду включать видео, буду показывать, останавливать и показывать. Там будут картинки идти еще, там будут идти объяснения. Презентация это будет. Это презентация, мужчина и женщина как будут объяснять. Потом будут дебаты. Это будет очень интересно, ребят. Большое спасибо, Леон. Большое от всего сердца. Это Вендетте, скажи спасибо, он 10 тысяч евро заплатил. С кефирами я не общаюсь вообще. Вендетта. Знаешь, такие вещи спрашиваешь, Вендетта, почему я тебе помогаю? Потому что это как бы тоже братский народ, вы в беде. Вы в беде, вы очень хороший народ, и наши предки с вами очень хорошо жили, Мы это слышали, читали, никаких не было проблем. И поэтому, когда пришли чеченцы домой, наши предки отдали, хранили ваши дома, и это могут бурдулаки менять, но это факт. Они даже ухаживали за этими домами, не то что... А почему они это делали? Потому что я много слышу от стариков наших, как чеченцы хорошо относились к еврейскому народу. И как защищали даже. И это, кстати, я нашел тоже. Леон, приветствую. Салам. Слышно меня? Да. Вот насчет вот этого, по порядку пойдем, что при жизни не было, да, точно, там не было. Они сами признают. Только они виляют там, когда признают, почему не было записано. Хотя в самой Коране, который они говорят священно, там тоже не сказано, чтобы записали. И тот, кто присылал с седьмого неба, как будто не знал, что Мухаммед умрет. Там тоже не было сказано записать. А насчет кости, я все время это думал. Я все время об этом думаю, как на костях можно писать. Я до сих пор не знаю, может это можно, но я просто не знаю. А насчет листьев, там в общем трэш. Как на листьях надо это писать? И когда они говорят, что там нету таких грамотных людей, чтобы они умели писать. Они тоже сами это говорят.
Насчет, что они это расширили и предъявили людям, преподнесли как будто это религия. На самом деле это был тоже обман. У них всего лишь была одна цель – завоевывать земли, собирать богатство. Понимаешь? Это для некоторых это не секрет. Для многих, может быть, это и секрет. То есть они сделали из нее бизнес. И потом, когда к нам это пришло, 21 век, смотри, я своими глазами видел, если я был бы умным, я книгу написал бы насчет этих многих вещей, которые я свидетель и знаю. А мои глаза видят, что Ухуде – это пустынное место. Чечены делают зукр. Арабы подходят и говорят, не делайте это зукр, это беда. Но они немножко поспорили, несколько слов, потом чечены перестали. Это чечены привезли им деньги туда. Хаджа бесплатно не пускают. Я думал, почему они же там тоже называли имя, да. Но они все равно остановили его, этих людей. Потом, что я вижу? Смотри, они им сказали, беда, это новейшество, нельзя так делать. Они арабы говорят. Хотя то, что было первое, в 7 веке, эти арабы тоже ничего абсолютно не знают. Наоборот, чечены больше их знают, их историю. И потом я что вижу? Пригоняют много, как тачанка, ложат краны туда. И люди покупают этот кран и ложат туда мечеть. Одна женщина 10 купила за всех своих. И эта женщина купила и думает, она даже далеко не подумала, что эти Кораны через запасную дверь вынесут. Факт заносят, но факт выносят. И таких миллионами, просто миллионами людей покупают Коран и ложат туда. Они думают, что она купила этот Коран, кто-то будет читать. А там идет бизнес. Если эти Кораны оставляли бы их там, где они положили, так хода уже туда не было бы, был бы забит. И на крыше надо было ложить. И еще вокруг этого надо было. Потому что это есть беда, новейшество. Но они ее не называют новейшеством, потому что это хорошая беда, приносит деньги. Понимаешь? Так, как они хотят эта религия преподнести людям, это не новейшество. Еще пойдем дальше. Вот когда у них было тогда язычество, и до сих пор это одно и то же, но сделаем так. Они приходили хадж, и вокруг Каабы ходили. Кто голый ходил, там они сами так пишут, это правда. Кто голый ходил, кому-то они одежду давали. Там, наверное, по родственным или по дружеским связям, не знаю, но факт, кто-то голый ходил, а кто-то в одежде ходил. Все он за себя делал. Новейшество, беда. За умершего сейчас отправляют деньги, там делают это таваф вокруг Каабы. Видишь, новейшество. Они это не называют новейшеством. Беда. Они говорят, это нормально. Нормально, можно так делать, если деньги идут, то нет проблем. И еще, когда в то время, никогда таких давок не было, то какой-то мужчина, приехавший на святую землю, как они говорят, святое место, и там касаться женщины, это получается, что твое вуду, это твое омовение портится. Вот эти арабы говорят, нет, не портится. Там есть давки вокруг этого камня, и понимаешь, это человеческий пресс, только там можно увидеть, какой пресс идет там. И иногда у человека выходят газы, потому что там серьезный пресс, это не простой пресс. Это очень серьезный пресс. Не дай бог, ты споткнешься от кого-то ногу или как-нибудь, все, через тебя люди пройдут. Нет, неумышленно.
неумышленно, потому что задние, передних не видят, передних, задних не видят. Там такой бардак. Тоже новейшество. Но это приносит им деньги, как азарт, понимаешь? Вот все они включают это. Это я своими глазами видел. Я понял. Ремарки Этлаш. Представьте, когда вот это все начиналось, я когда ходил в школу, эти мудаки, вот эти, короче, нам объясняют религию, в таком халате такой мудак там приходил, который шпак кидал, как жирная свинья. Он нас арабскому языку учил в школе, такой предмет был арабского языка, начался. И они разделили нас с девушками из нашего класса. Девочки отдельно, мальчики отдельно. Представляете, а сами там у себя дома нахрен трутся тысячами, короче, заявлений женщин, которые говорят, что до них прямо домогались, их трогали сзади, там, короче, тискали. А нас, чеченское общество, которое просто вот это вообще нахрен не нужно, говорит, что девочки отдельно должны быть, мальчики отдельно. Просто вдумайтесь в это. Как по нашим мозгам ездили. Вот я про бида рассказывал. Сколько много бида. Еще последнее, можно если сказать последнее. Я когда находился там почти мигранты, и советы дают друг другу. Говорят, смотри, говорят, если ты женой или сестрой там, или с матерью, я не знаю, как это у них работает, но никогда, чтобы она первая села, а ты потом сядешь. Не делай никогда, говорит, так. Пусть сам садись, говорит, а потом скажи ей, садись со мной. Вот задается вопрос, как это, почему, какая разница? А ты что, говорит, были случаи, говорит, как угоняли женщин, таксисты. Под таксистом это они. Когда вот этот хадж, все машины такси там почти работают, потому что очень много паломников приезжают, и они разводят его. Конечно, не бесплатно, но за деньги. И вот были, говорит, такие случаи. И вот смотри теперь, вот эти новейшие арабы, вот эти бедатчики, говорят, что если у тебя воздух ушел, ты мгновение не портится и не теряешь. Как-то ты в волновании. Неправда это. Если ты женщину коснулся, непристойное место, там есть такие случаи. Не теряется. И все собираются и читают молитву. Знаешь, я вот про себя думал, там очень много камер больших таких направлено на это Кабу. Я так думал, и они смеются над этими людьми. Я просто в здравом уме, я не сумасшедший, я просто пропускал через себя и смотрел, как это. Это они, если говорят портится, это испортится сейчас здесь, который находится в этом 21 веке. Если они скажут не портится, это не портится. Это самое большое лицемерие и самое большое, которое есть беда. Они это делают. А другим, которые вокруг стали и зукар свой читают, им говорят, это беда, это нельзя делать. Это да, танцевать нельзя, это беда. Это вынаденник нельзя делать, это беда. Самые большие бедачки они. И последнее. Вот Сауды где-то 1700 чем-то году начали отходить от суфизма. У них тоже был суфизм в истории. И когда турки, султанат, они преобладали силой, у них тоже было свое время, что они были очень сильные, да, у них свой халифат был. И арабы не были довольны. И они создали свой ваххабизм, вопреки салафизму, и отталкивали этот салафизм. Вот они сделали, как это человек, есть такое имя Аль-Вахаб, но у него тоже есть сыновья. У Вахаба есть сыновья. Вот который умер, Абдул-Аль-Азиз, брат вот этого, дядя, получается, это Салмана. Он с ним еще успел фотографироваться. Тот Вахаба сын,
уже с этим тоже. Его тоже зовут Вахаб. Его назвали так. И они придумали ваххабизм. Эти люди придумали. Вот как сейчас здесь говорят, кто едет в хадж, если ты женщину коснулся, не проблема. Если придавка у тебя воздух пустил, тоже нет, не проблема. Там молитва у тебя, да, она, как это, по-нашему, лама скарадуя, это как получается по-русскому. У тебя в руке есть омовение, вот так получается. Они говорят, у тебя омовение не портилось. И вот эти люди, что сделали? Людям, говорит, неприятно ваххабизм. Мы им поменяем на салафизм. Сунна, понимаешь? И это проходит. Они спрашивают, кто ты? Они не говорят, я ваххабизм. Они говорят, я суннит. Суннит валь джама. Не, это есть до сих пор тоже у них. Но людей они так обманывают. Потому что немножко людям ухо режет вот это слово, сам ваххабизм. Это тоже мы уже давно знаем. Но среди нас есть такие люди, просто не хотят узнать и не узнают это. Когда ты им говоришь все факты, которые они же даже написали, а не то, что ты видел, даже они то, что написали сами, этому тоже они не верят. Если они прочли бы это сами своими глазами, своим языком, читали бы, вот тогда они, наверное, и поняли бы, что их до того сильно обманывают, как Буратино фильм видел, вот ей говорят, посади сюда вот эти монетки, это большая женщина и мужик обманывают Буратино. Завтра утром волшебное дерево вырастет, и на деревьях будет все золото, твои монетки. Вот так нас обманывают. Иной раз так сильно бывает больно и обидно, что вот эти люди, как лохон, как обращаются к нами, как лохами. Я 100% знаю, что они смеются. Почему? Потому что вот когда вот в Палестине вот этот случай случилось, никто их не пускал, хотя они арабы, они говорили, что они цыгане. Понимаешь, дальше больше это будет. Ну, я что хотел сказать. То, что ты сказал, при Мухаммеде не было записано, это 100% правда. Потому что они сами так говорят. Об этом они говорят. А то, что Умар, как змеиные ходы, сказал, что записать, это тоже бида. Потому что Османа за это убили. Ему предъявили, почему ты записал Коран, который не было сказано записать. Это одна причина была его смерти. А вторая причина Османа убили. Осману говорят, Осман, почему ты такой богатый, и твои домочадцы тоже богатые, и твои друзья, а мы как бедные все находятся. Почему ты берешь из казны, из общака и раздаешь своим друзьям и родственникам? И кто такой? Что ты делаешь? Ты никакой не последователь, ты никакой неправильный халиф. И так они его убили. Но этим рассказывают совсем другое. Они правду скрыли, рассказывали ложь. Эти наши люди верят в ложь. Других причин не было убивать от этого, Османа. У них все с самого начала строилось на бизнесе. Тогда я не знаю, как это называлось, но сегодня в современном мире называют бизнес. А религия просто прикрытие. На самом деле это бизнес. Понимаешь, сегодня это бизнес, и раньше это было бизнес. Если бизнес не было бы, зачем они отбирают у людей их земли, забирают у них детей, женщин и продают их? Они же продавали их ради денег. Но это же людей они продавали. Они разделяли мать с ребенком, убивали кого надо. Маленьких оставляли. Потом и рабство себе забирали. Разве Бог может такое сказать? Извиняюсь, да, главным барыгой, который торговал людьми, это был пророк. Мы можем сейчас главы, если нужно прочитать, если кто читать не умеет. Продажа рабов. 112 глав. Прямо в этих главах пророк сидит с этими разбойниками, которые делят трофеи. Это 109 глава продажи рабов. Да, пророк был барыгой.
которые людьми торгуют. 2229 Сахих Буари хадис. Сахих Муслим, Сахих Буари. Достоверные Сахих хадисы. В них, когда эти разбойники пришли, после того, как напали на спящих многобожников, тоже есть глава, в которой пророк дозволял убийство детей и женщин. Порицаем, осуждаем, 32+, Аллах воскресе. И в этой главе прямо пишется в этом хадисе, 2229. О посланник Аллаха, поистине мы захватили пленных и любим богатство. То есть муджаиды, которые типа нам рассказывают, что они распространяли религию, они любят богатство, и мы захватили пленных, говорим. Как ты считаешь, можно ли извергать семя неулона? То есть, представляете, там идет обсуждение чужих жен, женщин, там, дочерей, матерей, которых они захватили, напав на спящих. И пророк говорит, разве вы делаете это? Вам ничем не навредит, если вы не станете делать этого, ибо поистине всякая душа, которая суждено появиться, непременно появится. То есть он сказал полный вперед. Это... порно, подожди, тут мне пишут, что я какой-то порно-актер. У вас пророк был порно-актером, мудаком, который вот чужих замужних женщин дозволял насиловать. Ваш пророк был порно-актером. Вот он прочел этот хадис, и там есть такое слово «мы любим богатство». Они и сегодня любят это богатство. Они просто не перестают. Вот как в мультфильме видели, как олень там копытом стучала и золото бросала из-под копыт. И он кричал «еще, еще, еще». Вот они такие. И вот через все беда, не беда, новейшество, не новейшество. Они деньги зарабатывают. Они людей как лохов считают. Вот теперь последнее, я к концу иду. Смотри, у нас была война. Понимаешь, мы арабов не знали. Я имею в виду первая русско-чеченская война. Когда русские напали на нас, мы с ними воевали. И весь народ как один взялся защищать свою землю. И когда мы ее защитили, у нас телевидения своей, в смысле, международной не было, и русские показывают какого-то араба. И араб говорит, о, чечены, они, понимаешь, они тоже научились психологию людей. Они говорят, о, Шишан, вот так нам. Мы не поняли, кто такой Шишан? Ну, кто знал, обращают, говорит, к нам это. Они, говорят, арабы вот так называют чеченов Шишан. О, Шишаны, вы выпрямили нашу согнутую спину. Причем он тут? И он говорит, мы как одна умма, один палец заболел, и как все тело болит. Вот так он учит нас. И когда все это закончил, он свое интервью, потом, понимаешь, он, наверное, не догадывался, что среди нас очень много раненых людей. Маленькие, большой, женщина, бабушка, разница это люди. И людям надо лечиться. А у нас все разгромлено, все разбито. Понимаешь? И врачей нету, не хватает даже. Первую помощь может оказать, то он один человек 24 часа почти не спит. И, короче, люди хотели поехать туда. О, уже у нас же братья есть здесь. И эти братья нас не пускают. Ой, как это? Ты же наш брат, все, ума. Не пускают нас. И мы поняли, что бесполезно дальше. Попытки делали, но никого не пускают. Некоторые говорят, у меня свои деньги есть, мне от вас ничего не надо, просто лишь бы врачи были дома. Вот такая ситуация у нас с нами произошла. Все равно не пустили. А потом задается вопрос, почему они не пустили? Нами воевал кто? Русня, русские. Арабы, друзья их. Они вот такое делают. Друг моего друга, мой враг. Они нам говорили, что мы друзья. Единогласно сказала, что Чечня внутреннее дело России. И это тоже нашим людям надо знать, понимаете? Это очень обязательно, срочно, досрочно, железнобетонно вы должны знать. Они не пустили. Потом люди повернулись к Западу и к Европе. И там приняли. И они тоже у себя в головах думали.
Ничего себе, они же говорили, что мы братья, туда-сюда. А эти ничего не говорили, и нас приняли, и нас лечат. Понимаешь, вот какое лицемерие они с нами водят. И они до сих пор нас обманывают, а наши люди как лохов нас, понимаешь, кидают. Если это, я так сейчас думаю, если это не было бы связано с Русней, они нас пустили бы, хотя бы тех, у кого есть деньги. Хотя в то время у нас очень мало было у кого денег, потому что денег не давали, работы нету, война идет годами, припасы, все, люди, использовали вот такой тяжелая ситуация. Я почему говорю, что если денег было бы, они приняли бы. После этого они знали, что в современном мире с такой державой, такая маленькая Чечня, боролась с ними, воевала, защищая свою землю, оборонялась. Эти арабы после этого бесплатно даже не пускали нас. А когда мы им давали деньги, они нас пускали и до сих пор пускают. Понимаешь, вот какая лицемерие там. Вот это самое ненавистное, самое явное лицемерие они провернули с нами. Сейчас они пускают нас. Если у тебя есть денег. Если денег нету, и сейчас не пускают. А в то время, хотя и деньги были, не пустили, потому что мы воевали, защищая свою родину, свою землю, оборонялись русскими. Они их братья, они их больше, чем... Они любого одного, чтобы русского защитить, чтобы с ним ничего не случилось, 10 сотен чечен угробят. Это как 1 + 1 = 2, это ясно. Тот, кто этого не понимает, он явно заблудился, и они будут его блуждать. И когда он умрет, его детей так и будут блуждать. Вот эти арабы. Я закончил. Маршал думал, Маршал, еще подтверждение его словам приведу точный пример. Вот этот Яндарбиев, который шастал там у братьев, так называемых, в кавычках, мусульман, и просил у них, чтобы они посмотрели на нашу проблему, там официально помогли, официально выбрали сторону. Но они, что сделали? Связались с российскими спецслужбами и сказали этого чувака, устранить этот, он нам уже по ушам тут ездит, по мечетям ходит, по базам Аллаха, и просит, чтобы мы выделили какие-то средства. Его там ликвидировали, подложили взрывчатку, оставили его сына инвалидом. Что сделал Катар? Правильно, через год выпустила этих ублюдков, террористов, киллеров. И с красной дорожкой их встретили как героев России, или присудили орден Герой России почетный. Ну вот где братство, вот настоящее братство. Когда наш народ полностью утюжили, бомбили, вот этот гребаный, как его, палестинский, вот этот мудак, как его, Ясир Арафат ездил, сосался сначала с Ельцином в десна, сказал, что Чечня внутренняя проблема России, внутреннее дело. Потом приезжает к Путину и то же самое говорит и Путину, что ему плевать на чеченскую проблему, это ваши проблемы. Потом Каддафи сидит у себя после мечетной намасты на троне, сидит и говорит, чеченцу лучше быть, под этой империей, его шнырем, типа, Россия мощная держава, чеченцам лучше быть под Россией. Я сейчас говорю вам всем арабам, вы оставайтесь под арабами, под американцами, под евреями, под кем хотите, но чеченский народ ни под кем не будет. И курайшитов, хуйшемитов, я всех их посылаю нахрен. Все, кто вот эту религию сегодня поддерживает, я их посылаю нахрен. Идите нахрен со своей еще дополнение религии. Вендетта, который в дополнении сказано вендетта словам насчет Залимхан Яндарбиева. Залимхан Яндарбиев до сих пор в интернете гуляет ролик, где он говорит, что то ли Саудовская Аравия, или кто, его не пускают, ему визу не дают. Он говорит, русских проституток, вот этой женщины есть, они свободно там гуляют, говорит он интервью дает. А мне, говорит, визу даже не дают. Вот такие они лицемеры. Он обращается, он уже был разочарован ими, он понял, он сначала не знал, кто они такие.
скорее всего, откуда он мог знать. Но потом они показали, маску сняли, показали свое истинное лицо, и он начал на камеру говорить, что русских проституток они дают визу, свободно гуляют по этой полуострове, а его, говорит, не пускают, ему визу не дают. Есть до сих пор ролик. Вот они, это и есть арабы. Да, видео есть, ему вопрос задали. Он сказал, мусульманская умма по отношению к чеченцам отнеслась предательски. Да, он не знал, видимо, потом и высказал это, есть видео. Я это почему говорю? Я хочу, чтобы вот после всего этого, сколько, 30 лет прошло, чтобы наша молодежь знал правду, чтобы они их не обманывали, не кидали ни в Сирию, ни куда-нибудь еще, и голову не отнимали. Да, я тебя хочу предупредить, что муджахиды, шаста по Европам, машло. Vendetta. Son изкалвяч, элвяч, assim все получится. Те, кто вот эту проблему увидели, об этой проблеме говорят. لا تأخذ على الميكروفون نخش واحد. وين خزي. خزين خشوا. Te hans harhom Deutsch beschwatz, horsch bei bies boqar, mitcha bala jalashsan. Te qach nochchi zu bei bies bo, har Deutsch besch. Asam خوبهن ايش توقعول اش نوختي باي اتنا اش باي تا حاوشو تشيك عيسار بايش والله губной муджач гварден бина. Всех приветствую. Вендетта, привет, братец. Я сейчас, когда заходил, я видел чисто только тебя, но сейчас, когда принял, вижу всех остальных, я хотел просто вопрос тебе задать. Маршво, приветствую, Маршво. Говори, любой вопрос, любой, у нас ничего, никаких тайн, ни от кого нету, у нас открытое общество, чеченское, демократических взглядов, люди, да не, брат, которые хотят бороться за национальный вопрос своего народа. Да не, брат, у меня это просто личный вопрос, это не что-то связанное с демократией или все такое, это личный вопрос, просто я не знаю, это к месту или нет. Да, без проблем, без проблем. Я хотел бы узнать просто вот чисто твою позицию по поводу вот именно самой религии христианства. Ну, я просто как есть. У меня вообще с христианством никаких проблем нет. Сегодня я живу в христианской. Само государство демократическое, но большинство людей относит себя к этой религии. Я у него дома живу. Я просто огромно благодарен этому народу, который не только меня и мою семью, но десятки, сотни тысяч человек приняли у себя дома. Дали хлеб, кровь, крышу над головой, медицину, безопасность, обучение детей в любых направлениях. Вообще, мне даже вот младшего сына предлагали учителя, что у него, мозг очень быстро, страшно работает. И по математике он робот-машина, чтобы его в гимназию, если вы хотите, мы можем его направить в гимназию. То есть 5 дней он будет там жить, и спать субботу, пятницу вечером дома. Они прямо мне предложили, что они сами могут мне помочь его туда направить, и чтобы государство выдало на это средства, потому что я еще являюсь соискателем убежища. Вот я благодарен всем этим людям, потому что не то, что моя проблема, я говорю, любого чеченского, семьи, человека, из взрослого и маленького, нас приняли как раз-таки христиане, которые относят себя к христианской вере.
И еще скажу, никогда за всю нашу историю у чеченского народа ни с христианами, ни с иудеями, ни с буддистами, ни с кришнаитами не было никаких проблем. Никаких. Сегодня это единственная религия, которая полностью обсирает всю нашу культуру, всю на славу, вообще плюет на славу и честь наших предков, это по которой себя открыто даже позволяет, вообще открыто на весь мир. Это дерьмо, это даже не религия, это фашистская идеология ислам. Единственное, кто посмел открыто посягать на честь и славу наших предков. И сегодня, когда я начал уже плевать открыто на это дерьмо, мне петушиные террористические угрозы кидают. Алло, а что, я не могу стать на позиции, на защиту своих предков, что вы кто такие? Вот прямо полностью на наш национальный институт просто плюют, что тот, кто танцует, не мужчина, а вот это наш лоузер Байрам, он институт создания семьи. Понимаешь? Срут на славу, честь наших предков. Вот это боевой танец был зикр. Его сейчас религиозный туда накинули, а так до прихода вот этого дерьма, там был Дейла, наш Всеотец и Творец, Бог на других языках, который наши предки верили. Его упоминали в этом зикре достойных сынов, хонохов, героев нации, хороших людей, которые во благо своего народа. Вот отсюда приплели вот этот Мухаммада и Аллаха вот в конце-начале 90-х. До этого там был Дейла. И представь, в чужой дом прийти, и вот, если я говорю, христиане также придут и будут плевать на мое все, я то же самое буду делать и против, не против иудеев, без разницы. Но у меня единственная проблема вот с этим. Брат, я просто смотри, просто ты сегодня заходил, у меня как в основном вопросов-то не было. Просто, может, ты это в шутку говорил, типа, здравствуйте, многобожники и так далее. Ну, Хадис говорил, что вот брат наш... Это мой коронный, когда я захожу с позиции муджайда, когда я захожу к кафиру. Я просто хотел, знаешь, лично для себя как бы понять, какой именно ты позиции. Даже если был бы, например, против, то я чисто человека не осуждаю, даже если взять мусульман. Это когда я захожу в чат, где христиане, мусульмане какие-то насчет религии обсуждают, я туда с позиции муджайда захожу. И сразу руководствуюсь 9 суры 29 аята, который гласит, что нужно заставить иноверцев платить джизю в униженном состоянии. Это сарказм. Да, я понял. Шалом всем неверующим, кафирам и так далее. Всем коллегам шалом. Шалом всем. Шалом. Я, короче, сюда на работу пришел. И во время работы презентации один парнишка умудрился со мной начать еще спорить о вере, о религии. Хорошо. Просто я с позволения ведущего тебе, я добавлю немножко, с позволения ведущего, если ты не против. Знаешь, какая причинно-следственная связь? По какой причине человек начинает думать так или иначе? Ну? Все. Есть какие-то причины, что, может, даже и христианская религия в свое время тоже давала какие-то причины, чтобы можно было там и критиковать и так далее. Но она с тех пор, как бы, она вот, где-то уравнила свою религию, получается. Ну, вообще, сама религия уравнила себя, поставила себя в такое состояние, как бы, вот что есть, то есть, как бы, да, и не надо нам все остальное. Вот мы уже себя обосновали, как есть. А ислам сегодняшним днем, как бы, он хочет и уходить куда-то, наоборот, уносить с собой людей туда, где это происходит. Где это происходило во времена пророка Мухаммада. И это мешает вот конкретно этим людям, как я это вижу, да. Это мешает мне, тебе, скорее всего, тоже мешает. Христианство в свое время тоже мешало. Почему вот этот крестовый поход и так далее, как бы, да. Но в конце концов они пришли, они приняли прогресс, они вошли в этот прогресс и живут с ним идеально, с этим прогрессом. Понимаешь, в чем дело? Как бы они начинают, они ушли в развитие. Они начали отделять религию от цивилизации.
Религия, хорошо, пойдем там себе в церковь, как бы помолимся и так далее, как бы, да, но всю свою основную жизнь, как бы, ежедневную жизнь, мы будем заниматься прогрессом, будем работать, жить и так далее. Ислам по какой-то причине как бы берет, уходит назад. Это отменяет тот прогресс, который должен вообще происходить в нашей жизни. Прогресс это основная. Если человек верующий, он должен понимать, что Всевышний даровал нам мозг. И этот мозг потихонечку должен развиваться, как бы, да, выдумывать, продумывать там, какие-то вещи для того, чтобы мы могли проживать на этой земле. Ислам, к сожалению, вот последний вот это, тот ислам, то, что был у арабов, он, в принципе, таки остался, как бы. Ну, хоть они там строят себе дома на эти доллары, как бы, там, и работают с западным миром и так далее, для того, чтобы им было хорошо жить, проживать у себя на Ближнем Востоке. Но они что делают? Они антипрогресс проносят в другие народы. Народы, которые вообще к ним никак не относятся. Понимаешь, в чем дело? Знаешь, в чем прикол? Они вроде говорят, что у них есть такие-то ученые, которые изобрели то-то, то-то, но у них на данный момент просто не хватает обычно разума, просто хотя бы изучить язык Корана, то есть этот арабский язык. Говорят, что мы мусульмане, знаю Коран, читал Коран. А говорят тоже, Коран был послан только на арабском, типа, чтобы его не исказили и так далее. А тогда зачем читают на русском, правда это или нет, и знают ли они вообще, что они читают, если они арабский не знают. Ну там такая каша, прямо знаешь, ну говорить можно бесконечно об этой тупости реально. Любое писание, священное писание, в которое ты собрался уверовать и так далее, ты должен понимать, как оно написано. Ты должен понимать, где запятая стоит, где стоит точка и так далее. По-другому тебя могут рассказывать, и ты будешь себя вести как обезьяна. Понимаешь, в чем дело? Вот если он захотел, чтобы ты себя вел как обезьяна, ты будешь себя вести как обезьяна. Это надо понимать. Есть тот, который умеет читать на этом языке. А ты не умеешь читать на этом языке, просто вот отдаешь себя ему, как бы только веришь ему, и все, и точка, то он из тебя может просто как пластилин лепить, понимаешь? Захотел, слепил такое, захотел, слепил этакое. Это надо понимать. И вот на что здесь, вот как я вижу, что людям не нравится. Ислам, говорит, нет проблем, говорит. Хорошо, мусульмане. Ну, опять же, нам только рассказали, что ислам – это единоверие. Все, мы верим в Всевышнего. А потом, когда ты приходишь, мне рассказываешь, как я должен жить, и устанавливаешь мне какие-то правила, а тут оп-оп, остановись. А ну, давай доказывай, давай показывай. Знаешь, в чем есть большая разница между этими мусульманами и христианами? Мусульмане больше зациклены на то, чтобы заставить принять. А у нас больше, знаешь, есть, мы проповедуем с целью не заставить, а с надеждой, что человек примет истину. То же самое миссионерство один в один. То же самое миссионерство, только сегодня христиане этим, именно агрессией не пользуются, уже давно не пользуются, потому что они осознали то, с чего я начал. То, что они осознали, то, что так это не работает. И тем более, как бы, то, что проповедует там, Иисус Христос, это нельзя делать. До кого-то это дошло. А так проповеди идут как бы одинаково, но миссионерство идет, прям миссионерство, что там, что здесь, то же самое. Но в исламе оно сейчас, не сейчас, оно в общем, как бы, у них там прописано, что оно должно быть агрессивным. У христиан не было прописано, не то, что залазит машло, не то, что шалом. А прямое указание Аллаха. 9 сура, 29. Читаем Тавсир Ибн Касира Абу Аделя. Просто смотри, что я имел момент какой, типа... Сейчас я закончу, сейчас стой, извиняюсь. Факты привожу, тем словам, ислам заставляет. Ислам, прямо Аллах приказывает, терроризирует иноверцев. Заставляет их платить жизнью в униженном состоянии. Представляете? Убивайте их. Прямо пишется аят. Убивайте неверно, пока они не уверуют в Аллаха и последний день. Заставляйте их платить жизнью в униженном состоянии. Представляете? И вот эта главу прочитайте, нападение на спящих многобожников. То есть это Мухаммед уже от себя приказывает.
этим своим муджахидом, террористом, что когда его спросили, Варга или Варга, это 146 глава нападения на спрашивал на Бога, 3012 Сахих Хадис. В нем прямо пророку спрашивал, о посланник Аллаха, допустимо ли нападать на спящих многобожников, вследствие чего может пострадать их женщины и дети. На что посланник Аллаха не моргнул и глазом ответил, они принадлежат к их числу. То есть это прямое дозволение на убийство детей и женщин. Просто вдумайтесь. И нам говорят, что это был самый милосерднейший чувак. То есть милосердие некуда девать было. У меня все. Это, ну, сейчас вам об этом рассказывают, понимаешь, в чем дело? Последние 50 лет рассказывали, а до этого же вам об этом не рассказывали. Вы знали, вот вам пришли с таким, да, вот, мусульмане. Ни одна чеченская общество, ни один тайп не знал, что Мухаммед был педофилом, что Мухаммед был инцестником, что Мухаммед был насильником, насиловал чужих женщин, что он дозволял убийство детей и женщин, что он нападал на спящих. Никто об этом ничего не знал. Но при этом были мусульманами. Ну, как бы принимали ислам. Ну, мусульманами вряд ли, суфистами. Суфистами. Да, это 70% нашего язычества, 15%, 10% ислама и остальное христианство. Вот даже в Перусконе, Эрском Буйс, в четверг ночью, вечером, с трем соседям нужно было из своего дома что-то, из еды, что-то у тебя есть, подать. И вообще это, оказывается, к исламу никакого отношения не имеет. Когда я приехал в Европу, когда я начал вот этим, короче, так называемым мусульманам, я туда детей отправил, ну, жена там что-то. Они даже не знали, зачем это, что это. Представляешь? Потом я спрашиваю, у вас этого в исламе нету. Потом проверяю, оказывается, и нету. Понимаешь? Это подать... Брат, ты читал новость, короче, где-то в Испании, что ли, или в Италии? Имам проповедовал, короче, всем в открытую, на улице, все такое, типа, брак с 9-летним, и его депортировали нахрен оттуда. Но это только они начинают. Сейчас Европа проснется, Европа поймет, чем это так называемые соискатели убежища, которые бежали от тирании, в кавычках. Сейчас, когда они поймут, чем они на самом деле руководствуются, сейчас в Германии министр внутренних дел тоже попросил прямого, короче, без судебного ордера дозволить, короче, телефонные вот эти приезжих, чтобы их телефоны они могли проверять. Если они проверят то, что они между собой в личку говорят, то тут же вы слышали призывы к терроризму, чтобы мы вас... Когда они в личку то, что посмотрят, они, вот у них челюсть отвиснет. Понимаешь? То, что они это мудаки, их нужно вообще пожизненный запрет на въезд в любую цивилизованную страну. И ислам должен быть запретом, как фашистская идеология. Ты когда ставишь, я просто другую мысль пытался донести, когда ты ставишь какую-то религию в противовес другой религии и говоришь, что вот это истина, ты занимаешься миссионерством, понимаешь, в чем дело? Я, допустим, вот я как иудей, я в противовес не ставлю никакую, ну, свою религию не ставлю в противовес к исламу или там христианству и так далее. Я говорю, что то, что у меня дома, это у меня дома. А вот ты, когда проповедуешь то, что ты проповедуешь вот сегодня, да, вот, и при этом говоришь, что ты религиозный человек, как бы, да, это вера, и Всевышний так хотел, и при этом ведешь себя, как ты сегодня ведешь, то я считаю, что грех жаловаться на то, что, как бы, да, когда тебе говорят, что твой Всевышний, когда так рассказываешь, что он людоед просто. Какой он не Всевышний. Понимаешь, что я говорю? Верить хорошо. Если помогать человеку там, уверовать в Всевышнего, это поможет ему вот, с какими-то психологическими травмами, какие-то проблемы, там, что-то такое. Он верит, но при этом как бы на Бога, как у вас говорят, у христиане, на Бога там надейся, а сам не плашай. Все, живи вот так вот себе, да. Но не приходи мне, не рассказывай, что ты правильно, а я неправильно, как бы, понимаешь?
Кстати, если что, вот И эта вот это вот поговорка, мечом, и вот это холодное оружие, когда ты начинаешь этим это доказывать, это вообще, ну, серьезно как, да. Ну, точнее, не серьезно, это же. Какой он Всевышний, когда он тебя провоцирует убивать другого человека, которого же он создал. кстати, вот эта вот поговорка, типа, на Бога надейся, сам не плашай, на самом деле это не от нас. Смотри, там присутствует такая вещь, как надейся на Бога и сам не плашай. То есть там еще внимание отводит на самого себя. Хотя Библия учит полностью надеяться во всем на Бога. На себя никогда не полагайся. Потому что сердце человека лукаво. Ну хорошо, но приди вот расскажи это, допустим, игиловцам. Вот зайди туда и вот так вот встань. Ну, как вот там прописано, то, что Иисус там пожертвовал собой. У вас написано, допустим, у христиане, да, со всем уважением. Ко всем религиям. Если эта религия меня не трогает, как бы она мне не приходит, не хочет меня убить, как бы нет проблем, там, живите себе. Вот по логике, как бы, вот если вот у тебя прописано, допустим, там, пожертвуй собой, и все, как бы, да, от Всевышнего сбудется, да, вот как Иисус это сделал. Теперь ты проходишь, получается, вот, заедь в ИГИЛ, пожертвуй собой, а прикинь, в конце концов, все закончится. Брат, Всем привет. извини, что перебиваю, я хочу приветствовать и всех участников, кто на чате, всех вас приветствую, хорошего дня, всех приветствую. Я хотела простому обратиться, шалом, дорогой, по поводу вот то, что ты сказал, то, что вот надеялся на Бога. Привет, дорогой мой. Сестра, я худшая, кефирша, давно тебя Привет, не было. мой золотой. Привет. Я всегда у тебя, просто не всегда есть возможность подняться, но я внизу там сижу, слушаю. А сейчас просто я на пляже. Наши двери всегда открыты для наших братьев-евреев. Всегда. Спасибо, мой дорогой. Да, так вот, я сейчас на пляже валяюсь, и у меня есть время, и я решила, что я поднимусь на пару минут, пока жду подруг. Я пока одна. Так вот, я хотела сказать... Вика, я извиняюсь. Если что, здесь еврей живет в Израиле, один свободный еврей живет в Израиле, Вика. Я поняла. Ты в хиджабе, ты надеюсь в хиджабе на пляже? Здесь есть две женщины. Я думаю, что они по национальности русские, но они приняли, я так поняла, ислам, наверное, у них мужья там мусульмане, они здесь вот ходят в длинных таких платьях. У них чисто русская речь, вообще без акцента, без какого-либо, и они похожи на русских, поэтому думаю так. Так вот, Бисмилля, моя сестра, я завтра пойду тоже на пляж. И... Хочу обратиться к простому по поводу вот на Бога надейся, сам не плашай. Есть такой анекдот, достаточно поучительный, мне кажется, быстренько его расскажу. Значит, человек тонет, да, там посреди океана, начинает молиться Богу, да, Боже, там спаси меня, спаси туда-сюда, не дай мне утонуть. Тут мимо, проплывает корабль. Там люди, они его видят, и они кричат ему, так, сейчас мы тебя спасем, сейчас мы тебя кинем с кругом. Он говорит, не надо, меня Бог спасет. А они, не надо, уплывает. Второй корабль приплывает, та же самая история. Он говорит, не надо, меня Бог спасет. И так, наверное, раз 5, в конечном итоге он тонет. Умирает, попадает на тот свет. И вот с претензией к Богу подходит и говорит, слушай, говорит, вот я верующий человек, я тебя молился, я хотел, чтобы ты меня спас. Почему ты меня не спас? Я же никогда не грешил. Он говорит, как я тебя не спас? Я говорю, я тебе 5 кораблей присылал. Понял? Да, я знаю этот, но погодите, я знаю этот, но моя подача именно совсем другом. Я в том плане, помните, как я говорил, сам, то есть на самого себя не надейся. Это я имею в виду в том плане, что без Бога ничего не делай. Но что значит без Бога? Вот это та же самая история. То есть, если я буду... Смотри, ты должен принять эту помощь, да. Правильно, но если ты будешь размышлять так, как ты размышляешь, да, это будет история с этим человеком из анекдота. Да, то есть на Бога, да, надейся, а сам не плашай. То есть если тебе предлагают помощь, да, человеческую, это значит идет работа через Бога.
понимаешь? А Не-не-не, люди там это он... воспринимают по-другому. Люди воспринимают это так, да, некоторые, что меня Бог спасет, это значит, меня сейчас из воды достанет какими-то магическими силами. Или же, знаешь, люди, которые не ходят к врачу, да, которые больны очень сильно, им нужно какое-то определенное лечение, они не ходят к врачу, а они стоят, просто молятся у иконы, надежда на то, что их Бог спасет. Ну да, их Бог спасет действием других людей, врачей, например. Да, да, да. Да-да-да, я к этому и склонюсь, что вот, вот как сказали, ни в какие вот эти магические вещи, типа вот Бог сейчас каким-то фантастическим образом тебя вытащит из воды, будешь по воде ходить. Нет, конечно. Я понимаю, что вот эти вот корабли, вот это все, это, естественно, помощь от Бога, ты должен это принять, но я имею в виду в том, Бисмилля, что... брат, у меня поступила информация, брат. Посмотри, если ты сам не научишься плавать, если ты сам противоракетную установку там не That's right. сделаешь, что будет сбивать ракеты, бисмилля, а Бог вам не поможет. 100%. То поможет. есть, потому что, да, если мы будем говорить о Боге, то Бог творит через нас, через людей, да. То есть никаким магическим образом, да, вот эта противоракетная установка сама не появится, да. То есть Бог наделил человека мозгами, и этот человек создал вот эту противоракетную установку, например, да. То есть сидеть просто так вот, сложа руки на груди, да, и на тебя летят ракеты, допустим, да, ты сидишь просто Богу молишься, ничего не будет, ты погибнешь. То есть Бог тебе дает мозги, чтобы ты этими мозгами руководствовался и действовал, и через тебя действует Бог, то есть божественное присутствие. Короче, кроме веры еще должна быть работать логика, понимаешь? Это вот в этом и дело. Сестра наша умная, она познала мир, многие не могут понять, что если ты сам, короче, не создашь ПВО, короче, если там ты не научишься плавать, Аллах, то есть не Аллах, это Бог никогда тебе не спасет, не поможет. Это, знаешь, вот я, допустим, очень хреново плаваю, да, поэтому никогда в жизни не полезу на глубину, да, я буду барахтаться, как собачка у берега, понимаешь, а на глубину не полезу, потому что я понимаю. А кто тебе дал чувство самосохранения? Откуда у тебя такое чувство, Вика? Чувство самосохранения, мне Да. кажется, это у каждого человека срабатывает чувство самосохранения в какой-то момент. Так вот и устроен человеческий фактор. Сначала у тебя идет паника, но если ты успокаиваешься, вот если ты начинаешь паниковать, но ты должен успокоиться, и тогда у тебя сработает, да, переключится и сработает чувство самосохранения. Вика-джан, дай нашему брату. Один момент, можно? Я, короче, в Волгограде был, ребята, я, короче, Один тонул. момент. Сейчас... Да. Говори, брат. Я просто хотел сказать, я больше чем уверен, что Бог нам ничем не обязан, не должен. Понимаете? Я вот такого. Ну да, это правильно. Я уверен, что мне мой Создатель ничем не обязан и не должен. Вендетта Джан, я хотел мою историю рассказать. Я, короче, был в Волгограде, мне было 12 лет. Я пошел, короче, на речку купаться и начал тонуть, короче, камера моя спустилась. Я говорю людям, помогите, ебаный в рот, тону я. И никто мне вообще не помог. И так я научился плавать, понимаешь, я сам выплыл, блядь, смотрю, уже тону. А люди на пляже сидят и хуй на меня, короче, это. Я вот Они так просто думают, плавать. что тебе было прикольно там барахтаться, поэтому они Да, даже... вот так, я уже думаю, ну его нахер, это, никто мне не Это поможет. что ты сейчас говоришь, да? Михаил? Все, что не делается, делается к лучшему, брат. Вот видишь, если ты не тонул бы, то ты хрен научился бы плавать. Так, люди я, в добрые, принципе, я ухожу, могу я, в плавать. принципе, что хотел, я узнал. Благодарю тебя, брат Вендетта. Всем всего хорошего, с Богом. Давай, Давайте, всего удачи. доброго, тебе с Богом. Давай, Я, брат. в принципе, Тебе плавать Иисус смогу, но я Христос. боюсь. Я очень сильно боюсь глубины. И вот я начинаю на глубине, где я не достаю дно своими короткими ногами, начинаю паниковать. Ходи в глубину. Не хожу. Не слушай Михася, да, Вика, не слушай его. Не научишься так Никого плавать, слушать. да, лучше не надо. Нет, я имею в виду то, что как бы в глубину не иди там, а вдруг научишься плавать, не делай такого. Так я могу плавать. Его пронесло. У меня боязнь глубины, поэтому я не иду, я барахтаюсь просто вот там, где я стоять могу.
и все. Да Я ничего. понимаю, что утонуть можно в стакане воды, но тем не менее. Лазик, я тогда не знал этих священных слов, но я просил, я говорю, я не мог сказать, Аллах, помоги мне, бисмилля, помоги. Я говорю, люди, помогите, пидорасты. Я говорю, что вы на пляже сидите, короче. А можно без Никто мата, говорит, Да, уважаемый? извиняюсь, прошу. Да, я хотел сказать, короче, ну, чтобы тогда никаких заклинаний не знал, ни мусульманских, ни христиан. И, короче, всем людям было все равно. Я выплыл, понимаешь, я думаю, если я не хочу здесь тонуть. Выплыл своими силами, вот так, такая история. Так что выплывайте со своими силами, не верьте никого, не надейтесь ни на какие религии. Аллах, Иисус Христос вам не поможет, если вы ракетные установки не купите, не поставите в свои города. Ну, видишь, мы научились вообще разрабатывать как бы ракетные установки и так далее. К сожалению, пришлось. То дело даже не вплавать. Это, как говорится, что нас не убивает, делает нас сильнее. Давайте все на пляж. Вика, у меня вот море от меня 4 километра, где-то 5 километров. Честно, нет. У меня тоже рядом, я тоже ногами пришла на пляж. А у Так меня хорошо. океан рядом, у меня тоже океан рядом. У меня тоже океан. А у тебя какой? Ну, я в Америке здесь. Я тоже в Америке. Ты на каком берегу? Вот, рядом я на Атлантическом океане. А ты? Не, я в У тебя Нью-Йорке. тихий, ты в Калифорнии? А, ты в Нью-Йорке? Ты где я? Я тоже в Нью-Йорке. Атлантический. Все, сейчас я тоже. приду на пляж, никуда не уходи, сейчас подъеду. А ты где в Нью-Йорке? Подожди, придет. Нью-Йорк большой. Я в Нью-Йорке, я в Манхэттене живу, в самой загнивающей стране. Я даже, вот честно тебе скажу, я сегодня фильм смотрел 1980 года. И они там все объясняют, что Америка загнивает полностью, понимаешь? Полностью загнившая страна. Вот я не знаю, верите этому или нет, как ты скажешь? Нет, вы знаешь, что я считаю, что Нью-Йорк превратился в полное дерьмо за последние лет 15. Вот. А про Америку, про всю я так сказать не могу. Вообще нет, ни разу. Я не считаю, что Америка загнивающая страна. Я считаю, что вот нужен просто правильный президент. И сейчас, в моем понимании, у нас правильный президент. Это раз. Но в Нью-Йорке это другая история. Нью-Йорк у нас сейчас катится просто вот с горы вниз, просто вот уже на самое дно опустился. Вот, мне кажется, уже ниже некуда. Дорогая сестра, а ты знаешь, что у нас в Нью-Йорке мэр избрали, который он 9/11, короче, поддерживал вообще. Я знаю все, он вот эту вот всю эту хренотень, он поддерживал и 7 октября, он поддерживал и все, он и его жена конченая, извините меня, шлюха, которая все вот это вот поддерживала. И мало того, у нас до него вот был Ди Блазио, тоже говно полное, но было еще более-менее как-то, окей, как-то, хреново, может быть, терпимо. Потом пришел Адамс немножечко это там приподнял наверх. И сейчас опять мы катимся уже просто на дно. Рассвет Нью-Йорка, вот в мое время, сколько я здесь уже живу, 30 лет, вот когда был Джулиани и Блумберг, вот эти вот 2 мэра Нью-Йорка, Нью-Йорк просто вот при них это был расцвет, это было просто прекрасно. Просто Джулиани немножечко не повезло, потому что при нем случилось 9/11, вот, то есть 11 сентября. Но, тем не менее, они следили за городом очень хорошо. Было безопасно, и было просто прекрасно. А сейчас я, допустим, дочь свою на метро не могу отправить, потому что там разные уроды катаются и могут... Даже говорить не хочу, ладно, все. То есть меня понесет. Вот и это называется демократия, Стелла. А где она должна заканчиваться, демократия? Вот в чем вопрос? Чтобы ты понимал, что демократия, вот где в Греции была придумана демократия, она была там апартеид, там был апартеид.
Демократия не пахнет. Ты что называешь демократией? Это не демократия. Это анархия. Демократия совсем другое. То, что сейчас происходит, да, опять-таки здесь вот, в этом гребаном Нью-Йорке, да, когда у власти конченые либералы-леваки, да, это не демократия. Это какой-то мы катимся в какой-то анархический социализм. Я даже не знаю, как Вика, это... анархия. Все. Я просто поинтересовался, как бы, я знаю, где придумали демократию. Но при всей этой демократии, где ее придумали там в Греции, чтобы ты понимал, это был апартеид, там не мог никто, там, кроме греков, стать депутатом и так далее. Там это так не работало. Вот там была придумана демократия. Мы тут орем какую-то демократию, да? Извиняюсь, не звонили. Это чистая анархия, как бы. Либерализм, это никакая в жопу не демократия. Потом зайду, наверное, как-нибудь позже. Называется самовредительство, называется это, демократия. Ну да, там кто у власти, от этого зависит уже, если нормально, вот как это сказала Вика, там кто там, Джулиани был, мэр или кто он там. Не, опять же, есть какое-то национальное, допустим, опять же, это не нацизм. Вот есть какое-то национальное государство. Тут проживает еврейское государство. Здесь, допустим, там, не знаю, китайское. Ну, в принципе, то же самое, что в Китае происходит. Там, тут российское, тут такое, тут всякое и так далее. Каждый проживает в своем государстве. Должны быть установлены какие-то правила. Правила здесь, вот, ну, мы, вот, допустим, как, там, не знаю, еврейское государство, здесь у нас может быть мэр, допустим. Но, опять же, это не нацизм. Это чувство самосохранения даже какое-то происходить как бы у любого государства. Тут всем добро пожаловать, все вот здесь могут жить и так далее. Как бы. Ну, конечно, там он должен быть лояльным там, к тому или к иному институту. Как бы. Нет такого. Если он придет и начнет говорить, что, слышите, вы все уроды, а я здесь буду жить просто вот так вот, как, конечно, так не должно работать. А вот ставить террориста, допустим, как это произошло в Нью-Йорке, ставить с террористическими как бы, так, высказываниями какого-то урода мэра города, это никакая в жопу не демократия. Значит, надо задуматься и понимать, что таких... Знаешь, Лазик, есть здесь город, ну, есть штат Мичиган, да, и там есть город, называется Дирборн. И там, в этом городе, 70% мусульмане, чтобы ты понимал. Их мэр мусульманин из Ливана. Значит, там была очень такая вопиющая ситуация. Значит, было какое-то там вот собрание городское, не знаю, где мэр выступал. И они хотели назвать одну из улиц этого города, ну, так думаю, и назвали, в честь какого-то боевика из Хизбаллы. И, значит, пришел туда один священник, чтобы выступить, не православный, а протестантский священник, который жил в этом городе, коренной американец, там, десятки поколений, да, с этого города. И он говорит, да, что, типа, ну как вы можете назвать улицу в честь этого человека, который убивал наших американских солдат? Вот. И этот мэр ему отвечает, ему говорит, что если тебе что-то не нравится, тебя не устраивает, ты можешь покинуть этот город. И когда ты покинешь этот город, я здесь в честь того, что ты уехал, устрою парад. Понятно? Вот в таком мире мы сейчас живем. Понимаете? Какой-то чучмек, извините меня, из Ливана, да, коренному американцу, который родился в этом же городе, родители родились в этом городе, он говорит, убирайся отсюда, если тебя что-то не устраивает. Вот так вот мы живем. Шалом, Стелла. Как дела? Стелла, шалом. Стеллочка, привет, дорогая. Шавуатов. Шавуатов, да. Нагулялась я, устала. Как у вас дела? Что новенького? Что, политика. Владик, ты знаешь, что хотела сказать? Вот, Кто бы сомневался, что хочешь мне что-то сказать, Стелла? Конечно, я всегда тебе что-то хочу. Я просто хочу, чтобы ты научился смотреть и на монету всегда с двух сторон, а не только с одной. Вот ты говоришь, они там выбрали террориста, Скажи, пожалуйста, а у нас в Израиле в Кнессете кто сидит?
Не террористы, Так а я разговаривал, чтобы ты понимала, Стелла, я не за них говорю, я начал с нас. У нас это происходит, я здесь ни разу это говорил. Ни разу я это говорил у нас во здесь. имя этой гребаной демократии, которую сделали как резину, которую можно тянуть в какую хочешь сторону, эти террористы пользуются этой демократией. Поэтому в их странах демократии нету, потому что их власти знают, что эти народы не понимают, что такое демократия, они не умеют жить под демократию. Они обязательно используют эту демократию в каком-то нехорошем русле и сделают что-то нехорошее. Телочка, я 100 раз говорил. Я извиняюсь, подожди, кстати... Лазик, секундочку, дай мне. Да. Я спущусь, мои подруги уже подходят. Хорошего стрима вам. Удачного отдыха. Вика, все, давай. Спасибо большое. Стеллочка, я здесь 100 раз говорил, и я здесь, даже, кстати, кому-то из наших евреев это не нравилось, я говорил, что мы здесь занимаемся самоубийством. Есть демократия и есть демократия. Все, что у нас происходит, мы здесь занимаемся самоубийством. Когда у нас эти арабы сидят у нас здесь в Кнессете, когда у нас здесь сколько там, двое, да, по-моему, у нас в богатстве находятся арабы, которые могут посадить и нашего же еврея, премьер-министра, в тюрьму. Ну, в общем, да, которые могут опровергать, просто обнулять те законы, которые приняли евреи и так далее. Эти два араба могут сидеть в Кнессете, и при этом еще нам говорят, что у нас здесь апартеид происходит. Проблема нет. Я категорически против такой демократии. Проблема не в том, что он араб и может засудить еврея. Это нормально. Он судья, и его работа это судить. Ну, ты понимаешь, что у него есть другие мотивы тоже. Ты понимаешь это, Стелла? Секунду. Проблема в том, когда он не предан этой стране, он ее не любит, он ее видит как будущую Палестину и будет делать все, чтобы уничтожить ее, и пользуется своим рабочим местом, да, своими полномочиями в своих личных интересах. Вот тут это уже не получается, как говорится, самый гуманный суд, потому что он не самый гуманный и не самый адекватный. Получается, он работает в политических интересах своих. А как ты такая, что он этого не делает? Кстати, у нас в Кнессете сидят не только арабы ПДР, у нас сидят и евреи такие же, да, которые с ними вместе. Согласен, левые, да, есть, да. Опять же, еще раз. Эта демократия, она не только Запад, не только Европу разрушает, она и нас тоже разрушает. Стелла, никому в голову влазить не будет. Опять же, еще раз, есть у тебя араб-судья, который сидит у тебя в Верховном суде, который может тебя посадить того же премьер-министра в национальной какой-то там, будь это еврейской стране. Я думаю, что вообще даже шанс нельзя ему давать, чтобы он мог такое делать. Я не считаю это правильно. Вообще, наш как у нас политически все это происходит, политически, у нас получается, партийная тематика, да, как все это идет. Я считаю, что все это неправильно. Я здесь, кстати, Стелла, ты просто, наверное, скорее всего, не слышала. Я всегда подаю пример, что у нас здесь, то, что происходит сегодня, а нас при этом называют геноцидщиками, называют нас здесь этими убийцами, шмубийцами и так далее, как будто мы кого-то притесняем, апартеид мы здесь устраиваем и так далее. Я начинаю всегда с Израиля, Стелла. Потому что мы здесь самые глупые, дурные. Я не согласна с тобой, что не может араб там, или неважно кто. Может араб, все может. Нет, но все равно должны быть какие-то... Потому что в этом плане я за то, что у нас было действительно, как у нас сейчас, равноправие гражданское. Но не может быть такого, что араб судит араба, и есть факты, что тот изнасиловал девушку, да, молодую, подросткового возраста, и он ему смягчает наказание и пишет в своих ответах, причину, почему он ему смягчает, 2 года, да, или условно год. Он пишет, что это было не агрессивное насилие. То есть, если он ее не сломал руки-ноги ей, не агрессивное насилие. Где ты слышал такое, что изнасиловали девочку, и он пишет, что она была недостаточно агрессивная, и поэтому он ему смягчает наказание. И тут понятно, что он это делает чисто из побуждений араб арабу, брат брату, помогает. И тут уже судья не работает как судья, а судья работает как братан, который помогает братану, да? Ты понимаешь?
Ну все. Значит, давайте не будем рисковать, не ставите арабов в судьи. До этого Адама поднимем, он хочет спросить, как бы я себя чувствовал, если бы мою страну оккупировали. Адам, поднимайся. Поднимайся. Кого там оккупировал, интересно? Адам, он до этого тоже был на другом эфире у Нохча. Мы сегодня там уже беседовали, правда, Адам? Ты же сказал, что ты плохо русский знаешь, а тут пишешь так прекрасно еще и без ошибок. Некрасиво обманывать, Адам. Для начала нам нужно узнать, кто такой палестинец и кто такой дагестанец. Это что за народы? Да. А подними Вендетта, пожалуйста, вот этого Адама, потому что у него приватный аккаунт, я не могу его поднять. В смысле я не говорю по-русски, только по-английски? Да, кстати, Вендетта, правильное замечание. Вендетта, ты видел чеченца, который не говорит по-русски, но говорит по-английски? Европеец, наверное. Вот Вендетта правильное замечание сделал. Получается, израильский народ – это израильский народ, правильно? Тут ежу понятно, что это евреи. Чеченский народ, понятно, ежу тоже. Тому же ежу понятно, что это чеченцы. А дагестанский народ, есть народности Дагестана. Точно с таким же успехом, как бы народы, которые проживали на территории Палестины. Так же получается, да, Вендетта? Да, нация получается. 100%, потому что эти определения им как раз-таки дали империи, которые потом ими пользуются. Дагестанские народы. Дагестанские Ну вот народы. смотри, дагестанскими вот этими народами пользуется Российская империя, когда захочет, как захочет. До этого ими пользовались арабы, та же вонючая империя. Сегодня вот этими палестинцами пользуются и Россия, и арабы, и да кто угодно. Короче, понимаешь, потому что у них нету именно национального стержня, нету национального интереса. Понимаете? Нету такого народа, палестинец, дагестанец. Это определение, которое им дали их хозяева. Это ты когда Фархаду этот вопрос задал, что-то он там или дурачка, или шлангом прикинулся. Ну, шлангом прикинулся. Не, Фархаду он шланг, он не прикинулся, он шланг, настоящий шланг. Адам, смотри, я для тебя позвала своего сына. Ему 10,5 лет, он тоже родился в Израиле, а не в России. И я сейчас с ним поговорю, и ты просто послушай, как он говорит по-русски. Здорово. Поздоровайся с людьми. Здорово. Где ты был сегодня? Что делали? Хавата кактус. Да, что такое хавата кактус? Ну, типа ферма. Типа ферма? Да. Окей. И что там делали на ферме? Ферме? Ну, лошадей разводили. Лошадей разводили? А где это стал? Хавата кактус, это в сторону Хедера, когда едешь. Ой, далеко. Очень красивое место. Но оно в шаббат не работает. Да, в шаббат не работает. Но вот нас не выгнали, нам дали там пофотографировать. По-русски с ним говори, он же по-русски говорит. Ты, Катя, понравилось сегодня? Не. Не понравилось? Не. А на коньках кататься понравилось? Не, еще хуже. Сколько раз ты упал? Один раз упал? Да. Ну так нормально. В следующий раз научишься. У меня ноги болят. Ноги болят? Да. Ну не страшно. Скажи, пожалуйста, Адам, который родился в Бельгии и не знает русский, вот как ему русский язык выучить? Нужно смотреть YouTube и TikTok. YouTube и TikTok смотреть? И поменьше в лайвах сидеть. Поменьше в лайвах сидеть, да? Да, это не полезно. А что случается с людьми, которые много в лайвах сидят? Они застревают там на много времени в балконе. На балконе, как мама? Да. Угу. И, короче, это, а еще не надо курить сигареты. Не надо курить, как мама. Вот видите, мама и папа курят сигареты, и у них в месяц где-то 2000 денег. Да, накладно получается. Стелла, лучше отключай микрофон. А мы еще в Италию хотели поехать. А мы еще в Италию хотели поехать, да? Вместо сэкономить деньги мы на сигареты тратим. Да. Ужас какой. Ладно, скажи, пожалуйста, а что ты там рассказывал про крепостное? Что там было? Нет. Ну, только скажи, вчера что ты рассказывал? Крепостное право отменили, а мы еще пахаем. Пахаем еще? Да, в школе. В школе пашете? Да. Трудно? Трудно.
Ну ладно, все, свободен, иди отдыхай, В спасибо. каком классе? Бенка Мата? Ему 10,5. 9,5. Молодец, без акцента, чисто разговариваю. Он чисто, Мама я даже иногда научила. сама забываю слова на русском, он мне их напоминает, или я ему говорю, как это перевести, он мне переводит. Я забываю слова на русском. У меня Старший, Ханнибал, у меня малый старший у меня читает на русском. 8 лет. старший у меня вот 12 лет, который, он шпарит на английском чисто, на иврите, на русском, читает, пишет все, да, полностью, на всех 3 языках. Сейчас он в следующем году будет учить арабский, китайский и какой еще там было? Арабский, китайский, еще какой-то, я уже не помню. Короче, еще 3 языка. Вот, так что, Адам, поднимайся, дурью не майся, давай, знаешь ты русский язык хорошо, поговорить мы с тобой сможем, и ты расскажешь нам, почему ты так переживаешь за фалустинцев. Историю надо учить, потом будет понимать. Да. Тем более, если ты, Адам, мусульманин, то, ну, сура 5:21 тебе все обо всем объясняет. Палестинцев нету. Это выдуманная, вымышленная нация. Это арабы, обычные арабы, у которых есть уже 22 страны. С какого хера им еще одну страну, я не понимаю. Вот что я думаю. Клянусь, говорит, Аллахом, я не говорю по-русски. Вендетта, подними его, я тебя умоляю. Это ты открыл эфир. Это без камеры, да? Ладно. Алидак, ты тут опять. Алидак, ты сегодня не работаешь? Я понять не могу. Вендетта. Вендетта, открой микрофон, поматерись чуть-чуть, а? Ну. سمع الله لمن حمده الله أكبر. Не будите Кракена, да? А я не знаю, обожаю Вендетта. Он когда заводится, меня прям вот... Я себя вижу. В свое отражение. Смотри, есть красота и в тех, которые сдержанные, которые умеют спокойно объяснять, и в таких, как Вендетта. Это как хороший полицейский, плохой полицейский. Хороший полицейский пытается спокойненько объяснить. Когда не доходит, но чапалаха по-любому надо дать. Может, так получится. Как в старых телевизорах советских, помнишь, когда били по нему, чтобы он заработал? Адам, как палестинцы могут существовать дольше, чем израильтяне? Скажи, пожалуйста. Вот как? Скажи, пожалуйста, как они могут существовать? Если слово Рим Палестина... зовет вроде, да? Стелла, по-моему, Рим Если этот регион назвался Палестина римлянами, когда они изгнали иудеев отсюда, вот как они могут быть раньше? Скажи, пожалуйста. Себя палестинцами, если у них в алфавите нету буквы «П». Лучше это объясни мне. Не глупо ли это, называть себя названием, в котором в алфавите нету этой буквы? Если докажи мне, что современные израильтяне те же, что и тогдашние. Естественно, что нет. Мы же не динозавры, блин, жить 1000 лет. Понятно, что мы не те же, но это наши предки. И почему я тебе вообще что-то должна доказывать, Адам? Израиль существует, это законченный факт, печать, точка. А еще есть факт, что те, кто пытаются нас уничтожить, уже несколько десяток лет проигрывают раз за разом и не могут нас победить. Если ты веришь в своего Аллаха, то ты понимаешь, что это все делается руками Аллаха. Ведь не может быть такое, что 7,5 миллионов евреев побеждают несколько сотен миллионов мусульман вокруг нас, арабов. Как ты думаешь? Сионисты хуже. Фаратик, скажи, пожалуйста, альхамдулиляшка.
А не вы ли фашисты, которые убиваете даже своих братьев по религии? Скажи, пожалуйста. Сунниты шиитов, шииты суннитов, алавитов, арабоязычных друзов. Кого хотите. Вот кого попадя под руку. Не вы ли фашисты самые настоящие? Не у вас ли написано убивать кафиров, убивать тех, кто не в религии, у тех, кто выходит из религии? Кстати, в вашей книге написано «нет принуждения», но следом за этим те, кто выходит из религии, их надо наказать, убить. Это как так? Не вы ли фашисты на самом деле? Кстати, именно вы, мусульмане, порабощаете езидских женщин, воруете, секс-рабынь делаете. Именно у вас в исламе бача-бази детей продают за денежки, рабство сексуальное. Это все делаете вы. Это вы насилуете животных, которые, если бы говорили бы, Аллах вас покарал бы за то, что они рассказали бы. Все вы делаете, Фарад. Я думаю, тебе стоит мочу верблюжью попить. Может быть, тебе поможет, как твой пророк говорил. Может, он не ошибался, может быть, все-таки что-то до тебя дойдет. Ребят, никто не хочет подняться, а то я сама с собой тут говорю. Ребята закрыли микрофон. Так, Ханибал, Вендетта, проснитесь. Адам, поднимись, я тебе клянусь, что я твой Коран и твои хадисы знаю лучше, чем ты. Я тебе это обещаю, я тебе гарантирую это. Поднимайся. Поверь мне, что за 3 года, нет, не за 3 года, честно говоря, я только последние года полтора начала интересоваться, но поверь мне, я знаю лучше, чем ты твою религию. Привет. Привет, привет. Я не мусульманин, но я часто слушаю ваши каналы, как вы объясняете мусульманам их религию и недостатки. Очень просто, они просто свои книги не читают, а я их читаю. Я восхищаюсь, насколько вы множите таких же людей, чтобы не то что осведомляли людей, а рассказывали все о священных писаниях, как они должны быть на самом деле. А те, кто приходит к вам на эфир, мусульмане, они, грубо говоря, бомбят постоянно из-за того, что не могут в это поверить. Вот все. И не могут поверить, потому что они не читают свои книги. Если бы они почитали бы свои книги, они поняли бы, что там написано. Все, что хотел сказать. Адам, я, честно говоря, устала объяснять, что такое гоим, но я тебе объясню. Последний раз я уже устала об этом повторять. Вот Алидаг не даст соврать, что я минимум раз в день объясняю, что такое гоим. Значит, гой – это народ. Иной народ, или гой кадош – это еврейский народ наш. В Торе у нас, в нашей Торе, есть несколько раз обращение к еврейскому народу. По-моему, это находится в Берешит, первая книга, да? И там написано обращение к Аврааму, по-моему, да, он говорит, так, к Аврааму или к Якову, сейчас я не помню, сейчас я вспомню, сейчас я проверю, что я сделаю из тебя гой кадош, народ, священный народ я из тебя сделаю. Окей, то есть обращение будет иудеи, это тоже гой, это народ. Иной народ или еврейский народ, гой кадош. Поэтому свои вот эти вот, то, что антисемиты разгоняют насчет того, что гой, это что плохое, это не плохое, это просто в переводе слово народ. Могу тебе на иврите написать внизу, переведешь себе потом. Сейчас напишу тебе, как это слово пишется на иврите. Вот возьми, нажми на перевод и все. Вот, это слово гой. Видишь, 3 буквы, гой. Переводи и наслаждайся. Никто не хочет подняться. Блин.
Нина просит в студию Азан Вендетта. А, у меня есть его Азан. Подожди. Мне его присылали, я могу включить. Нет, ты мне сказал, Адам, расскажи, что у вас в Талмуде написано. Ты же понимаешь, что мы не дурачки, и я умею читать и между строк, что ты имеешь в виду, на что ты намекаешь, да? Какие пропаганды идут по этому поводу. Поэтому я тебе уточняю, что ничего плохого в слове «гой» нету. Гой – это народ. Не надо дурачка включать. Если будешь включать дурачка, у меня потеряется к тебе уважение и интерес. Я перестану с тобой общаться вообще по-человечески. Буду с тобой общаться, как обычно я обращаюсь к тупорылым антисемитам. Да, Адам, ты не хочешь поинтересоваться, что означает в переводе твое имя? Ведь это имя, ведь это имя идет не от твоего языка, а от нашего. Заметил, Халибал, что он мне говорит, что он не знает русский, а теперь говорит, ты не умеешь читать. Да, да. Эх, Адам. Так. Так, а где это Азан, где я сейчас поищу? Ребята, тапаем, поднимаем эфир. Делимся эфиром, сердечки командные. Все, Нина, ты довольна? Дочь моя Дездемона, ты помолилась сегодня, да? Да. Давайте поднимайтесь, ребят. Вендетта, подними их, они все с этими вот закрытыми аккаунтами. Я их не могу поднять. Не этот ты хотела, но это то, что у меня есть.
Адам, ты можешь сказать, в каком моменте я тебя оскорбила? Реально, я на сегодняшний день, я вполне спокойна, и мне даже уже 2 человека сказали, что я очень изменилась, что я стала более сдержанной. Поэтому, ну, грех жаловаться. Наверное, тебе надо было познакомиться со Стеллой несколько месяцев назад. Тогда бы ты понял, что такое оскорбление от меня лично. Тиночка, привет, Джан. Нина, я же не диджей, блин. Вот что у меня есть, то ты включила тебе азан. Я что, блин, азаны собираю тут у себя. Привет, Стеллушка, привет, моя хорошая. Привет, привет. Ребята, кто хочет подняться? Виндетта занят, видимо. Видишь, он даже микрофон не открывает. Он на перекуре. Он на намазе. Я хотела Адаму сказать пару ласковых слов по поводу детей Палестины. Послушай меня, Адам, и больше не задавай таких тупых вопросов, чтобы мы вспоминали об этих детях. Ты хоть одно имя знаешь из этих детей, о которых ты здесь по всем тиктокам бегаешь и кричишь? Мы знаем своих детей, которые эти мрази пришли и уничтожили просто. После того, как они это сделали, плакать не надо. Они перешли красную черту, и им пиздец. Это однозначно, вы это должны все знать и понимать. Мы о них помнить не должны, мы помним своих детей, каждое имя помним и знаем. Поэтому нам чужих детей пихать не надо. Каждый пусть думает и заботится о своих детях. Вот правильно говорите. Шалом вам. Про Шалом. своих детей пусть скажет. А что такое нагба? Напиши нам внизу. Знаешь, что такое нагба или нет? Забыли нагбу. Мы не должны помнить нагбу. Нагба это у них, а не у нас. Они же себе придумали этот день. Вообще, Адам, мне так не интересно. Или поднимись и будем говорить, или все, или не делай мозги нам. Послушай, Адам, никакого геноцида нет, он не признан, это раз. Во-вторых, сначала узнай, что обозначает слово геноцид. Вы понабрались умными словами и бегаете их, эти слова разбрасываете. Не надо бросаться словами, которые абсолютно не имеют никакого отношения. И это не факты. Это не факты. Факт то один только. Перешли красную черту. Ибо нехер было заходить на чужие территории и с кровати поднимать детей и делать то, что они делали. Со стариками, с детьми, с женщинами, с мужчинами. Из своей норы крысяцкие затаскивать их. А теперь красную черту после того, как перешли вы, вам пощады не будет. И те, кто их защищает, на них проклятие наше тоже будет идти. А мы будем проклинать, вот лично я, до конца своих дней, пока глаза свои не закрою, я всех защитников их буду проклинать, и их тоже буду проклинать до 7-го колена. Чтоб к тебе в дом пришли такие, которые ты защищаешь, к твоим женщинам и к твоим детям. Чтобы каждому из вас в ваш дом зашли они. Те, кто защищают, зная причину, зная прекрасно, в чем проблема. И вы ходите их, защищаете и считаете их своими братьями. Почему-то русские не считают Чикатило своим братом и не ходят, не кричат: он наш брат, зачем его казнили. А вы не люди, такие же, как и те, которые зашли 7, 10, 23 года. И вы будете прокляты. Все ваши потомки будут прокляты на все века, и вы исчезнете из этой земли. Вас не будет на этой земле. И вы посмотрите на все воля Аллаха. Аллах знает, что делает, и знает, за кем он стоит. Иди учи историю. Иди учи историю. Мне тебя очень жаль.
Просто жаль. Адам, Я так что сегодня такое попала, Стелла попала сегодня на одну новость, значит, там в Казахстане показывают девушку молодую, которая держит в руках двухмесячного ребенка, и сзади у нее, значит, вот это вот как пиццу, когда разносят, такая большая коробка. Она работает с маленьким ребенком на руках. И что ты думаешь, пишут те, которые приходят к нам, кричат о детях Палестины? Прежде чем рожать, надо было думать. Вот их забота о своих собственных детях. Понимаешь? Они приходят, еще нас учат, как жить и как вообще существовать на этой земле. Евреи пришли на эту землю, и они ее не отдадут, ни кусочка не отдадут. Вы Богу молитесь, чтобы еще не отобрали. За что я, например, только за, двумя руками, чтобы по башке били и отбирали. Только такое вы понимаете. Вы другого не понимаете. Вы мирного соотношения абсолютно не имеете никакого понятия. С вами только надо разговаривать языком вашим, языком зла. Потому что хорошего вы не понимаете. Адама, напиши, какой был погром в 1920 году, да? В 20 году, обрати внимание. 28 лет до создания Израиля. Расскажи нам, что ты знаешь об этом? Я уверена, что ты ничего не знаешь об этом. Так. Признал Саудовскую Аравию в 24 году. Он это тоже не знает. Если брать по сути, Адам, в принципе, и Ливан, и Сирия, и Иордания, все эти страны, они все были созданы делением Франции и Британии, да, линеечкой. Давай у них все тоже отберем. Нахрен, какого хера там поделили земли, дали просто так людям? С чего вдруг? С чего вдруг есть народы в этом мире многомиллионные, у которых нету своей страны, а арабы должны получить 23-ю страну или 22-ю страну? С чего вдруг? Это твой ислам так учит тебя быть справедливым? Нам все, а другим ничего. Да? Кстати, я бы хотела бы, знаете, зачитать тут кое-что для таких, которые пропагандоны, я их называю, которые все время приходят и говорят «Накба, Накба». Во-первых, для тебя, Адам, слово «Накба» в переводе на русский язык – это катастрофа. Да? Арабы назвали ее катастрофой, потому что эти лопухи после раздела, когда он предложил поделить земли на две страны, арабскую и еврейскую, не палестинскую, заметь, а арабскую и еврейскую. Арабы сказали: нихера, мы не хотим, евреи тут жить не будут, и напали. И когда проиграли, они как мыши убежали отсюда. Поэтому для них это Накба, да, для них это катастрофа. Но если бы эти тупорылые овцы согласились бы на соглашение ООН, у них была бы уже страна давным-давно. Кстати, они 7 раз отказывались, да, создать эту страну, потому что если они согласятся, они не будут получать денежки от ООН как беженцы. А пока они живут за счет ООН и за счет других стран, которых спонсируют. Очень удобненько. Значит, я тебе сейчас хронологически прочитаю то, что было до создания, до твоей любимой Накбы, чтобы ты понимал. Значит, в 1920 году бунт Неби Муса называется. Арабы напали на евреев, да,
Там евреи попытались обороняться, но там погибли люди. В 2021 году беспорядки в Яффо, то же самое, напали. Погромы в Хевроне и Цфате тоже убили, было много раненых. Погромы в Твери в ходе восстания то же самое. Да, зашли в мирные еврейские дома и поубивали людей. Кстати, там британская армия эту восстанию подавила. В 1947 году был поджог в Иерусалиме, Шама. То же самое, арабы подожгли евреев. Это было вот в 1947 году. А в 1948 году они уже решили воевать с нами в открытую, полностью, с помощью Египта и еще нескольких стран. Если ты верующий человек и веришь в своего Аллаха, то ты должен понимать, что после стольких попыток уничтожить наш народ и все это у них неудачно, да, не получается, ты должен подумать, а может быть это Аллах им подсказывает, что не надо, что еврейский народ на своей земле находится, не надо. Ну, вы же тупые, вы же не понимаете, правильно? Это как... Ребят, вы слышали этот анекдот, да, когда потоп, приходят соседи и говорят соседу: идем, у тебя там сейчас затопит дом, идем, мы тебе поможем выйти. Он говорит: нет, я с помощью Аллаха, типа там, подожду. Проходит некоторое время, значит, у него уже по горло, подплывают на лодке, говорят: давай залезай на лодку, спасать будем тебя. Он говорит: нет, я с помощью Аллаха. Значит, в третий раз там тоже отправляют, он тоже отказывается, и в итоге он тонет, умирает, попадает на тот свет. И говорит: о боженька, Аллах, я же в тебя так верил, почему ты меня не спас? Он говорит: слушай, я тебе 3 раза отправлял помощь, я же не виноват, что ты дурак. Понимаешь? Адам, это для тебя анекдот, понимаешь, для таких, как ты. Бог раз за разом говорит: вы проигрываете, перестаньте, дружите с Израилем. Все, кто дружит с Израилем, процветают. Ну до вас же не доходит. Ну вы пойдете на тот свет и будете спрашивать своего Аллаха за что. А вы не понимаете за что. Он вам объясняет, а вы не понимаете за что. У некоторых людей, мне кажется, просто это вместо мозгов нитка натянута и все. Адам, я тебе еще раз повторяю, вот смотри, потом ты обижаешься, ты говоришь: я тебя оскорбляю. Вот как мне тебя тупым не назвать? Ты говоришь: резня в Бала-дель-Шейхе в 1939. Окей, но я тебе только что прочитала, что был погром в 1938. То есть они сделали погром и получили ответку, за что потом ты сидишь и ноешь. Ты, который не касаешься арабов никак, да, не живешь, кстати, ты не у себя на родине тоже не живешь, ты живешь вообще в Европе, да, и непонятно с какого перепугу ты так переживаешь. Я уверена, что если ты как чеченец, тебя поднимут, ты свою историю не знаешь своего народа так, как ты знаешь арабского. Уверена в этом. Очень плачевно, кстати. И это, кстати, причина, почему Вендетта, Ханнибал и все остальные ребята тут сидят и открывают раз за разом эфир часами. Потому что вы потерялись. Ислам вам сожрал мозг. Понимаешь? Он вам сожрал мозг. Помутнение. Вы не знаете свою историю, вы не боретесь за свой народ. Ну смотри, как ты по числам сидишь, гуглишь, учишь, изучаешь, что там с арабами случилось. Что ты переживаешь? Ты как чеченец, у тебя своя родина есть? Одна хотя бы? Нету. А за арабов ты переживаешь. У них 22 страны, в отличие от тебя. Которые, кстати, предпочитают ехать не к себе в страну, не в своим арабам. Да? И свои же арабы не открывают им путь. Ни Египет, ни Иордания, ни Ливан, ни Сирия. Никто их не хочет принимать. Чего ты ноешь за них? Сколько можно ныть? Стелла, оставь родину. Спроси у него, 1 числа был день, Всемирный день детей был. Он хоть вспомнил, сколько детей погибло в Чечне? Он хоть об одном имени, он в интернет зашел, хоть одно имя ребенка поднял, хоть дуа сделал над одним ребенком. Вот просто такой вопрос задать. Он хоть зашел к своим братьям на стримы,
даже если не так, да? Ты же здесь сидишь целыми днями. Хоть на один стрим зашел к братьям, и я не знаю, как это на русском говорят, баш-салах дал. Нет, я в этом не уверена. Соболезнования. Я в этом не уверена. Я уверена в том, что он этот день пропустил, он даже ни одного ребенка не вспомнил. Хотя у них там по официальным данным погибло 42 тысячи детей, а по неофициальным, ну, как бы по правильным данным, если считать детей до 16 лет, то там больше 60 тысяч детей погибло. Он вообще это знает, его это интересует, его собственные дети не интересуют. Он сидит, ходит, пальцы веером делает, палестинскими детьми интересуется. Адам, а что тебя так смущает, что были евреи-большевики в Советском Союзе? Ну, они жили в Советском Союзе. Естественно, что там могут быть и евреи. Ханнибал, сейчас попробую. Что тебя так возмущает от того, что были евреи-большевики? Естественно, они там жили, они были граждане этой страны. И были и не евреи тоже. Про своих детей, про свое надо говорить. Ты понимаешь, что если мы его поднимем, вот ты его поспрашиваешь по поводу своего народа, да, свою историю, он же не выдаст так числа, года, как он выдает это про палестинцев названных. Это бесполезно. Адам, я тебе хочу сказать, что если человек или народ свою историю не знает, у него не будет будущего, потому что наша история – это наши ошибки и наши победы. Да? Если мы не научимся, как человек, даже в личной жизни, как семья, как народ, как страна, да, учиться со своих прошлых ошибок и знать свою историю, если мы не будем этого помнить, у нас будущего никогда не будет. А ты знаешь прошлое других народов, но не свою. Я уже в нескольких эфирах тебя вижу, и постоянно ты говоришь только об одном. У тебя геморрой Палестины в заднем проходе, и ни в каком месте у тебя не болит за свой народ почему-то. Очень жаль. В сегодняшний день в Чечне ни один человек не может выйти и как гражданин свободно сказать свою мысль, если он думает что-то против власти. Потому что или он исчезнет, да, или его посадят на бутылку, или какие-нибудь еще жестокости с ним проведут. Ни один человек не может спокойно выйти и сказать что-то против своей политики, своей страны. И ты это знаешь прекрасно. И тебе ни в одном месте не болит за свой народ. Тебе вообще наплевать. Потому что ты живешь в Европе, ты гуляешь, кайфуешь, и поверь мне, ты не живешь. Что Израиль это апартеид, это было модно. Теперь модно говорить геноцид. Эти слова тоже пройдут. Это все мода. Кто хочет подняться, ребят? Я просто не вижу, если есть запросы. Кто-нибудь закидывал запросы? Шалом алейхим. Шалом, Яхуд. Шма Исраэль Адонай Элохим Ахад. Горский пришел. Мне сегодня в личку писали, что все чеченцы тут, которые говорят против ислама, это все горские евреи, короче.
Ну и что, блин, Альхамдулилля, как я будто... горский еврей, мусульманисты, Кришна, буддист во Христе. Эти дебилы думают, что если человека обозвали евреем, это оскорбление. Я лично считаю это комплиментом, ну и что? Пусть называют, блин. Но это не только с чеченцами, чтобы вы знали. У меня и у паспорт азербайджанцев есть, тоже на самое. котором есть звезда Дауда и герб чеченского народа, волк. Мне даже 2 герба поставили. Меня вообще, кстати, с детства называют евреем, потому что я никогда не давал себя обмануть. Когда все дети стояли и соглашались, даже элементарно на футбольной матче, когда мы во дворе играли, я лично первым вызывался обсудить вот это. Нет, подожди, дружище, иди сюда. Он тебя толкнул, ты туда упал. И меня с тех пор называли всю жизнь евреем. Я так и понял, что того, кто не дает себя лохануть, того называют евреем. Окей, называйте меня евреем. Я только рад. Маршала, всем привет, шалом. Так ты же с Масада, какой-то, что ты это? Привет. Ты сразу карты все раскрываешь, я чуть-чуть азарт хотел, короче, сразу, блин. Все, я все скинул. Завтра будет презентация в радио. Там и видеоролики будут, там и флайеры будут, там и будет презентация, голосовое, все это. Армат, вот у нас... История чеченского народа до ислама. История чеченского народа до ислама и как ислам приходил со всеми доводами, фактами, историками. Не на мягких лапках. Там все будет рассказано, показано. Кстати, мне один чеченец помогал. Я потом, это пока в секрете, завтра вы услышите его имя. Он мало поднимается, спасибо ему. Грамматику тоже мы пытались подправить, но не всегда получалось. Так что, если что, не кидайте меня камнями. Маша Аллах, все, Маша Аллах. Главное посыл, вы поймете посыл. Завтра это вступление, это начало. Потом мы сделаем еще красивее, еще больше. Там есть другие будут планы. И, кстати, как план, как ислам, это политический проект, тоже мы покажем. Завтра будет красивая презентация. Я постараюсь, мы с радио договоримся. Это вещь, хорошая вещь, надо ей пользоваться, научиться. Видел? Ты видел уже, да? Да, конечно. Это бомба, да? Да, 100%. Вот. Если ей овладеть, блин, это... Для тебя это вообще это шикарно. Да. Это сделаем. Пальцы будет немножко приколы такие тоже, да. За это не обойтись. Адам, а скажи, пожалуйста, твой любимый международный суд чем помог, когда была в Чечне война, первая и вторая? Самый гуманный суд твой. Выражал крайнее недовольство. Беспокойность, да, как Тиберис всегда говорит. Протест, да, озабоченность. Да. Протест выражал. Ну, ради справедливости надо сказать, они как беженцев приняли, за что благодарность. Это потому, что им нужны рабочие руки. Везде свои интересы, поверь мне. Ну, тут они, конечно же, если в этом, то облажались. Рабочих рук они не получили. Тут, конечно, ошибочка вышла. Играть идем или нет? Что, или будем здесь это... Ну не отвлекай его, но пока человек зашел говорить с нами, ну. Блин, сейчас не знаю, я работаю, видео монтирую. Когда закончу, не знаю. Когда закончу, если успею, напишу. Где Зрубавель? Он еще с шаббата не вышел, да? Зрубавель, по-моему, вчера в эфире сидел тихо, мирно. Руку не поднимал у меня. Утром он сидел. Утром он сидел, он шаббат соблюдал.
А, здесь, да? Нет, вечер это по твоему времени, а у них-то там еще не вечер, когда-то не было. Он мне говорил, что он соблюдает. Ну, это тут у меня. Шалом, дорогой. Ибрагим, названный Аврамчик. Поднимайся. Армат, вот у нас, вот у евреев говорят шекели, у нас у чеченцев тоже вот шейки говорят, деньги. Как бы это, парадокс или как ты думаешь? Не деньги, а мелочь. Деньги, я думаю, ахч. Как у вас Ахч, говорят? ахч. У нас шейки это мелочь. Ну, мелочь, когда у тебя говорят там шейки. Садим шейки и все, мелочь садим. Ахч, а деньги это ахч. Но Да, у нас шекель это, Ханибал, у нас шекель это не деньги, а шекель это название денег, то есть как доллар, как лира, да? Раньше была лира, сейчас шекели. Но сами деньги называются Это вы у кесар. чеченцев, как всегда, украли. Как Ибрагима украли у нас. Как Ноя украли у нас. А ковчег-то у нас, его-то вы не смогли, слава Аллаху, украсть. Он Так, под землей у нас, я скоро мы его надеюсь, откроем. я надеюсь, что армяне и турки этого не слышат, потому что это на горе Арарат, где-то там между ними, да? Я тоже надеюсь, поэтому то щас тихо говорю. Третья война начнется. Да. Так и там долму не могут разделить, чья она. Ахч называется, название, точнее, денег, это нахар. Был у нас такой, в Ичкерии появился. Нахар. Адам очень интересуется, как тебе в Литве. Адам, почему ты так за него переживаешь? О, блин, лучше, наверное, место и не будет для меня. Самое лучшее место. Посередине прямо, со всех сторон могу вас встретить, короче. Чтобы так несправедливо не было, что там, кто за мной едет, там, чтобы с одной стороны далеко надо было ехать, а с другой ближе, чтобы не было. Прям посередине. Шалом всем, шалом, кого не видел сегодня, Хармат Ибраим. Леон. Шаббат шалом. Шаббат, ну у нас шаббатов уже, да. Или шаббат у вас закончился уже, да? У нас, когда шаббат заканчивается, хорошей недели желает. Шаббатов у нас вот заканчивается, ну, полчасика уже заканчивается. Ага. Как у нас еще получается? вечер субботы. У нас день меняется, когда звезды выходят. А, кстати, если я здесь, у меня шаббат не закончился, а у вас закончился, то как приветствуете? Ты приветствуешь, как бы ты ни поприветствовал, ну, с уважением. Шаббат шалом сказал в понедельник, не знаю, тоже нормально. Не, я говорю, вот у меня суббота, а у вас как бы суббота уже закончилась, воскресенье начался. И мы связались по телефону. Я шаббат шалом говорю, а отвечают мне, что? Ну, наверное, так же. Честно, я никогда не интересовался этим. Но у нас есть такое, что у нас, допустим, даже праздники за границей, это называется бегалют. Бегалют – это тот, кто не проживает в Израиле, они в галюте еще находятся. И там праздник, даже какой-то праздник, у нас он выходит на день позже. И праздник, ну, может, шаббат тоже к этому относится, не знаю, надо проверить. Ну, праздники точно.
В Галюте как бы еще один день идет как бы праздник, понимаешь? А у нас он уже может закончиться. Шалума, Сергей. Слушал вас, друзья. Тут, короче, хотел писаться уже, я не знаю, не вариант был, короче. Там несколько тем прошло. Вот последнее, то, что формат про шейка. Шейка – это не мелочь. Это скорее такой язык крутых. Вот как на русском говорят бабки, да? Там. Жаргон, да? Жаргон. Да, жаргон. Понял. Как на языке жаргон. А так мелочь у нас называлась тоже своими именами. Например, 5 копеек шей, 10 копеек шишей, 20 копеек эппаз. То есть это шей, оно все равно там у нас крутится везде вокруг. Это не как бы, даже не жаргонно приобретенное все-таки. Это более старое название, скажем так, валюты. Думаю, все-таки шейки мы у иудеев, короче, строфейнули. Там не факт, потому что это могло быть общее там у всех. Вот, например, немцы денежную бумагу, да, вот эту бумажку, купюру, ее шайн называют. То есть корень там как бы одинаковый идет. Хочу сказать, что в жаргоне на русском языке очень много слов с еврейских слов именно идет. Я не знаю, слышали вы про слово, например, халява, да, откуда она происходит? Да, есть тюремный язык, да, почти что, да. Но откуда, ты знаешь откуда, как оно произошло? Там с какой-то историей, это, по-моему, что это было? Своего, что... Я сейчас тебе расскажу. Значит, халав на иврите халав – это молоко. Значит, евреи производили молоко, и то, что производилось в субботу, нельзя было продавать. И ее давали не евреям бесплатно. Окей? То есть те, кто там работали, не евреи, они отдавали это бесплатно не евреям. И поэтому те люди, которые слышали не евреи, да, это слово халав, они назвали это халава, чтобы бесплатно, как бы, ну вот не понимали, что и назвали это как бесплатно халава. Это так оно и пошло. Не, ну она больше так чуть по-другому стала. Я смотрел это получается вот, одесситский говор, то, что есть, вот это, она больше с идыша идет, как бы, да, но вот это... Лазик, а идыш это что? Идыш это немецкий с ивритом вместе смешанный. Да, слово да. халав это молоко. Это именно когда производили молоко и отдавали его бесплатно. Ну, именно блатной жаргон пошел оттуда, как бы перевернули какой-то блатной жаргон, как бы, и вот и начали так разговаривать. Ну, там слова, очень много слов ивритских, как бы, и с идыша слов. И вот это вот вообще первый там вор в законе, там Миша Япончик и так далее, как бы, и оттуда все это пошло. Вся вот эта манера как бы общения среди там блатных, приблатненных, оно, в принципе, все идет с идыша, скажем так, да, с еврейского жаргона. Подожди. Алидаг сомневается, что еврей мог дать что-то бесплатное. Алидаг, а что ты сомневаешься? Что идет тотальная повсеместная, всемирная антисемитская пропаганда. Евреи это вот враги Бога, все. Нет, ты знаешь, что мне самое интересное? Алида, кстати, ты как дагестанец, я хотела бы тебя спросить. Вот у вас недавно затопило вас. Покажи мне дагестанца, который вам что-то бесплатно дал. Вот я тебе могу еврейку показать, которая вам очень много денег дала, на 1000 домов примерно, квартир. Бесплатно вам, да? Без возмездия. Просто подарила деньги вам, дагестанцам, которые искали ее народ в Турбинах, которые сожгли синагогу ее народа. Скажи, пожалуйста, у тебя есть хоть одно-два имени ваших дагестанцев, не евреев, которые вам бесплатно дали что-то? Блин, самое страшное, что эти люди не понимают
тотальной подоплеки или тотального корня этого вопроса, что если не станет Израиля, то, скорее всего, мы окажемся все в коммунизме. Будет коммунистический концлагерь, короче, что в Америке, что в Европе, что в России, что в Китае. Это полный кобздец. Поэтому Израиль не нравится и коммунистам, социалистам, левым Америки, даже сами евреи левые, миллиардеры в этом огромную роль играют, и эти аболтусы поэтому берут этих левых евреев и, короче, не понимая вопроса, гонят на всех евреев. То есть в их понимании никто, ни один еврей не может быть там преступником, подлецом. То есть все евреи такие, если кто-то что-то сделал, то значит это все евреи такие. Они не понимают этого и берут вот этих и самих врагов самого Израиля, якобы евреев в кавычках, но уже коммунистов вот этих, которые богов решили поиграть. Кстати, ты знаешь, что в Греции вот те, которые выходили на демонстрации против израильтян, туристов, за про-Палестину, так и выходили на демонстрации, это как раз были коммунисты. И к нам заходили греки и рассказывали, что, ребята, не обращайте внимания, мы вас любим, израильтян, приезжайте, те, которые делают эти беспорядки, это коммунисты, мы их сами не хотим в нашей стране. Сейчас же идет борьба против вообще всех национальных государств. А самое мощное, сильное, что с исторической, что с цивилизационной стороны, национальное государство, хоть и живут, да, арабы там миллионы, но все-таки национально ориентированное государство, самое сильное на данный момент, с которым будет очень сложно манипулировать и лишить этого государства, этот народ, это Израиль. Поэтому самая главная, первая масштабная всемирная атака идет именно на Израиль. Вот когда они решат, если они решат, не дай бог, вопрос с Израилем, то все, никакие страны, ни русские, ни европейцы, никто, блин, вообще не будет вякать, блин, что бы у них там ни происходило. Вон, Великобритания, каждый город, блин, Пакистан, каких-то пакистанцев, которые разговаривать не умеют, блин, сделали принцами, короче, титулы дали, мэрами сделали. Они разговаривать на английском не умеют. Они что, сами стали? Нет, их просто туда поставили, вот эти леваки, коммунисты, потому что этими дебилами управлять очень легко. И они будут выполнять любой приказ. А сами они будут сидеть, как эти серые кардиналы за кулисой. Алидаг, после вчерашней беседы с тобой я понимаю, что ты не хотел, чтобы я тебя называла антисемитом, поэтому я тебя не буду так назвать, но ты знаешь, кто ты, да? Но я тебе отвечу на твой вопрос. Кто основал коммунизм? Коммунизм основали Карл Маркс и Фридрих Энгельс, которые себя считали атеистами, но они родились в еврейской семье. Вернее, не они, а только Карл Маркс родился в еврейской семье. Фридрих Энгельс нет. Но если человек, который был одним из основателей, представляет для тебя весь еврейский народ, вообще, если ты посмотришь, везде, когда что-то новое создавали, были какие-то евреи. Это только говорит об одном, что евреи постоянно что-то пытаются сделать новое. Не факт, что это что-то хорошее, но что-то новое, понимаешь? Вот как кто-то говорил, советская власть, коммунизм, то, другое. То есть еврейский народ не стоит на месте, он постоянно созидает и что-то хочет создать новое, испробовать новое, улучшить что-то. Вполне возможно, что на те времена они думали, что это правильный путь. Мы смотрим на сегодняшние времена и понимаем... Сама идея, в принципе, неплоха, там, за все хорошее, против всего плохого, там, все равны, в принципе, идея. Но она оказалась утопической, и она не работает. Сейчас, которые эти коммунисты левые, они-то знают, что оно не работает. Но все равно они это продвигают
якобы под видом, что мы против там ксенофобии, расизма и так далее. Но в то же время они сами стали ксенофобами и расистами, но уже на классовом уровне. То есть они ненавидят класс. Тот коммунизм просто превратился как бы в конце концов во власть. И когда вообще, что такое коммунизм? Коммунизм он пошел против монархии. Тогда была монархическая система, как бы, да, и низший класс, высший класс. И поэтому низший класс захотел, чтобы встать где-то на уровень. Так, друзья, у нас тут вот много разговоров о демократии. И у нас немного получается такое противоречие. Вообще-то мы пытаемся наоборот там демократическую линию гнуть. Ну, многие, кто здесь участвует в этих стримах, там, как бы либо поддерживают, либо сами являются активистами Чеченской демократической партии. И чуть-чуть такое неправильное, мы там годами пытались, наоборот, донести, уже годами, что такое демократия. Нужно чуть-чуть различать. Демократия – это народовластие, если его другими словами, да, о демократии говорит. И это лишь механизм. Это не есть идеология какая-то или какая-то политическая концепция. Там. Это просто механизм, посредством которого в обществе, в государстве решаются какие-то вопросы. То есть их решают с помощью либо голосования, либо согласования общества, в котором эти процессы какие-то протекают. И демократия – это не самый хороший, но единственный механизм, чтобы достичь, не то чтобы даже достичь, а вообще единственный механизм, который может в современное время навести, ну или, скажем так, установить либо власть, либо какие-то механизмы в обществе. Противоположность демократии, то есть, скажем так, ее антоним, да, там слово демократия, это уже диктатура или банда. Либо народ решает, или общество, да, в котором, которое живет на определенной там, будь это территории там, и оно судьбу дальнейшую, да, своего вот этого общества. Либо какая-то банда, которая ни у кого, ни у народа, ни у кого не спрашивает и делает, что она хочет. Вот какой-то царь там, да, который, или халиф, или амир, который вообще ему не интересно, ему и его там вот этим лично подданным, им вообще не интересно бывает мнение народа. И у нас вот получается, что мы чуть-чуть здесь так неправильно это оглашаем. Ну, просто это уже вошло, скажем так, в обиход называть это демократией. Скорее речь идет о таком слишком человечном отношении, скажем так, к тем, с которыми это нельзя, ну, с теми, с кем это нельзя делать, то есть или не надо. Те, кто не понимают этого. Не работает. Это не работает. И это тоже общество определяет. То есть если общество говорит, вот сейчас мы здесь находящиеся, вот мы, например, говорим, давайте, ребята, кто сюда заходит, короче, если не будет там 10 роз, короче, кидать, он какой-то не такой. Все согласны? Давай там, большинство согласно, окей. Значит, мы придерживаемся этой линии. И, ну, вот так это и работает. А когда
здесь кто-то один вендетта, например, быкует, да, говорит, так, все вылетают, роз надо дарить там по 100 штук, и я буду говорить, кто их будет дарить, этот будет, этот не будет. Никакой, скажем так, критериев никаких нету, кто должен, кто не должен дарить. Вот я, кому мне по кайфу, буду говорить, кто дарит, кто не дарит. И это уже у нас получается бандитская, либо такая система, когда один главный, все остальные его рабы. А демократия это как раз таки наоборот, когда все главные и один, которого эти все там выдвигают, один, либо там группу какую-то инициативную, или каких-то представителей, кто выполняет или приводит в жизнь, скажем так, желания и вот это, то, что принимает вот это общество, кто-то вот приводит это в жизнь. Поэтому вот когда это мы говорим, у нас получается такое как бы противоречие, да, мы наоборот хотим этим донести, да, людям, что халифаты всякие, халифы, вот это вот, как бы его помягче назвать, вот эта система, которая там испокон веков, например, чеченцам не соответствовала, в частности, да, если там как у нас никогда не было ни каких-то царей, ни каких-то баринов. И вот нам приносят какую-то идею, идеологию, в которой должен быть какой-то халиф, который будет всем приказывать, и все должны его слушать. И плюс он еще какой-то курейшит. Поэтому я бы хотел, я чисто как бы подкорректировать, да, когда мы говорим о демократии, имеется в виду не сам, скажем так, механизм демократии, демократические вот эти ценности, а речь идет о таком, о чрезмерной человечности к тем, кому надо ее проявлять. И правильно, ты видишь, как они играют демократия, вот когда, допустим, то, что в Иране происходит, да, вот сегодня, у тебя получается, ну, там 90 миллионов человек проживают, из них голосуют, скажем, там, ну, образно, 50 миллионов, из этих 50 миллионов голосующих, как бы из них половина, ну, чуть больше половины, 51% больше это мусульмане, а вот остальные, как бы, они не, ну, такие это светские люди, они могут быть даже и мусульмане, но люди светские, которые хотят вот этих людоедов, как бы, у себя во власти. И в конце они преподносят тут такой факт. А у нас же, говорит, голосование происходило, как бы они играют с этой демократией, понимаешь? А не демократия? Ну, да так нет, так они иногда суют, они рассказывают, а у нас же все было про голосование, они президента там суют. Не, подожди секундочку. Они суют, у них есть у них есть этот президент, где они играют в это голосование. Якобы есть Хаминеи, вот сверху, да, сидит вот этот верховный лидер Ирана, там этот духовный лидер Ирана, но которого уже нету, да, слава богу, и дальше их не будет тоже. Потихонечку мы с этим справимся. А если они суют какой-то демократический строй туда тоже, они там еще делают какие-то выборы президента. Так надо еще людям объяснять, что ни хрена это не демократия, как бы, понимаете, в чем дело? Азик, нужно четко показать, объяснять, что такое демократия. Страна Иран, это не демократическая страна, это раз. То, что у них стоит структура, что там есть президент, это и выбирать президента, это не значит, что это демократия. Та же Россия, которая кричит, что она демократия, это не демократия, да. Но я тебе могу четко показать пример, такой же пример. Вот Испания, это демократия, да? Демократия, правильно, да? Но Ирландия, демократия, Англия, демократия. Когда четко им важно что-то сделать, они свою демократию откладывают в сторонку. Также и Америка. Например, вот смотри, когда приехали бабуины к нам, да, на лодках, мы забрали у них лодки, дали их пол в жопу, пол в морду и до свидания, да, отправили их в Испанию. В Испании в аэропорту они решили тоже покричать, поорать. Их встретили полицейские, взяли, вытащили дубинки и чисто демократично, так, с нашим таким теплым приемом, одубасили. В Ирландии совсем недавно перерезали горло. Просто так пробегало, там отмазали, он его
случайно упал на нож, на горло и на голову отрезал ему, и 15 раз он упал на нож. Случайно. Что сделали ирландцы недавно? Вот на днях это было. Пошли, сожгли, просто сожгли тех людей, которые жили, приехали туда якобы на иммиграцию, да? И сожгли. Все, вот так, ни больше, ни меньше. Тоже в Англии, когда изнасиловали там за Лондоном девочку, пришли этих пакистанцев, всех вот этих афганистанцев, всех там просто перебили. Перебили так, что они все сдохли отчасти. Понимаешь? Тоже Ирландия, Голландия, да? Нидерланды, скажем так. Когда перешел бардак исламов, бабуинов, уже все чаши, они вытащили свои дубинки, отфигачили конкретно. Это вот, видишь, к чему мы подчеркиваем, что когда надо, вот эти страны, они четко разделяют, что надо бить. Но у нас, когда мы это что-то, не дай бог, сделаем, вам нельзя. К чему я говорю тезису? Что получается, тебя с помощью тоже демократии, того тезиса «будь свободен» или там демократии, ты должен... Тебя убивают. Ты не можешь это делать. А они это могут делать. Здесь тоже такие двойные стандарты идут. Да, к чему я говорю? Я вел там тому же Почему я говорю, что Иран это вообще не пример, Россия это не пример. И так я тебе не только Иран хотел привести пример, братан. Это не только Иран. Иран, я же тебе еще раз говорю, почему-то мы позволяем им играть в эту демократию, как бы показывать якобы вот. Демократическая страна. То же самое, что с Хамасом происходит. Хамас не выбирает. Но мы уже прекратили это делать. Все хорошо. Нет, ну чтобы остальные это понимали, я имею в виду, как бы. Это не Поэтому я в гробу видал такую демократию. Какая демократия? Поэтому я и подчеркнул. Когда террорист играет с этой демократикой, террорист, когда играет с этой демократией, чтобы какой-то придурок мне с другой стороны рассказывал, что вот ты слышишь, вот это демократическая страна, ты что, охренели там. Во-первых, надо четко понимать, что такое демократия. Демократия, придуманная греками, как бы, это чистый апартеид. Чистый нахрен апартеид. Вот это демократия. То, что происходит, опять же, демократия должна работать как демократия. Если мы хотим уже демократию, то я проживаю у себя в стране Израиль, никакой араб не должен быть у меня тут никаким министром, начнем с этого. Он должен здесь проживать демократически, да. У него должно быть право голоса, да. Но страна чисто работает как вот нация. Если здесь еврейская страна, то здесь сидят в парламенте только евреи. Вот так работала греческая демократия, которую греки придумали. Если мы уже говорим, уже обозначаем демократию как демократию, давайте жить по демократии, нет проблем. Какая в жопу демократия? Никакая нахрен это не демократия, это анархия. Мы, превращая вот эту демократию в анархию, занимаемся самоубийством. И тут еще террористам, вот этим вот террористам, этим ваххабистам, этим там шариатчикам, там не знаю, и так далее, да, еще даем себе сувать, как бы, да, вот какие-то разговоры о своей нахрен демократии там у себя дома. Какая в жопу демократия? Вторая вещь, вторая волна идет. Забудьте про такие понятия левые, правые. Есть такое левые, есть ультралевые. Забудьте про это понятие. Ее уже давно нет, оно уже все сдохло и забыли про него. Есть такое понятие ВОК. Все больше и больше она выплывает, все больше и больше она появляется, все больше и больше понимается, откуда идут деньги. Эта система подпитана, да, ну, как бы заняла нишу левых. Но левые, сейчас ты смотришь со стороны, как бы типа это система коммунистов, но ВОК подпитывают те же Саудовская Аравия, Катар, Бахрейн, эти арабские страны, подкупают тех же политиков, это уже официально, это видно, это уже есть доказательства, и это словили за руки, и скоро это будет все больше и больше разбирательства, и вылежит на улицу, видимо, всему свое время. И особенно она у демократов в Америке, потому что они подпитывали ту же Европу, и к нам еще совались с этим говном. И у нас это заразили тоже. Теперь, что произошло недавно в Америке? Для наших я объясняю. Это типа как Лапид и Беннет перейдут к Биби Натаньяху. Оттуда с демократов, есть демократы и республиканцы. У них есть в каждой партии по несколько партий. Так два серьезных человека ушли от демократов куда? Республиканцам. То есть, почему? Потому что сказали, ну это уже все, это уже too much, они сказали.
Кстати, там был один еврей. Сейчас, секунду, дай это не сбивай. Подожди, дай лазик, да, до конца донесу, потом будешь это, я тебе все объясню. Это. К чему это все подпитывается? Почему они ушли? Потому что они косвенно видели, это официально они заявили, это уже тоже их словили. Ну, они поняли, что или сейчас сядут, как бы в конце, или сейчас они лучше выйдут с этого корабля. То есть все деньги от арабских стран подпитывали всю эту систему. Вот эти чтобы беженцев Пакистана, Афганистана, Сирии, это же все было специально сделано, чтобы уничтожить ту же Европу и ту же Америку. И это. То есть, если война, это понятно, надо перейти, нет ни в чем проблема. Но подпитывается еще внутри тоже Европы и тоже Америки. Те же мусульмане, которые находятся в Европе, и я озвучивал эти партии в каждой стране, когда идут выборы, мусульмане идут за эту партию выбирать. Теперь эти мусульмане говорят, смотри, левым, говорят, у меня есть столько-то голосов, я хочу раз, два, три, четыре, пять, и мои голоса переходят к тебе. Ну, что они получают? Они получают голоса в правительство, они заходят в правительство, в мэрию, они заходят в судья, они заходят, начинают контроль держать. И этим способом они пытаются захватить в мир кафиров, скажем так. И потом, что пришел ислам. Поэтому оттуда исходит в этой Европе, что ты не можешь, там кто-то приходит, посмотрите статистику, где сколько преступности, откуда идет. Они уже даже закрыли, сказали, что на религиозной почве мы уже не показываем, ну что не задеть. Это факт. Все оттуда от ислама. Недавно в Германии, вот этот, кто живет в Германии, не знает об этом, был праздник дерева, месяц назад. Так что они сделали? Они волной начали насиловать детей, женщин. Детей! В одной деревне они изнасиловали девочку 12 лет, 8 лет. 8 лет. Газеты, был спор, поставить это, не поставить. Вытащили, потому что скандал был огромный. К чему я говорю, что Европа скоро взорвется, и она будет метлой бить этих бабуинов очень сильно. Это бабки не ходи. Это просто факт. Особенно потому, что случилось в Ирландии. Демократия работала бы как в то греческое время, как работала демократия, было все нормально. Если бы зашли бы какие-то либералы, которые просто вот эту херню, этот анархизм сюда не пустили бы, поверь мне. Леон, еще раз, есть демократия, вот в стране вот есть демократия, опять же, все равно там должны быть установлены какие-то права, как бы правила, которые не навредят тем людям, твоему народу, скажем так, да, твоему национальному признаку, который проживает в этой земле и так далее. Но почему туда приходят какие-то либералы, как бы устраивают там анархию, понимаешь, в чем дело? И вот за счет этой анархии, как бы, заходят туда террористы и этим пользуются. Есть демократия, еще раз, демократия это не резиновая хрень, понимаешь, в чем дело? Это не резиновая. Вот все, что я сказал, да. Это все подпитывает, что ты говоришь, и это легко проверить сейчас, что я сказал. Да, ну просто как бы, да, но я вот просто сейчас... Обратите внимание на программу ВОК, вот даже антитеррор, обратите внимание на эту программу, и откуда ноги идут, и ты вообще охренеешь, там вообще такое творится. Там, они то засунули добавку, джихад. Как бы, да, Целый джихад там, добавку, как бы называют там либерализм, блядь, и начинает вот эту хрень, демократию растягивать там во все стороны, понимаешь, в чем дело? И при этом убивая себя. Это все, что происходит, как, в принципе, то же самое в Израиле происходит. То же самое. Демократия хорошо, наоборот хорошо, да, демократия, да, ну вот ты имеешь право голоса, ты имеешь право голоса и так далее. Ну ты не имеешь права себя вести, как ты себя ведешь сегодня, как бы, да, это ни хрена не демократия. Это называется тупо анархия, это чистая анархия. Это анархия, это тут надо с копьями бегать, как можно начать убивать друг друга нахрен, что это такое? И притом этот хрен приходит ко мне домой, как бы начинает с этим копьем бегать. Я в жопу демократия. В Гробой видал такую демократию. Но я, в принципе, ее вижу, как бы, если я позволю, как бы, считать, что это демократия, и жить с этим нормально. Ни хрена это не демократия. И вот то, что происходит в Европе сегодня.
Демократы. Демократы, опять же, нет, это надо понимать, надо знать историю вообще, откуда это произошло, как это вообще происходило. Ни хрена. И вот эти вот либералы, которые ходят, там, я не знаю, там бегают, там с кустами разговаривают, с деревьями разговаривают, и тут прибегает какая-то хрень такая бородатая, как бы ему глотку перерезывают. Что это такое? Демократия? И нет, я за мир во всем мире. И там вот такая энигма, как бы, да, это они там не знаю, там любят все друг друга нахрен. Тебя не любит придурок. Тебя убить хотят, вот этот придурок бородатый, который бегает возле тебя, твой сосед. Который ты впустил себя в страну, потому что ты такой, блядь, демократичный, я извиняюсь за мат. Это чистой воды самоубийство нахрен. Вот эта демократия, сегодня же демократия, чистой воды самоубийство. Выбегали с этой страны. Но когда они приехали в Европу, вместо того, чтобы развиваться, учиться, да, строить что-то, они, говорят, им дали, пришли те же, кстати, партии. Говорят, смотри, будешь вести себя как обезьяна, как у себя на родине, жечь, прыгать и ломать, а мы тебе будем платить еще денежку, мы тебе еще будем помогать тоже. Тогда приходи там, давать тебе там консервы и всякое такое. Понял? Не захочешь, будет тебе хана. Мы тебе устроим райскую жизнь. Вот и все. То же самое, что было сейчас во Франции. Да? Ну, опять тем же предлогом с этим чемпионатом. Почему не кричали «Viva Be London»? Я не понял. Особенно молодые. С какого-то перепуга. Нет, это не демократия, это уже это. Демократия. Но там это прописано в законе, что это демократия. Ты не ловишь мою мысль, это уже... Я понимаю, я ловлю твою мысль. Ну, хорошо, я просто сейчас свою мысль поставил. Ну, там можно это, можно, потому что они, еще раз, смотри, я тебе объясняю, когда сидит какой-то хрен там в политике, допустим, я не знаю, сегодня он стал премьер-министром, это чего это, антисемитское, там тоже в Испании, да, то, что у нас происходит сегодня. Вот сидит в Испании, как бы, да, и он просто конченый антисемит, этот премьер-министр там Испании. И он, мразь, рассказывает, что он демократ, нахрен, понимаешь, так ни хрена он не демократ. Он пользуется вот этим демократическим, как бы, да, вот эти вот пониманием, ну, якобы, что это демократично так орать и так можно. Ни хрена нельзя так. Вот чистый пропагандист антисемитизма. Тут должна вся Европа встать на ноги, как бы, да, и дать ему пизды, я извиняюсь. А когда испанцы 2 недели назад отдубасили этих, которые поехали в Палестину, что они, ненавидят ислам, что ли, получается? Нет, так... Не ловишь мою мысль, что я тебе говорю. Это как бы... Оставь, это прикрытие демократии. Я тебе говорю, что за этим все стоит и к чему это все ведет. Тут надо смотреть в корень, а не поверхность. И уже более тебе, понимаешь? Сам корень надо посмотреть, откуда что ноги растут. Всегда надо смотреть в корень. А то, что на поверхности, это тебе хотят показать эту картинку. Я пытаюсь проще объяснять то, что я говорю, как проще, Леон. Я не ухожу в это по поверхности. Дайте мне одну минутку, ребята. Все, кто внизу присоединились, ребята, добрый вечер. Пожалуйста, командные сердечки дарим, тапаем. Нужно поднять быстренько эфир. Делимся эфиром и ставим на сторис. Все, спасибо. Да, Вендетта мне заплатил 10 000 евро, надо верните ему хотя бы эти деньги. Подарил 10 000, то давай тапай. Дал мне. Надо отрабатывать. Сейчас сначала 20% вернет. Послал уже все. Леон, все понятно, все хорошо, как все прекрасно, но ты понимаешь, то, что сейчас происходит в Европе, это вот оттуда, кстати, чтобы ты понимал. Вот там вот они через Европу они завоевывают вообще там, во-первых, мысли всех проживающих там в Европе, понимаешь, в чем дело? Они туда запускают через эту демократию, они запускают через эту демократию, через ту демократию, которая псевдодемократия. А я дал ему этой демократии обозначение. Это либерализм, не знаю, вот выговорил, по-моему, да, либерализм.
И вот эта хрень, то, что засунули в эту демократию, понимаешь, она убивает Европу. И она вообще будет убивать все остальные страны. И там, в конце концов, как вот все свободные люди, вот какими бы они хотели быть свободными, в конце ты увидишь через лет 50, там, не знаю, 20, 30, 40 лет. Я надеюсь, что этого не будет, как бы, но в конце концов это превратится в то же дерьмо, то, что происходит у нас на Ближнем Востоке. И ты увидишь, только мы здесь будем защищаться ракетами, а их там уже схавают уже мысленно, понимаешь? Их головы Никого не сожрут. схавают. Их головы уже жрают. Их мозг жрает там. Слушай, смотри, в Америке ты знаешь, сколько бабуинов взяли в Штатах? Ну, кроме Нью-Йорка, ты там точно слышал, а остальных ты знаешь? Нет. Видишь, что ты не интересовался. Теперь штат Нью-Йорк. Что я знаю? Ладно. Да. В Америке сколько штатов губернаторов взяли бабуины. Да я Ты об этом знаю. Что Или помощников. Знаю. Я знаю. Теперь, вот смотри, теперь дальше. Идем дальше, смотри. Один из главных штатов, финансовых штатов в Америке, это Сан-Франциско и Нью-Йорк. Ну, это такие, которые, да, богатые штаты, ударные штаты финансовые. Теперь настолько штат Нью-Йорк упал финансово, что там все покидают этот корабль. И почему Трамп сейчас ввел одного, скажем, ястреба? Он сейчас поставил его главным быть прокурором и главной разведки, там это секретный. Такого человека он поставил, что, знаешь, но это ненавидит настолько из этих бабуинов. И это такой зверь серьезный такой в этой прокуратуре. Он туда его ставит. Почему? Он сейчас показывает всем. Вот смотрите, что такое демократы и что такое бабуины. Куда они приходят, они все уничтожают. Кстати, он же не может так бы выражаться. Но он этим как бы говорит иногда мягко, да, и его помощники. И сейчас же все больше и больше видят, что когда приходят вот эти бабуины, куда они приходят, они все ломают, уничтожают. И ты знаешь, мне даже кажется, что специально отдали штат Нью-Йорк этим бабуинам, чтобы показать всем, насколько они, куда они приходят, все уничтожается. Никто никого не будет там. Европа уже переживала такие моменты. Особенно арийская кровь, когда просыпается. Там вся демократия уже входит в одно место. И просто им сейчас стыдно за то, что они там натворили. Вот. Но следующая волна это будет бей бабуинов. Все. Просто жалко будет, что под этот соус попадут невинные люди, могут тоже попасть. А второе, те, которые бабуины себя организуют, думают, что они потом скажут, я хороший, я нормальный, это не так. Это не будет уже работать. Все, эта машина заведется. Когда маховик закрутится, его уже пока до конца все не перемолвит, он не останавливается. Тем более европейский маховик, потому что в этом маховике очень много народов и стран бывает. Они совместно это полностью согласуют, они оценивают риски, они оценивают сколько, что, как, куда. Вообще до конца полностью схему рисуют, то, что может вариант А, вариант Б, вариант С. Ну, мы из-за этого предупреждаем каждый божий день чеченский народ и люди, которые себя ассоциируют с чеченцами, хотя от чеченского у них не осталось ни хрена от слова совсем, кроме этого болтовни на чеченском языке, вообще ни хрена нет. И вот людей, которые приехали под видом чеченцев, вот их выявлять, те, которые 100% не являются чеченцами, которые приехали сюда, вот этот кумык, например, Абу Билал, шнырь гребаный, сидит на чеченском языке, говорит вот этой идеологии, ислам втирает эту дичь чеченскому народу. Я к нему зашел, я ему говорю, алло, 29-й, ты какого хрена чеченцам вот эту дичь втираешь? Почему на кумыкском языке кумыка? Вот это не объясняешь свою религию. Он говорит, там еще внизу начал, вот чеченец, с ним говорит. Не говорит, что он чеченец, потому что я и он знает прекрасно, что он не чеченец. Это исключено. Потому что вот так вот это работает. Вот Сулейману, например, возьмем.
вот этот Будулай гребаный, который шариат строил, захватывал административные здания, суды чеченского народа, то есть демократических, и устанавливал там шариат. К нему захожу, говорю, а ты меня считаешь, говорит, предателем чеченского народа? Я говорю, да, у меня есть момент, в котором я могу считать тебя предателем. Где, говорит? Я говорю, ты вот так-то говорил, что тут, когда ты с Тумсо Лубянским, тоже Лубянская шмара, говорили о чеченском народе и что, как ему нужно жить, именно то, что ты захватывал, административно. Он говорит, нет, я этого не делаю. Ах, я говорю, у меня же есть твой разговор. Ну тогда, если ты хочешь, допустим, но это был не я, это были мои друзья, мои братья. То есть себя сразу, отчисляют от этого, понимаете? Заходим любого будулайзера, который говорит о религии ислам, спрашиваем, является для тебя вот тот будулайзер, которого вы сподвигли через эту религию совершить террористический акт на территории Франции, где этого неблагодарного ублюдка, его отца ублюдка, вот эти французы приняли, подумав, что они чеченцы. На Чеченском горе мудаки приехали с Москвы, в которой вообще в Чечне никогда не были и не жили ублюдки. Купили паспорта по $600 тогда продавались. Миграционная служба, ФСБ России, по сути, это ФСБшная тоже контора. Купили паспорта, приехали под видом чеченцев. И совершив этот террористический акт, его не называют мусульманином, его называют чеченцем. Никакой он нахрен не чеченец. И вот насчет этого мудака, если спросить, заходим к кому угодно, давайте пальцем указывайте, те, кто живут в Европе, в Турции, любого блогера исламского. Давайте зайдем к нему, спросим, ответ будет тот же самый. Вот Тумсо тоже говорит, нет, он не наш герой. Это чей герой? Он же за Мухаммеда отомстил. Не, это не наш герой. Представляете? Оказывается, это чеченский герой, а не герой мусульман. Алло, по чеченским канонам и кодексу вообще он ниже опущенный. Ямар Твокелуа. Варвар. Подлость, мерзость по отношению даже к врагу у чеченцев считается трусость. Вот это вообще самая низшая ступень вообще подлости. Коварство сзади, напасть на старика безоружного. Это мудак, а не чеченец. А вот этого Юсупа Темирханова хотели себе забрать. Да, все блогеры, вот это Сосветлинский гребаный, вот все Костецкие, Хремецкие, все эти, это герой Умы, не, как раз таки он не герой Умы, это герой чеченского народа. Его забирают, кому не лень, герой Умы он был бы, если бы он... Герой Умы он стал бы, если бы он вместо Буданова ихнюю какую-то женщину, как Аллах говорит в Коране, раб за раба, женщина за женщину, свободный за свободного. Юсупу Темирханову нужно было по Корану Аллаха Камасутре грохнуть ихнюю какую-то женщину. Первоначально изнасиловать ее, как Буданов это мудак совершил. Потом уже отправить на концерт Кобзона. Вот тогда бы он был бы героем мусульман. А он не делал, он не руководствовался Кораном, Камасутрой Аллаха. Женщина за женщину он не совершил как раз таки. Отправил на концерт Кобзона того, кто совершил преступление. Тут, это свое дерьмо не вмешивайте, не мешайте это с чеченскими устоями. Вы никак это не сможете сделать. Чеченских героев клонов оставьте, потому что мусульманин не может быть клонахом, потому что ни в Коране вашей Камасутре, ни в хадисах про клонаха нет ни слова. Это чеченский кодекс чести. По этому кодексу ваш Мухаммад был мудаком, ваши все асхабы были мудаками. Ваши все сподвижники были мудаками по чеченскому кодексу. Ни один из них даже вот под ногтями грязи наших предков не стоит по этому кодексу. Что критерии эти пагаль. Не путайте это, не смей. Говорите, он был муджахидом,
Он باليوم الله تكيم بودا نقونا خجات قونا خلاص ودق وقش حيقيز تيب عقلش. Посмотри последний, тебя скинул, там 14 минут. Скажи, как бы это вступление будет. И он, кстати, в конце концов не признался в этом, он не говорил, что это он сделал. И там, вот, начнем с того, что когда Буданов был, там не один Буданов был, там были еще русские солдаты, они же зашли в эту деревню, они зашли в этот дом, он был не один, и, по-моему, человек 5-6 было там. А где все остальные, кстати? А тут? Они там, я знаю, себе поляну накрыли, по-моему, видать, если не ошибаюсь. Это правильный вопрос. Это правильно вопрос ты задал. Их там было человек 5-6, они там накрыли себе поляну, набухались и пошли. Там должна была быть группа Уха, тем более. На БТРе они заехали. Да, я же знаю, ну, как я знаю, что они там выпили, короче, поехали там, где-то себе бухла взяли, напились, набухались, и Будан их с собой забрал. И говорит, вот зайдите в этот дом, как бы, да, он ходил, руководил там. Так же все это было. Там семья была, Буданов один не зашел в этот дом. Там была семья, там, я знаю, у нее там дома братья были, там кто-то был там еще дома, у этой девушки. Там не то, что братья, там в этом селе, он потом еще вот эти вот коллаборанты, которые сотрудничали, он же просто так не пришел тоже в их дом. Они там вместе бухались с паханом этой Эльзы. Они как бы общались с вот этой русской комендатурой. Не знаю почему, зачем, но у них вот такое вот, какие-то отношения там были. И не только у него там, еще их, короче, скажем так, группа такая в этом населенном пункте, которая постоянно с русскими так вела какие-то вот такие дружественные отношения, да, где они с собутыльниками могли, да, там бухнуть где-то, собраться в селе. Просто Ибраев, смотри, я знаю, как это, ну, как бы, опять же, я знаю оттуда, как бы, как это происходило. Просто вот интересно, вот Буданов, чтобы он в гробу там перевернулся, как бы, да, это другой разговор. А вот именно конкретно, а что с остальными стало? Там, видишь, Буданов это только один случай, вообще-то, который там Политковская в этом участвовала, да, который вот так вот вышел, тем более ее убили там. И, короче, вообще в культуре у нас такая тема, что вот женщина, которую даже, над которой надругались, ни ее близким, ни ей, как бы, не хотят это люди потом с этим жить, понимаешь? Вот так огласовывать вот эту свою трагедию, то, которая произошла. Поэтому там многие случаи, они просто замалчивались. Потому если ты начинаешь это дело, скажем так, привлекать там ответственность какое-то, возбуждать уголовное дело против этого, все знают, что оно не пойдет, во-первых, да, потому что как в случае с Шамановыми, там, Политковская, где это все взяла под свой контроль, таких вариантов у других не было. Во-первых, это не, как бы не получится там ничего оспаривать, а во-вторых, вот эта сама попытка, она когда в общественность вот так, этот слух вот так разойдется, потом с этим жить сложно, постоянно как бы, зная, что вот эту женщину там надругались, как бы она тоже, наверное, ни одна женщина, никто не хочет, чтобы ее как бы вообще в будущем свою жизнь какую-то. Да, вот такая, короче, тема. Шаманов, вообще Шаманов, ему, можно сказать, дал этот герой России, как бы, тому же Буданову, ну, как бы неофициально, там на него медаль не одевали, но Шаманов провозгласил его героем России. И это он не раз говорил. Шаманов, а что Шаманов?
Что-то они такие, все герои такие там, ну, Буданова, да, вот, Тимирханов. Вот. Вы, как бы я про тех, да, которые орут как бы о каком-то своем геройстве, как бы о своей гордости рассказывают и при этом пытаются как бы, да, вот, уничтожить свой же народ. Молодцы вообще. Тимирханова сейчас на себя, кто берет, кому не лень, как бы, да, вот герой, как бы, Шаманова, да, вот взял и ликвидировал, да, осуждает. Ну, осуждаю в том смысле, то, что в стриме нельзя такие вещи говорить. Ну, вот, опять же, нас, как говорится, бьют, а мы крепчаем, как бы, да, говорится такое. Да, это ненормально, что там произошло, что пришлось этого Буданова вот этому пожертвовать там собой, да. И вообще не факт, что это конкретно он сделал, но в любом случае он остается героем, да, этого всего, потому что за это потом ответку пострадал он. Но вообще, кто там участвовал, Берез Хуил Масана, кто вот это дело как бы... Короче, это осуждаемое дело, да, но просто нет условий, где реально можно было бы засудить вот этих людей, да, и чтобы они как бы понесли ответственность. И вот такая вот ситуация получилась, которая ты ее не можешь, и как бы и она осуждаемая, и с другой стороны по-другому как-то, чтобы... Вы понимаете, что вот этот Буданов, он вообще не в тюрьме, там, нигде, это под личным, шамановским, там, Да, я видел его интервью, когда он рассказывал, он всех сдал, Да, он дал он всех если- солдат, Да, он про всех рассказал. Ты смотрел это интервью, Ибрагим? да, если бы он попал вообще туда, в места лишения свободы, его бы под нары там пустили, понимаешь? Свои же, вот свои русские, потому что у русских вот этот насильник, его опускают там. Как вот столько здесь мы пытаемся донести вот эту суть до своего общества, которое одурманенное, оболваненное, там чувства какие-то выпирают у всех. Алло, вот это 4 от Бога узаконено, там, я не знаю, как бы вообще от религиозных, духовных каких-то ценностей, вот так еще этим подперто, да, и его вот эту тему общества, и тут вы видели же много раз, какой-то этот заходит, он не может смириться с этим, да, с одной стороны он говорит, такого быть не может, короче. А потом начинает, там же уже когнитивный диссонанс получается, как это, если Бог это предписал, потом здесь же ты как бы не можешь это говорить, что это вообще как бы насильник, что это преступление, что... И поэтому вот начинают крутиться, выкручиваться. Потом их эти всякие религиозные деятели начинают гасить. Типа, Бог сказал, значит, он лучше знает. И потом вот эти бабуинизированные начинают уже соглашаться с этим. Что да, короче, это в военных каких-то условиях, это где-то как-то. И мы здесь поэтому параллель приводим. Буданов тоже же в военных условиях. Вот представь себя на месте близких, это Эльза на месте ее, а Буданов это какой-то джихадист, который пришел и устанавливает свой русский шариат, например, у тебя. Короче, такая тема, которую нужно снова и снова вот так пытаться донести, потому что просто это тоже нормальная реакция. Человек, который верит там, в божественное, верит в это все дело, да, который не допускал даже какого-то, что это не может быть так, или там тоже по ушам всем проехали, что Коран не может быть там изменен, что это священное писание, что сейчас, когда это всплывает, 36 разных их вообще
короче, это сложно человеку перешагнуть через это, поставить под жесткий критический анализ и с вот этих позиций пытаться разобраться, что произошло. Я просто смотрю, я как рассуждаю, да, вот не то, что рассуждаю, я просто видел это Садрукаева тоже, как бы я смотрел, человек вроде жил своей жизнью, в чем-то где-то провинился там перед Кадыровым и так далее, как бы его послали туда, а в конце он это как бы так незаметно, они берут на себя это, понимаешь, вот это вот эту месть, понимаешь, в чем дело? Они как бы взяли, пустили под расход человека, даже если это он сделал, пустили его под расход и берут на себя все лавры, понимаешь, в чем дело? Его вот мы отомстили там за чеченскую девушку и так далее, как, понимаешь? То, что он поступил, опять же, то, что в нем присутствовало то желание, как бы, да, тут кровной мести, как бы, и отомстить за чеченскую девушку, это не обсуждается. Но то, что это было навязано, и то, что это было, вот как я это вижу, что это было навязано, это было принудительно, это 100%. И потом каждый из этих придурков берет на себя как бы вот эти вот все лавры, как бы, да, вот видите, как мы, я отношусь к чеченскому народу и так далее, как бы, да, вот как мы мстим за себя. Так идите мстите тому же там осуждаю, там, я ничему не, там, не призываю и так далее. Шаманову, который считает, что он герой. Может, скорее всего, Шаманов туда, может, и послал. По-моему, Шаманов тогда уже не командовал, как бы, да, но он это прям с этим нормально, как бы, живет. Он говорит, что это было правильно. Там чуть ли не медаль ставит тому же Буданову. Так, давайте, мужики, давайте, идите мстить. Вот кровного месть. Давайте посмотрим на вас. Как вы так против Шаманова, там, против, ну, он же там, российская власть, жопы не хватает. Но поймали вы этого выродка, этого ублюдка, как бы, да, хорошо, правильно. Осуждают, в любом случае, как бы, человек должен сидеть и должен быть наказан, пускай по жизни лучше сидит, как бы, и так далее. Пускай там государство занимается этим, как бы, пускай, если есть там смертная казнь, пускай занимается этим. Никто не должен, как бы, брать на себя, мы не живем, не проживаем в анархистских странах. Ну, хорошо. Так если вы такие мужики, так и идите там, ищите, как бы, корень проблемы, бегите. Чего вы об этом не разговариваете? Страшно? Тут вот наши соотечественники, если их можно таковыми назвать, которые подсели на вот эту исламистскую, ну, исламскую в целом тему, да, истинного ислама, да, там, они никак вот не могут въехать вообще вот, и вообще не обязательно там исламнутые вообще. Все никак не могут въехать. Вот. Если ты сидишь на бутылке, грубо говоря, как бы это неприятно не звучало, уже посадили, значит посадили. Если вот ты сидишь на русской бутылке, не можешь ничего не пикнуть, ни каким-то образом какой-то маяк дать, что ты там сидишь, короче, не по своей воле на ней. Не можешь абсолютно не критиковать вот этот режим, который там. То есть ты полностью как бы задушен. И когда при всем при этом ты лезешь в какую-то пластилину, куда-то в Мьянму, куда-то в Эфиопию, я не знаю, в Лимпопо, как бы ты на бутылке жестко не сидел, ты, дебил, создаешь образ со стороны вот всех окружающих, все окружающие начинают, то есть все понимают, что ты жестко на бутылке и что не можешь ничего сказать, и поэтому как бы даже, короче, на помощь никого не зовешь. Но когда ты при всем при этом начинаешь куда-то лезть в пластилину, вот эти вот всякие вообще непонятные для тебя куда-то темы, да, этим самым ты показываешь, что тебе как бы, этот вроде, он же, видите, за какие-то права там говорит, ничего себе, за какие-то эти, еще угрожает, сидит. И со стороны создается впечатление, что ты на этой бутылке сидишь комфортно, что тебе там приятно.
Потому что ты в эту сторону даже не дергаешься, а тут ты со всеми готов. И террористические, петушиные угрозы делать людям, да, там евреям каким-то, или другим там кафирам, там вот нам здесь на вот этих площадках. Когда ты вот так петушишься и этим занимаешься, это создает, это ломает все вот это в реально происходящую вот эту ситуацию, все начинают переосмысливать это, понимаешь? Ты сам дура создаешь вот это, блин, как бы это, не грубить, чтобы, да, ты вот не понимаешь, да, у тебя там нечем, наверное, понять у многих, хотя пытаешься вот донести это, влить как-то, да, там в голову. Ты когда просто через себя это пропустить, и вот ты идешь где-то по улице, сидит какой-то человек на бутылке, вот его посадили, рядом люди стоят, и он сидит. И ты ему видишь, блин, что-то тут не то. Да, ты тоже не можешь туда в лобовую вмешаться, потому что тебя тоже могут рядом посадить на нее. Но ты как бы все равно со стороны там пытаешься ему каким-то образом вот этих людей, которые там собрались, как бы их, я не знаю, призвать там к этому, к благоразумию, или на них как-то подействовать, повлиять. Но сначала человек хочет понять, что с тобой происходит. А вот эти, которые вокруг тебя стоят, они говорят, это вообще мразь, она лезет куда ей надо, куда не надо, поэтому мы ее посадили на бутылку. Это вообще полнейшая мразь, она на всех людей лает, она ходит, короче, всех, короче, пугает, всем вот это устраивает. Мы поэтому ее посадили. Хотя, кто ее посадил, эту жертву на бутылку, они как раз-таки тоже такие же. И что происходит? На тебя все-таки так ли это или не так? Начинают на тебя смотреть, там, пытаться тебя сожалеть. А ты встаешь, подтянул штаны, я извиняюсь, и даже бутылку не вынул оттуда, да? Блин, короче, такой ужасный пример, но все равно. Одел вот это, да, идешь, короче, я сейчас, вон, который на тебя еще со стороны смотрят, подождите, я сейчас здесь, короче, свои штаны одену, и там вам пластилину я вам сделаю. И вот этих, кто на бутылку посадил, им говоришь, дай мне, Рамзан Ахматович, автомат, я сейчас вон туда, в пластилину хочу. И все такие охреневают вокруг, это что такое? Ну, им это значит нормально, и то, что вот эти его посадили туда, они про него говорят, это тоже правильно. И ему нравится, он с бутылкой дальше идет куда-то в няму, в пластилину, куда-то, короче, и другим говорит вообще вещи, которые сам не знает, какие-то джихады, угрозы, какие-то петушинства. Вот через вот таким хотя бы каким-то тупым, да, так, подручным, я не знаю, каким-то разумом или примером, вот так хотя бы пропустите и подумайте, вот, что мы вот в целом, да, что мы из себя представляем, когда себя вот так ведем. Хорошо, дома сага. Гудман, какое Я здесь. интересное имя. Приветствую, Марко. Ага. Меня слышно? Да, привет, Ибрагим, приветствую. Тебя тут видеть. Это имя, на каком, что оно означает? Просто в целях, скажем так,
любопытстве так интересуюсь. Ну, Дубурлан, это по-даргински житель гор, как по-английски это hillman, говорят, типа, кто живет в горах. Понятно. На Я, чеченском ламбро это звучит, горец. я добавил туда «д» еще в конце, чтобы получилось по-английски, типа, ну, земля горцев, типа того. Дубурлан, как у вас дела? Вы, по-моему, к нам в ТикТок, в Телеграм не заходили? Да, у меня раньше был другой аккаунт в Телеграме, там подписан, у меня там с русского номера на этом номере нету. Полгода сидел в тюрьме, поэтому особо в эфиры не заходил. Антитеррор давно меня заблокировал там в своем Телеграме. Вот, недавно только вышел. Это нехорошо, если сидели. Не знаю, как это по-русски правильно вам, сочувствие. Все хорошо, все хорошо. Желаю больше в таких местах заключения не бывать. Баркова. Я давно уж год прошел, год назад, потом уже в сети, социальные сети мало как бы возвращался. Чуть-чуть смотрел, иногда лайкал и все. Сейчас вот недавно только. А я вчера тут сказал глупость этому антитеррора, что я где-то услышал просто от какого-то блогера, я не помню, что по правилам ООН люди, которые прожили 300 лет на определенной территории, можно считать автохтонными. Оказывается, это неправда, я просто не перепроверил, где-то я услышал такое, сказал. Мне, по-моему, Вендетта отвечал, что это не так. Я к чему это говорил, просто я недавно увидел книгу «История Дагестана», и там написано, русские – это коренной народ Дагестана, короче говоря. Интересно. Даже в Египте пирамиды строили, если кто не знает. Да, это мысль антитеррора была, что нужно чеченцам тоже написать книгу, как евреи, там, типа Торы, и через 2000 лет вернуться. Я вот к тому сказал, что через 2000 лет там коренными будут кто угодно, кроме нас, кавказцев, по-моему. Там арабы будут коренными, русские будут коренными, кто угодно. У нас уже там, не знаю, будет, не будет. В этом мы сами виноваты. Потому что чужую русскую культуру, арабскую культуру берем. Их просто свою забываем и чужую тут культуру протаскиваем. Не то, что забываем, а открыто плюем на то, что оставили наши предки. Своей кровью, потом. Просто открыто плюют, говоря на чеченском языке. На своих языках. Кавказские народы, которые переходят на вот этот будулайзер гребаный, они начинают своим же языком плеваться на честь и славу своих предков. Открыто плевать. У меня один вопрос. Кто будет уважать того, кто не уважает своих предков? У меня вот такой простой вопрос. Кто тебя будет ценить, кто тебя будет вообще за человека считать, если ты даже своих предков не уважаешь, своих отцов?
Стайла что-то хотела сказать. Просто хотела спросить, если кто-то с чата хочет подняться. Стайла смотрела расследование Абу Кирилла? Какое? Смотри. Посмотри. Страница? Так, сейчас зайду с другого аккаунта. Исследование там на русском, а то я ребятам все время говорю, когда нету перевода, я как этот смотрю, ни хрена не понимаю. Вот на русском. Исламское возрождение Советского Союза. Первые будулаки, первые ваххабиты, исламисты. Еще при Совке начали. А сейчас они демократы, понимаешь? Демократы. Осиное гнездо он там. Сейчас все осы вылетели. Спящая ячейка, подберезовики вышли уже. Хаят то Абу Кирилла. У меня такой вопрос. Может, кто-нибудь интересовался, может, кто-то тоже высказывал, я не слышал такое, что почти многие, вот я проходил, слышал, что Ибрагим тоже какое-то время был, симпатизировал, ну, в начале этим бородатым ребятам. Вообще, как как переходит общество из религиозного таких настроек в светское, как проходила это Турция, как проходит это в Албании, там, и как может произойти это ну, на Кавказе Северном, если ну, такое стремление будет. Получается, что какое-то время, ну, когда молодой, еще глупый, может быть, я не знаю, еще какое-то время начинает там романтизировать и симпатизировать этим бородатым ребятам. Когда тебе пропаганда днем и ночью с детства будет долбивать, завозить российскую КАМАЗами тиражи, брошюры этого салафитского ваххабизма, они готовились еще, давно готовились это распространить, это все. Вот так попались некоторые на эту удочку. Я имею в виду, как вообще, вот на Западе же тоже все страны были раньше власть от Бога, религиозные общества были. Вот как они этот процесс прошли от религиозного государства к... Отделили религию от государства. Вот и все решили. Ну, да, результат мы видим. Ну как сам процесс проходил? Через гражданскую войну, через какую-то научную среду или по верхушкам он прошел? Как это все происходило? Кто-нибудь смотрел, изучал? И как это в той же Албании происходит? Там вроде тоже мусульманская, но относительно такая
спокойная страна или в Турции было? Мусульманская, это называется. Мусульманская Албания никогда не было. Просто под влиянием Турции была, и так пришлось им принимать такой ислам, как не арабский ислам, а османский ислам. Да, у людей вот то, что ну, читают и рассказывают антитеррор всем, и мы уже, наверное, многие знаем вот эти всякие хадисы, это одно. А другое дело, что у людей в головах там у них, какая у них в головах вера. И вот, например, если, ну, через 5 лет, 3 года на Северном Кавказе будет возможность выбирать себе дальнейшую дорогу самостоятельно, скажем так, или хотя бы власть себе выбрала. Вот как повести людей в сторону светского государства, а не чтобы они пошли за каким-нибудь религиозным таким очередным этим популистом. Как это сделать можно? Работать надо, работать. Пропаганду провести, все делать, читать. Все надо работать. Пока вместе нас работают русская пропаганда, арабская пропаганда. Марш вон, Абу Кирилл. Кирилл, привет, как дела? Вот я TikTok чуть я как Telegram чуть Ассалам алейкум, Батл Шишани. Маршалду Нохч. Валейкум ассалам, макам уя. Левый. Макамик, ревность я. 100%. Все. Говори. Левака, левак. Да, левак. Начало ролик говорил у Абу Кирилла, я что-то зашла, не нашла. Здравствуйте. Расследование, он говорит, какое-то расследование на странице. Это какой ролик? Я плохо слышу, можете повторить? Я говорю, что мне Нахчала сказал, что есть у тебя на странице какой-то ролик расследования. Это какой по номеру? Пока нет, пока я не опубликовал. Будет скоро будет. Я хожу, ищу там все по очереди все ролики. Да, скоро будет, Работаем. Будем показывать всех героев, джихадистов. Неправда, они сейчас демократы, ты что?
больших демократов даже. Даже здесь, которые мы общаемся, выступает за них. Знаешь, спящая. И разбудил даже спящую ячейку. Якобы антиисламистов. Грудь тельняшки рут, бая. Да. Тельняшки чулюса, он все тужур кшат, ватник шиет ваш. Мет Колесоный. Колесоный рот. Грудь коммуниста, да, ты, бля? Тулупы рвут на себя, кирзовые сапоги. Врешь, не возьмешь. Офицеры хромовые сапоги рвут. Вот и тельняшки, стреляй в грудь коммуниста, да? Да, чувачу, приветствият. И шикарно, что я дворянин, да, тахой, квартуата, вас приветствие, да, чуамелу, чувачу. Дворян шпетович бачу нас. Потомственный дворянин. Исламский дворянин. Да, абсолютно. Штабс-капитан Ржевский, Тахо, шикарно, это тоже, да, значит, приветствие, новые. Извини, мы туда не вписаны уже. Какую